Добрый день, я приветствую всех наших телезрителей, которые подключились к телеканалу АТР. Наш эфир продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и мы будем говорить о самых актуальных и важных новостях из оккупированного Крыма, Украины и мира. И прежде чем мы начнем беседу, я предлагаю вам всем подписаться, кто этого еще не сделал, на наш YouTube-канал, для того, чтобы в удобное для вас время смотреть те программы, которые вы пропустили, и поддержать нас на Patreon. Вы контакты сейчас можете увидеть на экране, потому что ваша поддержка всегда нам важна. А я представляю гостя этого часа. Это Александр Кондратенко, политический аналитик и главный консультант Департамента аналитического сопровождения Офиса главы администрации президента Украины в 2014-2016 годах. Добрый день. Здравствуйте, Роман. Начнем мы с крымских тем, и одна из них – это заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Она отреагировала на последние задержания российскими оккупационными силовиками крымско-татарских активистов в Крыму, среди которых и гражданские журналисты в том числе. И она назвала их... В общем, она осудила эти задержания, а эти приговоры российских судов она назвала чрезвычайно суворыми. Давайте послушаем, что она сказала. Арешт і затримання великої групи кримських татар, у тому числі кількох журналістів, які мирно зібралися в Сімферополі минулого вівторка, щоб засвідчити звільнення з-під варти адвоката-правозахисника Едема Семідляєва, є останньою ланкою в ланцюзі репресій та переслідувань, спрямованих проти членів цього співтовариства. Це посилює картину переслідування кримсько-татарських правозахисників, активістів та журналістів, а також багатьох пересічних членів цієї групи, описану мені у численних та послідовних свідченнях членів кримсько-татарської спільноти та авторитетних правозахисних організацій. На прошлой неделе мы слышали много подобных заявлений. Это Евросоюза, это отдельно европейских стран, их руководителей дипломатических ведомств, которые осудили действия силовиков. Я напомню, речь идет о массовых задержаниях мирных граждан, людей, которые приходили к судам поддерживать своих товарищей на сфабрикованных процессах. А последние задержания, речь идет о тех людях, которые пришли встретить адвоката Эдема Семидляева, которого оккупанты приговорили к 12 суткам ареста за якобы неповиновение полиции. Они требовали от него раздеться догола для того, чтобы увидеть, есть ли у него татуировки экстремистского характера. И требовали выключить диктофон и не вести аудиозапись в отделении оккупационной полиции, куда он пришел помочь еще другим крымским татарам, которых задержали за то, что они приходили к судам. Это такая вереница задержаний, как цепочка бесконечная. И в этот раз 17 человек получили не просто штрафы, а административные аресты. Людей им приговорили к 12-14 суткам ареста. Вот такая вот история происходит в Крыму. В общем-то, ничего нового, но тем не менее продолжает шокировать. Не правда ли, Александр? Ну, собственно, до тех пор, пока Крым будет оккупирован, такого рода задержания будут происходить регулярно, в зависимости от внешней ситуации, которая будет разворачиваться вокруг нашей страны. Задержания, разумеется, мы, как Украина, мы этого не поддерживаем, но вот вы читали подводку, я почему-то не услышал реакцию нашего омбудсмена Денисова по этому вопросу. Это одна из последних заявлений Дуни Миятовича. Эти заявления были на прошлой неделе, мы о них говорили. Просто вот если брать в целом, за последние 2 года взаимообмен, ну, как бы анонсировалось то, что скоро будет всех на всех. В этом плане все заморожено. И в данном случае арест еще одной группы людей, это так называемое повышение ставок, ну, для того, чтобы в дальнейшем вести какие-то переговоры. Но в целом, как мы видим, ну, собственно, в ближайшее время даже в рамках ТКГ никто этого не обсуждает. Мне сложно в данном случае что-либо комментировать, потому как если бы человек с какой-то правовой точки зрения это мог аргументировать более детально. Я, как обычный обыватель, грубо говоря, как аналитик, могу сказать, что на сегодняшний день
если ситуация будет усугубляться в геометрической прогрессии, а мы в дальнейшем немножко геополитику затронем, то такие вот задержания могут носить, скажем так, даже не циклический, а хронологический порядок. Например, эту неделю одних задержали, потом провокации других, третьих и так далее. И вот даже на пресс-конференции Владимир Зеленский обмолвился о том, что передал некий список нашему союзнику в данном вопросе, который поддерживает нашу страну, я имею в виду Турцию, Эрдогану, что он якобы с Путиным переговорит по этому вопросу. И вот формулировка была тоже очень интересная. Есть список, который, скажем так, уже верифицированный, и определенные люди там уже в этом списке есть. Но в то же время он в конце добавляет, могут быть ошибки. То есть возникает вопрос, какие ошибки. То есть ошибки в списке тех, кого обменивать или как? Ну, не совсем понятно заявление вот в этом контексте. Ну, из этого заявления понятно, что до сих пор нет прогресса в этом во всем. Эти списки президент Зеленский передавал и президенту США Байдену, и вот передал Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту Турции. И буквально сегодня Реджеп Таип Эрдоган заявил, что готов выступить посредником в споре между Украиной и Россией. Он назвал нашу войну спором. Но тем не менее, он это заявил журналистам во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде. Давайте послушаем, что сказал президент Турции. Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. А сейчас с нами на связи Александр Самарский, чрезвычайный полномочный посол Украины в Исламской Республике Иран в 2010-2014 годах и эксперт Центра исследования России. Я приветствую вас. День добрый. Мы неоднократно слышим заявления президента Турции о поддержке Украины, слова о защите коренного народа Крыма, крымских татарах. Это вот очередное заявление, которое прозвучало в таком формате в Ашхабаде, да, где речь идет об экономическом сотрудничестве. Ну, он это говорил журналистам в комментариях, но тем не менее такую новость агентство «Анадолу» распространило. С чем это связано? Именно есть ли какие-то предпосылки именно сегодня об этом было заявлять? А почему нет? Об этом можно заявлять когда угодно, где угодно. Вопрос не в этом, кто что заявляет. Вопрос о том, будет ли что-то делаться и способен ли кто-то что-то сделать. Вот, мне кажется, вот это самое главное. В данном случае, если говорить о президенте Эрдогане, то, мне кажется, по моему мнению, это может быть даже единственная фигура на геополитическом масштабе, на политической карте мира, которая способна о чем-то говорить с Путиным на равных. Все остальные политики, к сожалению, как мы видим, особенно госпожа Меркель, Макрон, даже Байден, в диалоге с Путиным могут говорить только «чего изволит». И на этом все. Эрдоган, мы видим по предыдущей истории, способен защищать свои интересы, получать дивиденды от сотрудничества с Россией, не торгуя своими интересами. Поэтому вполне возможно, что здесь может быть достигнут положительный результат. Кроме того, думаю, что это в интересах действительно и Турции, и Эрдогана. Определенная стабилизация ситуации. Далее защита крымских татар, что всегда было в центре внимания Турции. Далее укрепление Турции своего авторитета в тюркском мире, в том числе и на постсоветском пространстве. Поэтому, полагаю, действительно здесь Эрдоган, кто Эрдоган, мог бы помочь Украине и украинским гражданам. А какого рода посредничество может быть?
Форма – это вопрос другой. Это может быть переговоры по тем или иным вопросам непосредственно с Путиным, например. Это может быть участие в какой-нибудь новом формате переговоров. Опыт Эрдогана в этих переговорах, точнее, такого плана очень большой. Вспомним хотя бы Карабахский конфликт, где Эрдогану удалось все это разрулить в интересах Турции, а не России. Кстати. Ну вот в словах Эрдогана звучат слова, в его выступлениях звучат слова о том, чтобы не допустить обострения ситуации. То есть это заявление связанное вернее, вызвано тем для того, чтобы как-то снизить накал, который сейчас происходит на нашей границе, когда Россия стягивает войска, и разведки, в том числе и США, сообщают о возможном ударе, о возможном новой атаке России в Украину. Я прошу прощения, я забыл упомянуть один момент. Я бы не исключал, что заявление, вот вы спросили, почему сейчас, что заявление Эрдогана о его готовности подключиться к урегулированию конфликта между Россией и Украиной есть своеобразным ответом на те переговоры, которые Путин провел с Пашиняном и Алиевым в Москве по регулированию карабахского дальнейшего конфликта. Может быть, идет какое-то повышение ставок, но в любом случае это в интересах Украины, мне представляется. По последнему вашему вопросу, безусловно, полномасштабная война не соответствовала бы интересам Турции, не соответствовала бы вопросам безопасности в регионе, как-никак, а Турция здесь один из наших соседей. Поэтому вполне возможно. Благодарю вас за ваш ответ, за то, что подключились к нашему разговору. Александр Самарский, чрезвычайный полномочный посол Украины в Исламской Республике Иран 2010 по 2014 годы, эксперт Центра исследований России был с нами на связи. Александр, как вы оцениваете перспективы такого сотрудничества? Мы видим постоянные заявления, даже очень эмоционально об этом сотрудничестве говорил президент Зеленский на пресс-конференции, когда говорил о операции по задержанию вагнеровцев, что он не посадил бы турецкие авиалинии, потому что это бы разрушило бы нашу дружбу с Эрдоганом, и врезаться в эту стену он бы не стал. Ну, как версия, довольно-таки неплохо продуманная версия. То есть на самом деле вообще касаемо вагнеровцев это отдельная история, да. Тема, А да. если брать по поводу, я не назову это вмешательство, но, скажем так, когда международные партнеры пытаются условно разрулить историю в другом каком-то союзном государстве, то в первую очередь они таким образом повышают свою субъектность своего государства. И вот правильно Александр сказал, это повышение ставок. Если немножко назад отмотать, там в течение 3 недель было опять обострение в Нагорном Карабахе. И вот то, что сказал Александр, является, наверное, единственным правильным, и почему именно сейчас происходит такого рода заявление. Повышение ставок и пути договоренностей связаны не только с нашей страной, но и связаны с той страной, которую поддерживает в Нагорном Карабахе Турция. Поэтому в геополитике в данном случае могут быть какие-то ситуативные союзы, но на сегодняшний день, что бы ни происходило, если в наш конфликт подключается, скажем, та же Турция, более детально хочет разобраться, в чем проблематика, и несмотря на то, что он это называет дипломатическим языком со своей колокольни, что это даже не конфликт, а как-то там спор. Да, это исключительно международный, как называется, этикет. Потому что если Эрдоган бы сказал, что это непосредственно война между Российской Федерацией и Украиной, ни о каких бы переговорах между Путиным и Эрдоганом речь не шла бы. В данном случае вот так вот завуалировано. Все преследуют исключительно свои какие-то интересы. Если брать, грубо говоря, глобально, то я вас уверяю в том, что Эрдогану не то чтобы наплевать, но в целом о том, что задержали 17 человек в Крыму, это в контексте того, что происходит в самой Турции сейчас, это где-то там немножко, как то кажет, не на часе. У них же там обвал лиры, поэтому встреча, скорее всего, с Путиным необходима для того, чтобы вот эти вот вопросы как-то утрясти, а не связаны исключительно
Просто это как повод. Отлично. Поэтому нам это в плюс, да. Если будут обсуждаться вопросы Украины, это в любом случае плюс. Потому что сейчас на международной повестке мало кто об этом вообще, в принципе, начинает говорить. Начиная от той же самой Крымской платформы, которую так очень сильно раздули, и они не слышно ничего, в принципе. Ну, собственно, Ну, про Крымскую платформу мы слышим. Дмитрий Кулеба, наш министр иностранных дел, делает периодические заявления о ее работе, о том, что они обсуждают ее на встречах со своими коллегами. Вот он в ОБСЕ должен был представлять опять эту Крымскую платформу и ее делать постоянно работающей платформой. Но и Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса, тут он сказал. Он не видит альтернативы Минским соглашениям. Вот почему мы так в эти Минские соглашения, все уже их признают нерабочими, в том числе, я думаю, что даже сам Дмитрий Кулеба и президент, но все равно этих Минских соглашений мы придерживаемся как какой-то аксиомы, от которой нельзя отступать. но дело в том, что Российская Федерация, собственно, на этом настаивает. И никакого другого формата они в этом больше не видят. Им это выгодно, вот и все. Ну, то есть вот только вот в таком формате. Потому что если бы мы хотели как-то развивать эту историю, палки в колеса ставит Российская Федерация. Не Это мы же ставим в тупик. пальцы. Конечно, это тупик. Но этот тупик, собственно, наверное, выгоден кому-то, раз это так происходит. Ну да, он, наверное, выгоден Российской Федерации, Абсолютно но из него можно найти какой-то выход? Ну, разумеется, можно найти выход. Просто это, как говорится, не мы с вами в студии должны эти моменты обсуждать, а это должны первые лица государства это обсуждать. Какой выход должен быть? Может, мы можем что-нибудь подсказать? Ну, подсказать мы можем, но не в таком формате, скажем так. Потому что заявления должны быть всегда взвешенные, я так считаю. Но у нас мы обсуждаем эту проблематику уже, сколько война идет, столько мы об этом говорим. Ну, а сдвигов вправо-влево нету. То есть я себе это так вижу. Если какой-то инструментарий не работает, должны быть либо же какие-то отступления от этого инструментария, что-либо, либо же полностью менять формат. В данном случае, если кто-то хочет подключиться, ну, допустим, Соединенные Штаты Америки еще подключатся к этому формату. Думаете, Российская Федерация на это пойдет? Да никогда в жизни. Поэтому вот да, действительно тупик. И мне кажется, что когда эти Минские соглашения подписывались, уже тогда заведомо было известно, что они ни к чему хорошему, собственно, не приведут. А на территории нашей страны вот даже и вот такой вот тлеющий конфликт, война, грубо говоря, которая не заканчивается, Российской Федерации это выгодно. То есть те люди, которые, ну, условно говоря, завтра Путин нападет, нагнетает обстановку, во-первых, надо спросить, для чего? Ну, так, если глобально, для чего Путин должен напасть? Все должны понимать, то, что если произойдет эскалация конфликта по всей территории Украины, если мы начинаем от Беларуси и заканчиваем со стороны Крыма, то это начало Третьей мировой войны, ну, грубо говоря. Никто не хочет ввязываться в это, потому что война – это всегда экономически невыгодно. Обычно войны происходят для чего? Либо территория, либо это с экономикой связано, либо это связано с какими-то этническими моментами, религиозными и так далее. В данном случае Российская Федерация получает сверхприбыль от газа, то, что происходит на газовом рынке. Смысл ввязываться в войну для того, чтобы экономики всех стран начали просто проседать. И амбиции Путина, да, многие говорят о том, что он хочет опять все республики собрать воедино. Это его амбиции. Но другой вопрос, как мы уже немножко не та страна, которая была в 2014 году, голые боссы. Сейчас немножко армия другая. Ну, не логика ли это авторитарного режима, который Может. шаг за шагом превращается в тоталитарный? Абсолютно. И тут уже логика здравая, с логикой экономической целесообразности не работает. Ну, здесь, может быть, вы правы, Роман. То есть никто не знает, что там происходит в голове у Владимира Путина. Никто не знает, как это провернется. Но в том контексте, что происходит, ну, грубо говоря, как идет поглощение сейчас Беларуси, то есть это вкладывается вот в эту канву, которую вы озвучиваете. Это действительно вкладывается. Но кроме конфликта в Украине, есть еще очень много точек горячих, где в геополитике сталкиваются Запад и Восток. И кто кого поддерживает, здесь надо просто смотреть. Потому что, с одной стороны, сейчас там, на одной чаше весов собрались, там, условно, Китай, Россия, Франция и Германия, как ни странно. А с другой чаши весов это Великобритания, Соединенные Штаты Америки и некоторые политические элиты Европейского Союза. Вот они, собственно, и бодаются. В данном случае произошло, например, обострение в Нагорном Карабахе. Раз, Эрдоган подключился к геополитике. Обострение в Украине. Штаты, британцы говорят, мы вам сейчас 600 человек сюда отправим.
Все вот просто, когда субъектность страны потеряна и субъектность самого президента как лидера потеряна, никто не хочет разговаривать с Украиной. Все общаются между собой. Вокруг нас такой, мы как бы в вакууме каком-то находимся. Поэтому, когда высказывают озабоченность, когда подписываются разного рода меморандумы о помощи, тра-та-та, это все разговоры в пользу бедных. Когда есть какие-то конкретные действия, связанные, допустим, если мы отталкиваемся от экономики, мы подписываем какие-то соглашения о торговле. Как только мы с Европой подписываем соглашение, они нам квоты. Раз квоты за месяц выбрались, мы опять в неудел. Зачем вы подписываете такие соглашения? Ну и вот по каким-то вот таким моментам можно отслеживать, как вообще наши управленцы, которые сейчас у руля страны, пытаются разрешить кризис. Потому что кризис, кроме того, что война, у нас еще кризис внутриполитический серьезный. Ну, собственно, мы сейчас немножко позже об этом будем говорить. И экономические, социально-экономические показатели в стране какие ужасные. У нас еще одна война, о которой говорил президент Владимир Зеленский, и заявил, что эту войну начал Ринат Ахметов. И обвинил его в том, даже не обвинил его, а заявил, что Ахметова втягивают в госпереворот, который должен состояться в нашей стране послезавтра. Ну, он так и сказал, что 1-2 числа. Ну, наверное, имея в виду декабрь этого года. А с нами на связи Игорь Алексеев, народный депутат Украины 8-го созыва. Добрый день. Добрый день. Давайте попробуем проанализировать и понять. Обычно, если перевороты совершаются, они или совершаются, или их душат зародыши. Но никто их не анонсирует. Вот сегодня, вернее, завтра, послезавтра будет государственный переворот. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это заявление президента. Чем это вызвано? Вот какие подводные камни у этого могут быть? Ну, ви зараз абсолютно праві. Якщо ми говоримо про такі резонансні заяви, то таким заявам повинні передувати затримання, арешти. І вже після цього цих людей вказувати і розповідати, що вони готували державний переворот. Це нормальна практика, і така практика була б сприйнята в суспільстві. Ми чули, не знаю, перевірена ця інформація чи ні, американські журналісти дали інформацію, що ніби переворот готувався кількома відставними офіцерами, які зараз знаходяться в Криму, хтось на Донбасі, не знаю. Тобто там 3-4 людини. Ну, зрозуміло, що 3-4 людини, може, щось і поговорили, але точно це не та загроза, яка може дійсно загрожувати суверенітету держави і діяльності органів. Це перше. В контексті заяв, що згадали одне прізвище, ну, таке враження, що це просто певний привіт і згадка Бутусов. Інформаційного політику на окремих телеканалах, яка, ну, можливо, комусь не сподобається, можливо, якась виглядає трохи критично, і саме через це, певною мірою, і все це і затівалося. Ну вот, если можно поподробнее об этом. Это привет Ринату Ахметову для того, чтобы пригласить его за стол переговоров? Или это война Ринату Ахметову, чтобы он знал, к чему готовиться? Какие дальнейшие модели развития могут быть? Ви знаєте, складно спрогнозувати, що саме це було і які подальші кроки. Але зрозуміло те, що вся ця історія, вона не додає Україні. В цілому, незалежно від однієї особистості, не додає економіки країни. Бо після цієї заяви ми чули, що впали акції не тільки однієї компанії, впали акції всіх компаній, які котируються на біржі. І фактично за 2 години економіка країни втратила мільйони і мільйони. Тому я думаю, що після цих заяв точно ми не почуємо якихось резонансних затримань. І все це виглядає як спроба просто відвернути увагу від більш серйозних тем, від більш серйозних заяв і від більш жорсткішого обговорення, що є зараз. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Игорь Алексеев, народный депутат Украины 8-го созыва, был с нами на связи. Давайте с вами поговорим о впечатлениях об этой пресс-конференции. Как вы ее можете оценить президента?
Стал ли он опытнее, стал ли он уверенней? Ну, так, чтобы на эпитеты не переходить. Неопытный, уверенный. Не хочу давать характеристики как человеку, да, как институции. Мне там очень много моментов не понравилось. Я в целом вообще не понимаю, для чего она нужна была. Если она была нужна для того, чтобы Зеленский собрал на себя весь негатив, ну, так он справился с этим на все 100%. Это очевидно, и начать, ну, заявление 5,5 часов, там чуть ли не через каждые 5 минут были такие заявления, которые можно было бы разбирать в течение там, 3 недель следующих по каждому подпункту, начиная от вагнеровцев, заканчивая вертолетами, МЧС и тому подобное. И Бутусовым, перепалка с Бутусовым, и все. Мне кажется, Зеленский до сих пор не понял, на какую должность он занимает. Несмотря на то, что он подчеркивает там, порядка 50 раз главнокомандующий, верховный главнокомандующий, все вот в таком русле. Вот. И даже, знаете, сама вот эта фраза, которая прозвучала, когда он сказал, почему я все время оправдываюсь, ну, это же вопрос как бы к вам, почему вы оправдываетесь? Ну, вы знаете, поссорившись с половиной средств массовой информации, ничего хорошего после этой пресс-конференции Владимиру Зеленскому не сулит. Если мы отталкиваемся с точки зрения технологий и борьбы за какие-то рейтинги, то это удар в штангу. Ну, это конкретное попадание в штангу, и хорошего не будет, мягко говоря. Я даже вот анализировал ситуацию, те люди, которые там лидеры общественного мнения, народные депутаты из монобольшинства, все, кто какой-то там, ну, последние полгода, скажем так, поддерживают Зеленского публично, этих людей становится все меньше и меньше. Причем в такой нормальной прогрессии они все меньше и меньше откалываются. Но, с другой стороны, он был эмоционален. Да. То, что люди любят. Фактически открыт, да, то есть они пригласили журналистов, которые будут задавать вопросы. Теплой ванны не было. И реакция общества на это может быть даже очень Реакция хорошая. здесь может быть одна. Касаемо Ахметова, да, людям это нравится. Потому что в понимании людей, что такое олигарх, это плохо. Но в этой пресс-конференции, возможно, скажем так, каждый из обывателей увидел то, что он хотел увидеть. Те, кто поддерживает какое-то ядро «Слуг народа» и Владимира Зеленского, что бы он ни говорил, они будут за него. Хотя это ядро небольшое. Все остальные, что бы он ни говорил, будут воспринимать это в штыки. Потому что очень много вранья. Ну, откровенно вранья, которые потом, даже те люди, которые прозвучали, ну, взять бывшего главу офиса президента Богдана, который, в свою очередь, точно так же макнул президента в том, что он, ну, на вранье его поймал, сказал. Вот эти вот все моменты потом вкладываются в... Ну, если бы мы, например, как Зеленский говорит, госпереворот и тому подобное, правильно Игорь сказал, что если бы это готовилось, были бы какие-то действия правоохранительных органов. Этого всего нет. Разумеется, он говорит о том, что у нас есть записи, аудиозаписи. Да, они могут быть. Потому что пишут многих. Ну, аппаратура у нас, дай бог, хорошая. Пишут, абсолютно всех пишут. Может быть, такие переговоры были. Они четко понимают, что удержать власть сложно. После этой пресс-конференции я в очередной раз убедился, что центром принятия решения является не Зеленский далеко. Это Андрей Ермак, Андрей Борисович. Вот центр принятия решений в офисе президента. Андрей Ермак всех назначает. Все собеседования проходят через Ермака. У меня есть, например, ну, реальные примеры, я не буду называть этих людей, которые тоже собеседовались там. И когда Зеленский говорил «да, давай», а потом он заходил к Ермаку, и ему говорили «извини, чувак, мы без тебя будем это делать». Поэтому там Андрей Ермак уже свои, скажем так, щупальца запустил абсолютно все сферы. И полнота власти сейчас у него. Может быть, по какой-то причине сейчас и хотят вот раскачать эту ситуацию даже сами в офисе президента. Они видят, что у них не получается делать те реформы, которые необходимо было для того, чтобы у наших граждан жизнь стала лучше. Как-то это дело надо либо слить на тормоза, либо переключить векторы. И возникает вопрос, в случае, если мы, например, приходим к тому, что, допустим, не переворот, а Зеленский говорит о досрочных парламентских или президентских выборах, там уже особо роли не играет, потому что поддержка падает. Ну, он же заявил, что пока... Нет, это я вас уверяю, там уже четко есть планы о том, что второй срок и тому подобное. Эти разговоры о том, что как мои дети скажут, я детей не видел и все остальное, ну... Владимир Александрович, вы прекрасно понимали, на какую должность вы идете, и это, в принципе, у вас 40 миллионов страны, это все ваши дети, за которых вы должны переживать, а не только за собственных детей.
Поэтому вот эти вот, то, что он устал через 2,5 года, имеет право поехать отдохнуть. Ну, давайте, как чтобы любой не было человек. интерпретации. У нас есть возможность показать слова Владимира Зеленского про его желание или нежелание идти на второй срок? Мы можем сейчас дать его прямую речь? Вот как он дословно объяснил свои намерения баллотироваться. Ну, надо напомнить при этом, прежде чем мы будем его слушать, что, идя на президентство во время избирательной кампании, он заявлял, что Идет на один. идет только на один срок, чтобы не думать о втором, а уверенно проводить реформы в стране. Ну, а теперь давайте послушаем, как изменилось ли мнение о втором сроке у Владимира Зеленского. Не вирішують це питання, ще раз говорю, вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення, це правда. Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Я не планую в собі голову таку складну стратегію. Друге, є багато викликів, про які я сказав, я хочу закінчити і зробити. Зможу зробити. Молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені. Або сам не зможу. Тоді навряд чи. Це друге. Третя історія щодо, ви сказали, щодо терміну. Перенесення місцями парламентських і президентських Я виборів. знаю про це питання. Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного суду, якщо вони захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Ну вот такая трансформация произошла. Я думаю, знаете, как будут события развиваться? Никто не будет обращаться в КСУ и по этому вопросу. Будут менять законодательство под выборы. Досрочно, если президентский. Потому что по законодательству Зеленский что не может участвовать, если досрочно. Поменяют законодательство, чтобы он мог принять участие. Но вопрос в том, что когда до этого момента, пока это придет, рейтинги «Слуг народа» и самого Зеленского будут ниже плинтуса. Все вот эти вот художества, которые мы видим постоянно в разных социологических срезах, но это далеко не правда. Ну, как бы есть внутренняя какая-то социология, которой, ну, собственно, я владею. Там далеко уже нету 20%. Это что за социология? У нас есть свои люди, которые, да, ну, скажем так, я же тоже не сижу без дела, и нам интересно, как дальше будет развиваться эта страна, и то, что сейчас мы видим, это цирк надо прекращать. Потому что ведут они, ну, собственно, люди, большинство людей высказывают, что мы идем не в том направлении. Обещалось одно, а делается совсем другое. Если мы пройдемся вообще по тому, что обещал президент Зеленский, ну, процентов, дай бог, чтобы 20-22 было выполнено. Я готов вам верить, просто когда опубликуются рейтинги, там идет авторство есть, да, и да. Есть, ну, как это все происходило. Роман, я просто знаю, как делается. Хочется создать первоисточник. Смотрите, как происходит любой социологический срез. Есть тот, кто заказывает эти исследования. Потому что если мы, например, делаем обзвон по телефону, это одна стоимость. А если мы, например, делаем полноценный опрос людей, допустим, взять выборку 5000 человек с анкетами и все остальное, так одна анкета стоит порядка $10. А теперь представьте, какие это суммы, а если эти, скажем так, рейтинги считаются из недели в неделю, кто за это платит? Мало того, когда я заказываю, допустим, как там Диме Разумкову нарисовали 7%, Смешко нарисовали, откуда они, эти рейтинги? Если Разумкова знали, как, допустим, бывшего спикера парламента, то сейчас кто такой Разумков? Обычный депутат, но зато он ходит на каналах Ахметова. У Разумкова есть свои амбиции. И, собственно, вот эта вот связка, почему атака была, да, сказали, что, мол, как там-то там Ренат Леонидович к этой истории связан с госпереворотом. Не прошло и полчаса, Ренат Леонидович ответ дал. Ну, что, как бы, я здесь ни при чем. Как вообще, кто имеет право такое вообще говорить? Если у вас есть факты, то вперед в суд или там задержание и тому подобное, то, о чем Игорь сказал. Этого нет. Поэтому нагнетание обстановки про госпереворот, да, мы все об этом говорим, и на 1 число будет акция под офисом президента. И очень много людей туда соберутся. Как оно дальше пойдет, покажет... Так эта акция будет уже как ответная реакция на заявление. Ну, здесь, знаете, мне кажется, если по сценарию Виктора Федоровича Януковича, не дай бог, это все пойдет, тогда переворот будет.
А А вы если не пойдет по этому сценарию, тогда не предполагаете, будет. что будут массовые протесты? А я думаю, что будут. Ну, не Почему? сейчас. А потому что, когда мы смотрим зрелище по телевизору, это одно. А когда нам хлеба не хватает, Ну, это это другое. когда придут платежки за отопление. не только платежки. У нас, если брать по всей стране, там чуть ли не больше 10,5 миллионов людей не доедает уже в стране. Ну, просто не доедает. Поэтому, когда в холодильнике пусто, тут уже никакими видосиками, всем остальным, как бы сложно задобрить людей. Мало того, когда систематически идет какое-то вранье, скажем так, прям, это обман людей. И в целом, когда там популистические правительства приходят к власти, вот как Зеленский пришел, он ни на одних дебатах не был. Это сугубо медийная Ну, кампания. от них был. В конце, окей, когда уже на сцене стадион так стадион. А до этого не был нигде. Это сугубо медийная кампания, она зашла, и в историю там, политологии она войдет как медийная кампания. То все, что им остается делать, если на голом популизме власть пришла, им необходимо продолжать врать. По-другому никак не удержаться. И вот отсюда все эти нестыковки, к сожалению. Разумеется, там есть определенный пул людей, которые думающие и пытающиеся провести реформы. Я имею в виду там тоже диджитализацию и все остальное. Но в целом, кто там советует, как они разруливают эти ситуации, даже взять тот же самый банальный коронавирус. Люди умирают не от того, что вы заразились коронавирусом, а потому что вам не оказали, грубо говоря, сразу же медицинскую помощь. Не хватает мест, кислорода и всего остального. А вы с ковидного фонда на дороге. Ну, Министерство здравоохранения каждый день рапортует про то, что достаточно мест в больницах, Сейчас. даже кислорода достаточно. Это сейчас. А когда пик был 2 недели назад, 3 недели назад? Что творилось в больницах? М, Ну вот. Ну, и все-таки пресс-конференция анонсировалась как экватор, да, но понятно было, что президент хотел донести там определенные месседжи, и, скорее всего, это связано с вот его заявлением про какой-то переворот государственный, и, наверное, он хотел объясниться по вагнеровцам. И у него не получилось. И у меня тоже возникает вопрос. Если ты знал, что тебе будут задавать такие вопросы, что они будут уточняющие вопросы, что нельзя будет просто рассказать и все. Почему такой сумбурный и разрывчатый ответ? Он перескакивал то на личность Бурбы. Мне кажется, он просто не до конца в теме всего того, что происходит. Ну вот это у меня такое сложилось впечатление. Мало того, когда такая пресс-конференция происходит, и вот вопрос, который волнует общество, а именно, я имею в виду патриотическую часть населения, которая видит в этом государственную измену. Потому что в том расследовании Bellingcat государственной измены как таковой еще нету. Но то, что предшествовало этому, когда, с одной стороны, говорят, мы там не участвовали, ну, вы прекрасно, мы все видели, вся страна, когда одно заявление потом противоречит второму заявлению, третьему, четвертому, почему сразу, грубо говоря, не сказать, что так происходило. И приходит пресс-конференция. Мало того, вот эту вот историю, которую Зеленский там рассказывает, ее же разгонять начали за 2 дня до пресс-конференции. Те тезисы, которые он озвучил, я уже их слышал от других лидеров общественного мнения. Сергей рассказывал, что Бурба выкрал нашли, формулу коронавируса. Ну, это вообще, это маразм просто. Даже тут только эпитеты можно к этому применять. По-другому никак. Если это было, найдите виновных. Если вы считаете, что это Бурба, докажите. И Всё. причем он сколько проработал? Да. А потом Главой оказался плохой. А так получается, что у нас разведка плохая, а офис президента хороший. Хотя эту кашу заварили, собственно, вы. А если по прошествию какого-то времени, не дай бог, выяснится, что так оно и было, что была госизмена, и что это из, грубо говоря, офиса президента, как они сказали, крот. Есть крот в офисе президента. Так вы посмотрите, какое окружение у Зеленского, какие люди там. Я не беру Ермака, я беру всех остальных, которые были еще до переворота Юрий 2014 Бутусов называл Демченко, Абсолютно верно. Татарова называли фамилию. Вот объясните мне, может быть, какие-то нюансы. Почему госизмена? Вот планируется такая операция, потом там на весах взвешиваются ее плюсы, минусы реакции. Да, мы бы захватили этих десяток боевиков. Мне в этом контексте понравилась связка, чтобы не поссориться с Турцией. Это хороший ход. Идеальный для того, чтобы немножко вектор сместить.
Ну, ведь это же и действительно могло быть так, если бы были турецкие Мы не знаем, как авиалинии, это могло бы быть. посажены были бы без Мы не знаем, как это согласования. могло бы быть. Мы можем думать, что так могло Ну, бы мы быть. знаем, как это было в Минске, когда посадили с Протасевичем самолет. Ну, там другая операция была, скажем так. Но в данном случае что произошло? Это полная дискредитация наших разведывательных управлений. Прямо непосредственно от Владимира Зеленского. И когда он еще говорит, мне стыдно за наших разведчиков. О чем дальше может идти речь? Мало того, на фоне всего этого у нас закрываются, допустим, институты, которые готовят этих разведчиков. Пацаны, что вы делаете, в конце концов, Какой институт был закрыт? в воюющей стране? Ну, я сейчас вот так сразу не скажу, но есть информация, вот, если у вас редактора есть возможность, они сейчас откроют и покажут. И все-таки, несмотря на такое восприятие, да, пресс-конференции, такие ответы, как вы оцениваете этот диалог между Зеленским и Бутусовым? Это нельзя этого допускать. Такого вообще в принципе не должно быть. Кто С так одной не должен стороны, себя был вести? Бутусов, во-первых. Почему? Потому что это неуважение как к институции. Потому что Бутусов, когда перешел на личности с Зеленским, это уже не разговор президента и журналиста, это разговор двух пацанов в подворотне. Вот и все. Так То нельзя. есть, если Бутусов считает, что президент врет, он ему не может сказать, что... Лично нет. Нельзя этого делать. Ну, это в глазах даже наших международных партнеров опускает президента еще ниже плинтуса. С ним и так никто не хочет встречаться. А тут еще обычный журналист позволяет себе в лицо высказывать. Это из серии, знаете, если бы все за столом, кто сидел, начали просто его поливать грязью. Какая-то была пресс-конференция. В то же время формат они сами выбирают. Обычно что такое пресс-конференция? Это большой зал, 150 человек, один микрофон, ты подошел, задал вопрос, и все, слушаешь на него ответ. Но Зеленский хочет быть свой парень у народа. Пожалуйста, получай то, что ты хотел. Если ты замечен за враньем, отвечай за свои слова. Не можешь ответить, значит, готовьтесь лучше к этой пресс-конференции. Знали, что такие вопросы будут? Вы же должны как-то прогнозировать, что если вы зовете Бутусова, который на протяжении последнего месяца ходит по эфирам и рассказывает свою точку зрения на расследование, вы с ней не согласны, и в то же время вы его приглашаете сюда. Вы что другое вас будет спрашивать? Он спросит вас опять то же самое. А у вас ответ получается такой. Размытый, не стыковка по времени, не стыковка по заявлениям. И обвинения в адрес Бутусова. А в конце обвинение не только в адрес Бутусова, это вообще в средства массовой информации. Что мы что-то там как-то так не понимаем. Потому что вот такая вот коммуникация. Проблема с коммуникацией Офиса президента с собственными гражданами. Вот давайте еще обсудим такую интересную оценку, которую дал Зеленский действиям Бутусова, когда Юрий Бутусов, это главный редактор издания «Цензор», первый опубликовал видео наших дронов, которые нанесли удар по гаубицам оккупантов на Донбассе. Вот Зеленский обвинил его в том, что он виноват в смерти наших бойцов, потому что в ответ мы получили огромное количество ответных ударов из дронов. Он другого ничего сказать просто не мог, Бутусов. За тот период, когда Владимир Зеленский стал президентом, у нас, помимо того, что Бутусов опубликовал, не каждый день погибают наши военнослужащие. Война не закончена. Это болючий вопрос для любого президента. Война не закончена. В данном случае он ему просто то, что первое ему в голову пришло, то он ему ответил, то, что тот сдал. Да, Бутусову не стоило публиковать это видео с гаубицей. Абсолютно. Ну, то есть я не понимаю, для чего он это сделал. Это видео, во всяком случае, в том посте, в котором написано, это видео еще 3-4 года назад сделано. Я, честно говоря, даже не знаю, как это комментировать. Я не понимаю ни Бутусова в данном случае, ни президента Зеленского. Тут можно только об этическом, моральном аспекте говорить. Можно ли обвинять журналистов в гибели людей после публикации какого-то материала? Ну, я так себе понимаю, что обстрел был, и об этом очень хорошо знали те, кого обстреляли. Ну, и они без Бутусова принимали Ну, какие-то ответные действия. Ну, вы, Думаю, наверное, что публикация... лучше, чем сейчас вот вы, Роман, сказали, наверное, не скажешь. Мне кажется, что вот в этом плане вы абсолютно правы. Не имеет значения, кто там что публикует. В данном, ну, например, даже взять тоже Байрактар, когда по позиции. Байрактар же ударил по позициям после того, как по нам прилетело. Угу.
Мы имеем По на этим это право? галузям. Имеем право. Опубликовали, но мы в то же время показали, что у нас есть такое оружие, и не надо так поступать с нами. Но журналисты, я не знаю, кто Бутусову сливает вот эту информацию. Ну, кстати, Если он говорит, что это военные, которые не доверяют офису президента, не доверяют Зеленскому, а доверяют журналистам, это в очередной раз подтверждает то, что даже военные, которые защищают нашу страну, не доверяют нашему главнокомандующему, высшему главнокомандующему. Нет, источники могут быть самые разные, и Бутусовым тоже могут использовать в какой-то игре. Безусловно. Но сдавать источники просто потому, что говорит тебе, хоть раз скажите правду, кто твои источники, ну, это только по решению суда он может делать. Ну, а сколько вот даже по этим вагнеровцам ребят, которые в разведке были, всех просто из органов поувольняли. А некоторых еще и преследуют Ну, вот, организацию как бы, попыток свержения власти. ну да. Вернемся на Донбасс, поскольку, ну, в общем, достаточно такие странные впечатления остались от оценки ситуации на Донбассе. То есть мы сначала получали информацию, в том числе со ссылками на разведки США, о том, что готовят удар. Арестович, это советник главы офиса президента, говорит, что вот в январе-феврале, если не ошибаюсь, да? Ну, допустим, в ближайшее время. В ближайшее время может быть война. НАТО там вечно нам сигнализировало о том, что идет такая эскалация на границе. А Владимир Зеленский выходит и говорит, да, это эскалация, да, это напряжение, но ситуация не хуже, чем весной, когда были учения российские В массовые. данном случае Зеленский, ну, я поддерживаю то, что сказал. Не стоит нагнетать обстановку там, где, допустим, наши западные партнеры, если мы берем Соединенные Штаты Америки, они по-своему смотрят на конфликт в Украине. В геополитике вообще в целом, даже взять вот этих вот мигрантов в Беларуси, это все, ну, как бы это все связано. И даже начиная от Афганистана, это тоже все связано. Потому что глобально вот в геополитике, для того, чтобы ослабить союзное какое-то государство, вот мигрантов тоже используют как инструментарий. Можно политически ослабить, можно экономически, можно идеологически, можно военным путем. Но это все большая концепция. И размещение, почему, например, тот же пресс-сек РФ Песков говорит, мы на своей территории имеем право, как хотим, так и катаемся, грубо говоря. Да, и они уже заявляют, что не планирует Путин начинать новое вторжение в Украину, но хочет показать, что при необходимости готов Я думаю, тому, это чтобы связано... остановить увеличение влияния НАТО на Украину. Ну, это не в России говорят, это Блумберг заявил, ссылаясь на источники, приближенные к Кремлю. Ну, и это проще всего так написать про источники. Я думаю, что вот после последней встречи этого Путина и Байдена не было достигнута определенная договоренность, не только по Украине. Поэтому ситуация с беженцами в Беларуси – это раз. Ситуация с подтягиванием к нашей границе большого количества техники – это повышение ставок для ускорения переговоров. И, собственно, сегодня или вчера вот я видел новость, что в офисе президента, в администрации президента Путина есть желание, чтобы до Нового года провести телефонный разговор с Байденом. О чем они хотят разговаривать? Ну, вот, собственно, вот для того, чтобы ускорить этот процесс переговоров, нагнетается обстановка. Нагнетается максимально, скажем так. И в целом переговоры ведутся не только по Украине. Потому что брать, например, тот же Афганистан, Штаты вывели оттуда войска, оставили просто на Ближнем Востоке зону напряжения такую, которой не было там последние 30 лет. Они оставили там большое количество вооружения. И Афганистан, он граничит, допустим, с тем же самым Узбекистаном. Узбекистан – это зона влияния Российской Федерации и зона влияния Китая. Талибы на Афганистане не останавливаются. То есть они создают такую, грубо говоря, раковую опухоль на всем Ближнем Востоке. И создают очаг напряжения еще больше. Это еще один момент на геополитике, там, где будут договариваться Штаты и... Но Российская Федерация думает так, мы же должны из этого тоже что-то поиметь. Они берут беженцев и в Беларусь отправляют. Для того, чтобы немножко покошмарить Европейский Союз.
Ну, собственно, это интересно, но это более, скажем так, глубже надо анализировать. С нами на связи Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. Добрый день, Богдан. Вітаю. Как вы оцениваете заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что сейчас ситуация на границе Украины с Россией намного лучше, чем была весной, когда там проходили масштабные учения, когда была экстренная проверка российских войск, ну так они называли в России, по крайней мере, то, что там происходило. Сейчас они якобы наращивают силы, но делают это открыто, на спутнике, чтобы было видно, завезут танки, увезут. Я сейчас фактически цитирую Владимира Зеленского. И поэтому ситуация намного лучше и стабильнее, чем в прошлый раз. Ну я б не назвав би, що ситуація значно краще і стабільніша, ніж минулого разу. Хоча, можливо, да, стабільніше так, тому що стабільна загроза Російської Федерації, вона постійно нависає над Україною. Я розглядаю заяву Зеленського як засіб все-таки заспокоєння населення України, оскільки тут важливо, бо ми маємо дуже багато заяв, дуже багато різноманітних заяв, не лише з боку західних партнерів, але й з боку української влади, які фактично досить часто суперечать цьому, тому що одні говорять, розвідка говорить про те, що там російські військові накопичують сили, Міністерство оборони говорить, що немає ніякої загрози. І добре, що на сьогоднішній момент заявив президент Зеленський, говорить про те, що загрози немає. Немає загрози військового вторгнення, мабуть, через те, що Російська Федерація планує комплексно вирішувати питання України, комплексно вирішувати питання окупації України, в тому числі застосовуючи не військові засоби для проведення, скажімо так, посилення свого впливу на Україну. Для цього їй не треба стратегічну авіацію застосовувати, для цього їй треба застосовувати, скажімо так, посилювати розколи, які існують в українському суспільстві, посилювати ті лінії і ті конфлікти, які на сьогоднішній момент виникають в українському суспільстві, загострювати їх, з тим, щоб на цих конфліктах виводити наверх такі проросійські сили. Що стосується взагалі наявності військ, то я б все-таки розглядав це як елемент інформаційної війни, де з одного боку так дійсно є об'єктом впливу Україна для того, щоб схилити її до перемовного процесу, до того, щоб Україна пішла на поступки. А з іншого боку, безперечно, це є і західний світ, а в тому числі житті Сполучених Штатів. Що стосується Сполучених Штатів, то тут такі заяви про російську агресію, вони мали б все-таки певним чином дати сигнал американському суспільству, де наявні такі російські наративи про те, що Росія там не нападе, що з Росією треба домовлятися, і взагалі треба Сполученим Штатам відмовитися від допомоги Україні. Що стосується Європейського Союзу, то нагнітання і посилення російських військ на кордонах з Україною, воно фактично створюється для того, щоб в подальшому Путін презентував це як елемент такого, знаєте, компромісу, мабуть, з Європейським Союзом, в результаті якого Росія нібито відводить свої війська, а Європейський Союз запускає фактично Північний потік-2. Ну, в принципі, можливо, навіть Путін буде давити на те, щоб і Північний потік-1 запрацював на повноцінну спроможність. Ну і, власне, я погоджуюся з тим, що говорив попередній експерт про те, що ми маємо справу все-таки з комплексом впливу на Європейський Союз, на світову спільноту. Це і міграційна криза, це і російські війська на кордоні з Україною. Безперечно, і тут я хочу ще додати ще один елемент. Важливою складовою, мабуть, є те, що є зустріч, яка має відбутися, яка, в принципі, планується на сьогоднішній момент в Кремлі, зустріч Путіна і Байдена, для того, щоб пролобіювати інтереси Російської Федерації в обмін, умовно кажучи, на відведення тих же сил. Тобто це фактично підняття ставок напередодні зустрічі, або, можливо, один з елементів тиску на Сполучені Штати, щоб ця зустріч відбулася якомога швидше. Ну, не очень ли это просто выглядит? Вот сейчас в войнушки поигрались, раз США пошли на уступки. Это действует, да, на США? Такое может повлиять на позицию Байдена? Ви знаєте, ми ж говоримо не лише про війська. Ми не говоримо не лише про скупчення військ на кордоні з Україною. Ми говоримо про газопроводи, ми говоримо про міграційну кризу, ми говоримо про
російський інформаційний вплив на громадську думку в Сполучених Штатах. Тому в комплексі так, звичайно, це відіграє роль, і Байден може навіть презентувати це своєю перемогою, що, наприклад, Путін відвів війська. Тобто він їх відведе, умовно кажучи, до наступного березня, а в той же час Сполучені Штати підуть на якісь там поступки, чи там, умовно кажучи, відмовляться від допомоги Україні, від військової допомоги Україні. А что может выторговывать Россия? Ну, отмены санкций, сертификацию Северного потока? Від Європейського Союзу, безперечно, це сертифікація Північного потоку 2, а це можливо навіть певною мірою визнання Лукашенка, оскільки ми вже бачимо, певні процеси почалися. Ми маємо розуміти, що Лукашенко він ж нелегітимний, і будь-які перемовини з ним це фактично перемовини з нелегітимним лідером. В принципі, Путіну це не настільки важливо. Важливо сам факт існування визнання Лукашенка для того, щоб потім можна було Лукашенком гратися так само, як він грається з ЛНР і ДНР, намагаючись створити їм певну суб'єктність. І, в принципі, Європейський Союз на це ведеться. Ми бачимо, що санкції щодо міграційної кризи, вони Російської Федерації не стосуються. Ну, хіба що там частково Аерофлота. А що стосується Сполучених Штатів, то безперечно, тут можливо навіть скасування санкцій щодо Північного потоку 2, щодо фірм, які займаються, організацій, які займаються постачанням обладнання і запуском цього Північного потоку. А друге питання – це звичайно територіальні претензії Російської Федерації до України, де для Російської Федерації важливо, щоб Сполучені Штати зменшили свою допомогу, позбавили Україну фактично своєї допомоги, як реальної, тобто я маю на увазі військової, так і, можливо, політичної. То есть в этой ситуации, конечно же, с нашей стороны выгоднее накал этот понижать. Складно сказати, знаєте, тому що з одного боку ми говоримо про те, що будь-який накал, який відбувається, він призводить до мобілізації суспільства, так, військовий накал. Але коли ми говоримо, що ці накали відбуваються у нас періодично 2 рази в рік, вже 8 років підряд, то, звичайно, це призводить до того ефекту, який свого часу говорив, як про притчу про пастуха і вовки, так, коли вже в останній раз там люди не приходять просто на цей голос. Тому, звичайно, для України важливо на сьогоднішній момент спокійніше ставлення, бо знову ж таки, з одного боку, це так, відвертає увагу від українських проблем, які існують, завжди можна говорити, що там Путін нападе, чи ще там щось, а в нас дуже багато, крім, звичайно, зовнішніх загроз, і внутрішні проблеми, які існують. Тому, так, нам важливо на сьогоднішній момент певний спокій на кордонах і відсутність російських військ, в принципі, на території України і біля України. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, был с нами на связи. Да, можно понять, когда Владимир Зеленский хочет снизить накал и делает такие заявления, с одной стороны. С другой стороны, новый начальник ГУР Буданов накануне сделал более противоречивое, скажем так, заявление. Он не исключает вторжение России, но перед этим он говорит, они могут воспользоваться внутренней дестабилизацией. Это протестные акции, в том числе и так эти называемые антиваксеры, а потом пойдут тарифные майданы. Все, что происходит по дестабилизации внутри страны, это на руку Российской Федерации. Безусловно. Я согласен с предыдущим спикером в том, что ставки поднимаются. Не так давно у нас изменилось в Германии руководство страны. Новый канцлер появился, который, скажем так, будет продвигать политику ранее Шрёдера, а это друг Владимира Путина. В этом направлении переговоры с Байденом, безусловно, будут связаны с Северным потоком 2, чтобы там санкции не появились. Сертификацию, чтобы получили, потому что проект этот проект нужен Германии. Он не столько нужен России, сколько он нужен Германии, чтобы стать газовым хабом, чтобы диктовать условия всем другим европейским странам. Потому что ты, когда распределяешь газ у себя по всем другим, ты можешь манипулировать другими правительствами. Вот. Заявление наших военных о том, что может быть вторжение, это нельзя никогда отбрасывать.
Это возвращаясь к тому, с чего мы начинали. Мы не знаем, какие имперские амбиции у Владимира Путина, что он хочет в результате получить. Любая война, если мы берем историю, там, Первая мировая, Вторая мировая война, какие-то другие локальные конфликты, им всем предшествовало падение мировых экономик глобально. Когда во всем мире идет спад экономический. И для того, чтобы, скажем так, добить более слабые экономики, вводили войска. Сейчас этого делать не стоит, потому что, например, тот же инструментарий, как коронавирус, он очень серьезно ударил по экономикам всех государств мира. И как бы в один момент, посмотрев на рост некоторых экономик, единственное, кто пострадал меньше всего, как ни странно, это был Китай. У них был небольшой рост, 0,3% всего. Все остальные пошли в минус. Поэтому сейчас я не думаю, что будет какое-то наступление. Мало того, ну кто зимой вообще начинает какие-то военные действия, когда могут быть морозы, техника может замерзнуть и тому подобное. Ну, то есть это даже с точки зрения, мне кажется, каких-то боевых военных действий, ну, нецелесообразно, скажем так. Не может быть там, блицкрига, так называемого. С другой стороны, Российская Федерация точно так же оценивает риски. Потому что они четко понимают, что Украина формата 2014 года с их армией формата 2021 это две разные армии абсолютно. И боевой дух, он никуда не делся у украинцев. То есть, во всяком случае, если это не ввязаться в Грузию и раз-два и закончили. Здесь так не получится. Все они это четко понимают. С авиацией, да, могут быть проблемы. Ну, здесь, разумеется, у нас есть ПВО, но количество ВВС РФ, оно превосходит украинские ВВС. Но все остальное, опять же, возвращаясь к тому, для чего это необходимо. Если мы воюем за ресурсы, то ресурсов в Российской Федерации более чем предостаточно. Если мы воюем за территории... За идею. Вот мы к этому можем прийти только, то есть идеологически. Если мы посмотрим все средства массовой информации Российской Федерации, проведем аналитику за последние полгода по всем каналам, по всем ток-шоу и выделим там 10 ключевых тезисов, то все, что они там сейчас вбивают в мозг россиян, это то, что мы враги. Ну, это так мягко говоря. И обвиняют нас в эскалации конфликта. Что мы нацисты и тому подобное, что мы наступаем на них. Даже не то, что там нацисты, да, то, что это регулярная армия, власть готовит провокации. Ну и готовит атаку на мирных жителей. Я просто, знаете, Роман, к чему, вот если так немножко подытожить даже пресс-конференцию Зеленского, последние 2,5 года, то, что происходит в Украине, страна на порядок стала слабее. Это вот объективно. Слабее энергетически, слабее экономически, слабее даже в, скажем так, в рождаемости, в конце концов. У нас она стремительно вниз идет. Поэтому даже вот эти прогнозы, что у нас к 2040 году будет 35 миллионов, это тоже нерадужная перспектива для вообще в целом, для государства. Война не заканчивается. Вопросов появилось после конференции гораздо больше, чем получили мы ответов. Ну, вот это вот, наверное, ключевое. С этим я с вами соглашусь. Ну, продолжая тему Северного потока-2, мы сейчас подключим нашего гостя. Леонид Униговский, генеральный директор «Нафтогазстройинформатика», доктор технических наук, с нами на связи. Приветствую вас. Добрый вечер. Появилась сегодня такая интересная новость. Казалось бы, столько бились россияне за то, чтобы провести трубу, ее сертифицировать, не получается. Но тут вдруг оказывается, что российский газопровод «Северный поток-2» может заработать без сертификации. Надо всего лишь уплатить штраф в 1 миллион евро. Об этом пишет немецкое издание. И там автор утверждает, что запустить газопровод, не дожидаясь сертификации, Москва сможет при определенных обстоятельствах. И подобные ситуации уже были и происходили с трубопроводами НЕЛ и GL-401, и они использовались без официальной сертификации. При этом немецкое федеральное сетевое агентство заявило, что штраф за ввод в эксплуатацию Северного потока-2 может достигнуть, как я уже сказал, 1 миллиона евро, что приемлемо, учитывая, что стоимость проекта составляет, там, по-моему, 10 миллиардов евро. Ну, 10 миллиардов пишут это издание. Это реальный сценарій? Ви знаєте, я не вірю, що це буде саме з Північним потоком-2. Чому? Дуже багато напруженості навколо
цього проекту. Я хочу сказати, що зараз в Сенаті Сполучених Штатів якраз розглядається питання включення санкцій проти Північного потоку-2 в оборонний бюджет Сполучених Штатів. А це дуже серйозний законопроект. І я думаю, що якщо це дійсно буде, тому що Нижня Палата вже за це проголосувала, то далі залишиться тільки підпис Байдена. Правда, німецький уряд звернувся до сенаторів з тим, щоб вони не робили цього, зважаючи на те, що йде достатньо плідна співпраця між Сполученими Штатами і Німеччиною стосовно певних гарантій не задійствування Північного потоку-2 в якості зброї проти України. Тому мені здається, ось ця історія зі штрафом, да, вона теоретично реальна, але практично я в це не вірю. Вот вы уже упомянули обращение правительства Германии к конгрессменам Соединенных Штатов Америки, которые просят не вводить санкции, потому что это якобы может уменьшить доверие Германии к США. Там же они в этом же письме, как утверждают авторы, журналисты, которые опубликовали эту информацию, о том, что это секретное письмо, но они узнали, что в этом письме Германия уверяет конгрессменов, что Германия будет удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления этим трубопроводом. Вот насколько этот аргумент может повлиять на конгрессменов? Ви знаєте, ну це поки що тільки слова. Конкретних дій з цього приводу я не бачу. Хоча треба сказати, що посол Німеччини в Україні сказала, що Північний потік, напевно, раніше березня, раніше травня не запрацює. Напевно, в неї також є якась інформація. Тому поки що йде боротьба. І нам треба, безумовно, максимально бути задіяними в цій боротьбі. Який буде результат? Якщо чесно казати, я не знаю. Так а как мы можем задействовать, быть задействованы в этой борьбе? Уже ж мы не исчерпали ли мы все возможные свои возможности и ресурси? Ви знаєте, я можу сказати свою особисту точку зору. Рано чи пізно Північний потік-2 запрацює. Тобто справа може йти про певний проміжок часу, але для нас і це важливо. В той же час хочу сказати, що і «Нафтогаз України», і наш оператор газотранспортної системи мають участь в сертифікації. До речі, зараз вона призупинена для виконання оператором цього газопроводу певних дій. От подивимося на ці дії. Давайте поговорим о последствиях. Допустим, его сертифицируют вот сейчас. Какие последствия? Или это отложит на весну? Вот какого рода тогда будут последствия? Що Ви для знаєте, нас... як мені здається, це достатньо серйозні розбіжності. Чому? Якщо його сертифікують зараз, і він почне зараз працювати, то наша система може опинитися перед небезпекою повного переривання транзиту. Особливо, якщо казати про ймовірні воєнні дії. Тоді ніщо і ніхто не буде заважати Росії проводити ці дії, тому що значною мірою, і про це казали і наші фахівці, і урядовці, і наші, і не тільки наші, проходження транзитної гілки по території України – це певний такий запобіжник широкомасштабної агресії. Тому, якщо це буде в травні, в березні, це краще, ніж якщо це буде в грудні. То есть, проще говоря, мы пройдем отопительный сезон, нам будет легче пережить эту зиму. Ну, пропала связь. Я думаю, что как бы там ни было, Северный поток, мне подсказывает, что связь возобновилась. Я правильно понимаю, что разница только в том, как мы переживем эту зиму? Ви знаєте, ні. Справа в тому, що
наш же представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, він заявив, що можлива агресія Росії – це січень-лютий. Но А президент якраз так не якщо считает. все ж таки, да, я знаю, і не тільки рахує і секретар Ради національної безпеки і оборони України, можливо, це суто такий інформаційний тиск на Україну, щоб ми погодилися на певні рішення, але все одно, якщо все ж таки сертифікація, чим далі вона буде, тим краще для нас. Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему разговору. Леонид Униговский, генеральный директор «Нафтогазстройинформатика», доктор технических наук, был с нами на связи. Ну, согласны ли вы с тем, что, как ни крути, а «Северный поток-2» заработает? Абсолютно. На 100% заработает. Это не столько политическая история, сколько экономическая. Это надо Германии, это будет. Поэтому напряжение, связанное с СП-2... Ну, собственно, почему тот же Байден хотел остановить... Он же когда стал президентом, там 90% уже нитки этой было достроено. Вот. Он говорил, что, собственно, уже нельзя это сделать. Сейчас он ставит палки в колеса для того, чтобы, опять-таки, возвращаясь к геополитике, идут торги разного рода. Что, например, будет с нашей ГТС? Вот, я думаю так, потребление газа будет только расти. В Европе, несмотря на Green Deal и переходные альтернативные источники энергетики и все в этом роде, если смотреть по тому, как развивается энергетика, то мы пока не отходим от углеводородов. Ну, может быть, какой-то маленький процент, но если в Европейском Союзе потребление газа будет расти, то без нашей ГТС не обойтись в Европейском Союзе. Поэтому транзит будет продолжаться. Что надо было сделать до? Я думаю, что надо было вступать в консорциум, когда вот эта вся история закрутилась. Но почему-то наши управленцы на тот момент или упустили это... Газотранспортный? Абсолютно. Я вот эту аббревиатуру слышу с 90-х годов. Потому что... Страшилки. Да это не страшилки, это когда бизнесмены садятся и договариваются. Грубо говоря, мы вступаем в долю, и там уже хочешь не хочешь, если мы договорились о том, что будет идти новая нитка, то мы точно так же с нее будем получать. Ну, условно. Чтобы все остались при своих интересах. В данном случае мы остались у обочины. Что будет после 2024 года? То есть теоретически, например, завтра вентиль перекрылся, что с нашей ГТС? Ну, ее можно на металл будет пилить. Вот. Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что, повторюсь, я думаю, что потребление газа будет только расти. Если что-то поменяется, тогда семимильными шагами, ну и, собственно, сейчас уже надо было бы стремиться к тому, чтобы мы были энергетически независимы, а у нас получается так, что за 2 последних года мы только сокращаем собственную добычу, и почему так происходит, я не понимаю. Атомная энергетика не альтернатива? Альтернатива. Атомная энергетика – альтернатива. Но в то же время одной атомной энергетикой мы пока не можем справиться. Мало того, у нас все, скажем так, энергетические ресурсы в стране, они принадлежат, мы прекрасно понимаем, определенным людям, которые на этом зарабатывают. Которые объявили войну, сказал президент. Да, мол, объявили. Завтра рубильник выключится, и война на этом закончится. Но до этого не произойдет. Это сотрясание воздуха, информационный вброс и тому подобное. Да, единственное, что не стоило Зеленскому об этом говорить, потому что это взять себе дробовик и выстрелить себе в голову. Одно дело воевать... Ногу? Нет, это сразу в голову. Война с Ахметовым. Вы же поймите, если там кто-то говорит, Игорь Валерьевич Коломойский поддержит Зеленского, никто его не поддержит. По одной простой причине. Потому что когда были договоренности, когда Зеленский должен был стать президентом, все потоки должны были замкнуться на Коломойском. А его, как в простонародье говорят, побрили. И все. А все замкнулось на Ермаке. Коломойский очень злой на Зеленского, это мягко говоря. Туда же можно теперь еще в этот пул Ахметова добавить. Других олигархов я пока не беру. Есть, которые в своих средствах массовой информации не так критично высказываются по поводу Зеленского. Правильно, больше развлекательный контент. Да, вот, допустим, что-то в этом духе. А в целом, после даже вот опять возвращаясь к пресс-конференции, у Зеленского все меньше становится союзников, больше врагов он наживает. Когда ты начинаешь воевать со всеми, у нас уже в истории независимой страны есть такие прецеденты, и чем это заканчивается, мы все прекрасно знаем. А кто воевал со всеми из наших? А как? Виктор Федорович Янукович, он же так гайки закрутил всем. Вы думаете, почему так с
Януковичем получилось? Или вы думаете, он настолько безмозглый, что начал бы стрелять по собственным гражданам? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Что вот так вот он взял и сделал это. Можно было по-другому Майдан немножко разрулить, но кто-то поспособствовал тому, чтобы ситуация накалилась до предела. Как это было, мы до сих пор, общество не знает почему, где расследование, где посадки. Ну, этого же всего нет. То есть нас вводят в заблуждение по всем вопросам, которым только можно. А политики этим искусно манипулируют. Они поляризируют общество, разделяют его. Если, например, там при Кучме делилось на Запад, на Восток, потом при Ющенко делилось Запад, Центр, Восток. Сейчас у нас уже делится Украина по принципу вакцинированный, не вакцинированный. По областям уже делится. Уже люди, которые на местах, мэры, они уже там, ну, царь, бог. И, у нас же децентрализация. К этому как бы мы идем. А что такое децентрализация? Это ты у себя на местах принимаешь решения. И в данном случае, как бы, с одной стороны, да, власть говорит, ну, я по поводу тарифной политики немножко, отдали все на местный бюджет. А они это не могут потянуть, эти местные бюджеты. Потому что они понимают, что те средства, которые им должны будут компенсироваться в течение, там, если они со своего бюджета берут, и там, условно, на ремонты труб, газы, все остальное, это все оплачивают, они остаются просто без денег. А центральная власть, центральный бюджет, компенсации эти идут в течение 1 года, 2-го, 3-го. И когда они видят эти деньги, они точно не понимают. То есть я, например, у себя, так называемый мэр города какого-то, Черновцы, понимаю, что если я сейчас это все отдам, мне потом не за что будет даже банально какой-то ремонт сделать. А власть говорит, ну это не мы. Но все равно это бьет репутационно, и бьет серьезно, бьет. Я же повторю, когда мы смотрим зрелище, это одно, когда мы хотим кушать, это другое. Когда я трогаю батареи, они у меня еле-еле теплые дома, а за коммуналку мне придет за отопление условно 4,5 тысячи гривен, ну так, например. Потому что Олег Попенко, это у нас эксперт по ЖКХ, он эти все истории считает довольно-таки хорошо. И вот по Киеву, допустим, если в прошлом году было 2400 за там, 40 с чем-то, 45 квадратных метров, ну, 2300 или там до 60 квадратов, уже не помню, то к этой цифре 60-70% добавляем. И кто это будет платить? Население бедное. Живем? Увидим. Да, это точно. Вот, риторической, пессимистичной ноте мы заканчиваем. Наш эфир подошел к концу. Александр Кондратенко, политический аналитик и главный консультант Департамента аналитического сопровождения Офиса главы администрации президента Украины в 2014-2016 году, был гостем нашего эфира. Прежде чем попрощаться, я напомню, что у нас есть YouTube. YouTube-телеканал АТР, на котором мы выкладываем наши эфиры, выкладываем наши новости, выкладываем наши программы, и вы всегда в удобное для вас время можете их посмотреть, если не успели это сделать в прямом эфире. А также вы можете всегда нас поддержать и на Patreon, потому что ваша поддержка нам нужна всегда. Спасибо, что были с нами. Қартлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчачағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей yılanдай ağzын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаным халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimde yürek. Көзлеріме перде ола түрлі şeyler авалар, көзім илек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлелері.
айланам тав kenarların, ясланам черенлері. Duygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр şeyде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka er bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Хаджы Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet küreşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için küreş meydanı açıktır. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılı ATR телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve növbеттeki 4,5 saat bu studiyada yayınımızға teşrif buyuracak ya da Skype vasıtasıyla bağlanacak musafirlerimizle yanı haftanın başında yüz bergen sonki meraklı haberlerini müzakere etemiz ve geçken haftanın sonunda geçken hadiselerini daha bir kere yayınlarımızda hoş olacak musafirlerimizle analiz yapacağımız saygılı arkadaşlar. Men hatırlatam ki biz Erkun ATR telekanalının yanında 6 saat canlı yayın alıp baramız ve bu 6 saat devamında biz aktual meselelerini көтереміз. Musafirlerle birlikte Kırım'ın işgalden kurtarılığı yönelişinde Ukrayna hakimiyeti hükümeti hangi bir hareketler alıp barganını ve bu yönelişte aslında halkara toplulukta, halkara arenada yüz bergen hadiselerini müzakere etemiz ki halkara arenada yüz bergen hadiseler geopolitik siyaset meselesinden elbette ki Ukrayna'nı da çok bağlay ve Ukrayna hakimiyetinin özünün topraklarının kaytarılığı yönelişinde yapkan hareketleri bir seviyede halkara topluluğunun, halkara hukukunun da faaliyetlerine bağlıdır. O sebepten biz bağlı olgan bu gibi meselelerini yayınlarımızga koşulgan siyasetçinaslar, siyasetçiler, analizciler ile tetkikatçılar ile laf etemiz. Ukrayna ve Kırım Tatar siyasetçileri ile bu meselelerini kötüremiz ve elbette ki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen sonki hadiselerini laf etmek. İşte biz saygılı arkadaşlar canlı yayında çalışırken de da YouTube sayfamızda de canlı yayında çalışmakta. Sanda bizlerini hem canlı seyredebilirsiniz hem de bazılarınız bizlerini
böyle şekilde televizordan izlemege imkanı olmasa YouTube sayfamızga abone olunuz. Anda biz sonradan programmalarımızın en meraklı kısımlarını ve aman hepsi programmalarımızı tamamıyla yükleyimiz. Anda daha bir kere seyir etmege imkanınız olacaktır. Bununla beraberlikte ATR telekanalının YouTube sayfasını abone olabilirsiniz. Aytkanım gibi yukarıda ki bu bir cihetten sizlerin o günde programmalarımızı seyretme imkanını açar. Diğer taraftan ise bizlerge destek imkanını açar. Çünkü ne kadar çok insanlar bizim YouTube sayfamızga abone olsa o kadar çok diğerleri de bizlerin haberlerini ve programmalarını görecektir ki ATR telekanalının yapkan programmaları tavsiyelerge çıkacak. Bu YouTube'nun böyle çalışma algoritmidir. Ne kadar çok insan abone olsa o kadar çok diğerleri göre ve abonecilerinin miktarı arta. Bu bizim için hakikaten çok büyük bir manevi destektir. Bizim informasyon cebide alıp bargan kuryaşımızda o'zinizning şahsi hissiyenizni o'ziniz biriniz böyle şekilde gösterme imkanına sahip. Bununla beraberlikte daha da ATR telekanalına yardım etmege istegenler bizim Patreon'umuzga abone olabilir. Bu endi maddi destekni belgiley. Mına ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını takdim eteler. Hem de Patreon'umuzun linkini takdim eteler. Bu link boyunca kırseniz anda o günüzde çeşit türlü destek seviyeleri çıkacaktır. Bizlerge destek seviyesini seçerken de kuvvetinizge göre onu saylay bilesiniz ve ATR telekanalının Balaban Kırım Tatar Korantasının ailesinin azası olacaksınız. Bu bizlerge informasyon cebide alıp bargan kuryaşımızda mali taraftan çalışmaga imkan yaratacaktır. Bu günge kadar yanımızda olganlar ve bizlerge destek göstergenlerge büyük teşekkürlerini ayrıca bildirmek isterim. İşte saygılar arkadaşlar, yayınımızda böyle haberlerle endi başlamaga isteyim. İnsan hakları boyunca Avrupa Şurasının komissarı Dunyametovich işgal etilgen Kırım'da yüz bergen yanı repressiyalar ve tutulmalar ile bağlı o'zinin narazılığını bildirdi. İşgalcilerinin yapkanlarını takbih etip o tezden siyasi mabuslarının azat etilmesini çağırdı Rusiyanı. Келініз onun цитатасını dinleyelim. Арешт і затримання великої групи кримських татар, у тому числі кількох журналістів, які мирно зібралися в Сімферополі минулого вівторка, щоб засвідчити звільнення з-під варти адвоката-правозахисника Едема Семідляєва, є останньою ланкою в ланцюзі репресій та переслідувань, спрямованих проти членів цього співтовариства. Це посилює картину переслідування кримсько-татарських правозахисників, активістів та журналістів, а також багатьох пересічних членів цієї групи, описану мені у численних та послідовних свідченнях членів кримсько-татарської спільноти та авторитетних правозахисних організацій. Şimdi көргенімізге көре işgalcilerinin repressif maşinası yani bir icat çıkardı Kırım Tatarlarının başına. Olar böyle bir şimdi zincir repressiyalarını işke kırseteler dep aytmaga mümkün. İşte bu zincir repressiyalarının konsepsiyası şundan ibaret. Birinciden işte mahkeme binası o günü kelgen vatandaşlarımızı tutup olarga memuri dava açalar. Sonra olarını korçalamaga kelgen advokatlar ki geçenleri Edem Semidlayevni tutkan ediler. Belli Kırım Tatar imayıcısı ve advokatını demek memori davalar açılgan vatandaşlarımızga yardım etmege kelgen, olarının imayesini gerçekleştirmeye kelgen advokatlarını tutalar. Sonra advokatının mahkemesine kelgen, ona destek vermek için kelgen vatandaşlarını kene tutalar. Sonra advokatlarımız kene barıp vatandaşlarımızdan korçalay, kene advokatlarga baskılar yapıla. Bunu biz geçken günleri Edem Semidlayev ve onu selamlamaga, psixologiden sonra selamlamaga ve onu destek etmege kelgen vatandaşlarımızın tutulması ile görgen edik. Malum olğanı gibi o gün 31 semiddeşimiz tutuldu. Olardan 2 bala, 10 kadını hapis cezası ile, para cüremesi cezası ile serbest bıraktılar. 20 kişini 12 gün hapis cezasına marhum bıraktılar. Bununla beraberlikte sonradan Edem Semidlayev tutulganlarının imayesini gerçekleştirmeye devam etti ve növbetteki siyasi mabuslarga yapılgan davalar boyunca kene 2 vatandaşımız tutuldu. Onlardan biri Dilaver Beymemetov, Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın koordinatörü ve
bu iki vatandaşımızla da keni 12 günlük hapis cezasına marum bıraktılar. İşte bu ve diğer mühim meselelerini biz şimdi canlı yayında yayınımızga koşulgan Milli Meclis azamız, jurnalist Gayana Hanım Yüksel'in laf etmege isteyimiz. Gayana Hanım, selam aleyküm, hayırlı günler olsun. Sağ olun, sizge de hayırlı günler olsun. Gayana Hanım, көреміз ki işgal etilgen Kırım'da yapılgan repressiyalarga binaen çeşit türlü taraflardan takbihler seslendirile, çeşit türlü taraflardan rahatsızlıklar seslendirile. Misal olarak Dunya Miyatoviç de bugün aytıp geçti. Elbette ki biz bularga çok kıymet beremiz. Bularının zaten aytılması, seslendirilmesi endi mühim bir harekettir. Ama yeterince olmaganını çok yaxşı göremiz ne yazık ki bugün de bugün. Mına sizin fikrinizce yeterli olmaganı bu elimizden hakikaten de mi bir şey imkanlar olmaganı için, elimizden bir şey gelmegeni için hakikaten de şirimdeki bulungan şaraitlerde ya da kene de bazı bir usullar var, biz onlarını tapıp olamayız. Yani Gülsüm Hanım, bunun cevabını biz hepimiz bilemiz. O bariz ve açık bu tür şeyleri toktatmak için Kırım'ı işgalden kurtarmak lazım. Bu esas sebep, esas mesele. Ama bu tür mücadelede yani elimizden geleni yapmalıyız. Afsus ki biz o topraklara ulaşmayız. Afsus ki o insanlara direkt yani böyle açık, bariz yardım edip bulalmayız. Keşke orada olsaydık da, keşke Ukrayna hükümeti, Ukrayna toplumu anda olsaydı ve onların beraber o mahkemelere çıkıp karşılık verseydi. Fakat şu anda kontrol altında olmayan bir topraktır ve mücadelemizde her türlü yöntemler, her türlü metotlar kullanmalıyız. Ben şunu aytmağa isteyeyim. Bu Kırım Solidarity ya Kırım Birdemliği hareketi son vakitlarda, son yıllar içerisinde çok büyük bir evolüsyadan geçti. Çok büyük böyle adımları attı ve onların mücadelesinde, onların hareketlerinde pek büyük böyle bir inkişaf görüyoruz. Çünkü ben ilk vakitlerini hatırlayayım. 2015'te, 2016 senesinde onlar yeni böyle gazetecilik, aktivist, hukuki hareketlerge başlanaydılar ve o zamanlarda gelgen haberler pek böyle zayıf demeyeyim de böyle başka türlüydü. Daha onlardan ayrıca bağlanıp sormak gerekirdi. Bazı detayları anlamak gerekirdi. Fakat şimdi görüyoruz yani kendi çalışmalarda çeşit türlü metotlarını, çeşit türlü böyle formlarını kullanalı. Sayfa çalışa, sosyal medyalarda aktifler. Tek informasyonda değil yani hem sosyal işlerinde hem hukuki işlerinde bayağı öndeler. Ben mesela onlarını takip ettim yani dakika haber alamaz diye aytmağa mümkün. Elbette bu büyük bir artı. Ama ne kadar güç olsa o gücün o kadar direnişi olacak. Bunu tek biz görmemiz, bunu Ruslar da görürler, anda işgalciler de görürler. Ve tabii ki herhangi bir hareket onlardan bir karşılık alır. Aslında çok aşağılıkça olan bir şeydir. Şimdi bırak insanlarını, bırak aktivistlerini, siyasetçilerini o balonçiklarından çıkan kadınlarına uğraşarlar. Yani artık bunun tıbbı kayda, bunun son noktası da aytmağa da mümkün değil. Yarın bir gün ballarga karşı bir şeyler böyle buna benzer bir şey yapacaklar. Ya zaten yapıldığında o gün iki balanı da tuttular. 14 yaşındaki bir oğlan çıktı ve kız çıktı. Evet, ben şimdi kiçkine ballardan bahsedeyim. Çünkü biliyorum onların orada 200'den ziyade babasız osken ufacık ballar var. Hatta ve hatta onlardan 13'ü babasız doğdu. Yani babalarını tutukladılar. O ballar dünyaya böyle vaziyette geldiler. Yani benim demek istediğim biz elimizden geleni yapmalıyız. Elbette yeterince korunmuyor. Şahsen ben yani patlayacağım da desen ola. Çünkü bir şeyler yapıp bulamayız. İnformasyon tarafından tabii ki biz bu muhitini yaratamız. Anlatmaya tırışamız. Sosyal medyalarda tek Facebook değil bu arada. Aynı zamanda Instagram, Twitter başka yerlerde paylaşamız. Görüyorum son vakitlarda hem Ukraynaca hem İngilizce böyle pek tez haberler çıkıyor. Yani şu anda böyle gözüküyor. Tabii ki bu vaziyette mesela bizim Avrupa'daki partnerlerimiz da böyle keskin hareketleri bekliyoruz.
Dunya Miyatovичнен biz keçken aylarda konuştuk ve Kırım'daki olup biteni aktarmaya çalıştık. Zaten kadın haberdar. Zaten kadın bilirsiniz işgal vaktinde o Kırım'a gelgen insanlardan birisiydi. Hiç korkmadan gelip anda bulundu ve ortamı kurdu. Ama böyle bir daha keskin hareketler olsa dep aytmağa mümkün. Mesela nasıl hareketler? Mesela biz kaç sefer aytamiz, yani böyle direkt bağlanınız, atalık gibi aksiyalarga, işlerge katılınız. Andaki insanların direkt böyle bağını tutunuz ve bunun bir simbolik olarak gösterdik ve bütün dünyaya onların unutmağını bildiriyik. Vesaire vesaire. Yani bu tür işler yapmalıyız dep düşünüyorum. Ama bularмен beraberlikte men bilem ki siz Kırım platformasının teşkil etken gruppalarından birinde bulunasınız. Bu Kırım Tamır halklarının haklarının gayrıdan tiklenilmesi gruppası. Men yanlışmasam siz meni düzeltirsiniz ve bu gruppada bulunasınız, onun azası olasınız. Mına Kırım platformasını koz ögüne alacak olsak, bu işgal etilgen Kırım'da yapılgan sonki represiyalarga binaen ne için sizin fikrinizce yeterince Kırım platformasından böyle onun teşkilatçılarından ve iştirakçilerinden Milli Meclisimizin talep etkeni gibi böyle alida konsultatsiyalar başlanılmadı? Yani bu zor bir sual. Ben aslında tek bir grupada değil, 7 grupadan 3 grupada yer alam ve çalışmalarga. Yani bilirsiniz mi, bu tür vaziyet, bu Kırım platformunun ekspert sahasının biraz böyle sakinlenmesi aslında beklenilen bir durumdu. Çünkü o vakitlarda da biz aytaydık, yani Ağustos ayın önce ekspert platformanın oluşması, ondan sonra Kırım platformanın geçmesinden son bu tür hareketler tekrar oturur, tekrar daha sakin olur. Şimdi tam sizin sualınızga cevap verecek olsam, bu ekspert ortamı çok zor kurulan bir bünye. Anda bir vertikal yok, anda müdür yok, patron yok, kimse emir yadırgamı, anda inisiyatiften bazı hareketler yapılır. Nariman Celal tutuklangan son, hakikaten inanınız hareketleri ettik bizim gençler. Biz bir müracaat hazırladık ve Kırım platforma tarafından, bütün gruplar tarafından bu müracaat name kabul edilsin deyip böyle ricada, böyle teşebbüste bulunduk. Fakat strukturası böyle bir farklı olduğu için bu kabul edilmedi. Ben şimdi özümünü aklamak için ya da anda olan insanlarını aklamak için bunu aytmayayım. Ama bazı böyle objektif sebepler var. Çünkü başka bu bu mereja kurulmazdı. Eğer anda bir patron gelip otursaydı ve deseydi ekspertlerin eksperti benim lafımı dinleyeceksiniz. O kurulmazdı, inanınız. Çünkü insanlar, herkes anda gelgen soyu, herkesin işi gücü var. Herkes uzun çalışmalarının yoluna devam etti. Başka türlü o toplanmazdı. Ve bir taraftan bu yaxşı ama ağır tarafı gerekli vakitte bazı beklenilgen adımlar yapılmıyor. Bu objektif olan bir şey. Ama şunu yapmak gerek. Şimdi çeşitli çalışmalarda, tek merejada değil, çeşitli gruplarda, çeşitli çalışmalarda Kırım'la ilgili olan işler, onlar devam etti. Belki onlar şimdi böyle bir bariz değil. Mesela sanksiyanın çalışan grupası, onlar çalışıyorlar. Kültür mirasının uğraşan grupası, onlar da bazı projelerini hazırlayırlar deyip aytmağa mümkün. Bizim grupada bu kökenli halklar, asıl halklar kanunu hayata gerçekleştirmek için bazı böyle adımlar, böyle çalışmalar yapılan. Ondan dolayı şu anda tabii ki net bir şekilde kozunu korunmuyor ama yine de insanlar bir şeyler yapmaya tırışıyorlar. Bugün biliyorsunuz böyle meraklı bir beyanat eşittik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Demek onun aytkanına göre Türkiye ve şahsen o Ukrayna ve Rusya arasında yüz bergen kriz meselesinde böyle bir posrednik, yani aracı olmağa hazır olganını bildirdi. Keliniz beraberlikte onun sitatasını dinleyik de bu meseleni de biraz müzakere edelim.
Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. Әне бойлы дост Русиянен бұл меселеде демек музакирелер алып бармаға мүмкін ве бұна азыр олғанını білдірді. Режеп Тайып Эрдоган, насыл бақасыңыз асылында бұл тешеббюске ақиқатен демі Түркия Жұмхуриеті Украина ве Русия арасында арачы ола біле ве бұл yönelişinde em Rusya em Ukrayna tarafının razılığı olacak mı sizce? Aslında bu haber dikkatimi çekti. Ben onu sabahleyin okudum çeşitli vasıtalarda, çeşitli kanallarda. Fakat malum olğanı gibi endi bu açıklamağa Rusya'nın reaksiyası da var. Yine her zamanki gibi böyle bir aşağılıkça demeyeyim de ama böyle yalan düşüncelerini kullanıp dediler ki biz bu işkence karayacağız ki biz konfliktin tarafı değiliz. Ukrayna bu sözde olğan cumhuriyetlerinin bir masağa oturup bu meseleye bakmalıdır. Dolayısıyla bizi bu meseleye çekmeye lazım değil deyip ayttılar. Fakat bu Erdoğan'ın teşebbüsü ve açıklaması ben şahsen pozitif bir adım olarak görüyorum. Çünkü tama göl ola şimdi bir beyanname ya da bir basın bildirgisi olarak söylendi. Ondan sonra görüşmelerde aytılacak. Ondan sonra çeşitli çalışmalarda ve bakarsanız hakikaten bizim eski fikrimiz Türkiye bir aracı, bir ortada olan ülke olarak kullanmak. Bir bakarsanız bu fikir hakikaten gerçek olur ve hakikaten Ukrayna'ya karşı saldırısı, agresiyası, yani ben kriz demeyeyim, konflikt demeyeyim çünkü bizde konflikt yok. Bize karşı bir saldırı, agresiya var. Ve bu meselede hakikaten Türkiye, Ukrayna'ya meseleyi çizmek için bir yardımcı olur. En azından ilk vakitte, ilk adım olarak bizim siyasi mahkumları oradan çıkartmaya yardımcı olur. Belki böyle bir birinci basamak gibi korsek bu mesele. Dolayısıyla ben bunun net ve açık bir şekilde açıklamasına çok iyi bir pozitif kıymet keseyim. İnşallah bu iş devamlı olur ve böyle bir gerçekleşir. Ямына сіздің фікіріңізше, Режеп Тайып Эрдоган айнен шымды не үшін бойлы бір беянатта болынды? Бұл асылды Украина сыңырларына Русияның аскер ерлештіргені, да фазла шекілде аскер ерлештірілгені бойлы вақыт юзберген чықышта болынмағамы қарар берді Режеп Тайып Эрдоган. Яда умумен алғанда іште олсын деп айтты Невбеттеке кере. Çünkü айнен бойлы бір чықышта да 2018 senesi айтқан еді ve бойлы teklifnata seslendirgen. Yani ben şahsen bu tür konuşmasını ve onun açıklamasını bir şeye bağlamazdım. Elbette şu anda bir kriz içerisindeyiz. Yine Ukrayna sınırlar yanında Rus askerler var ve onların saldırma ihtimali var deyip haberlerini duyuyoruz. Burada çok böyle çelişkili aslında bir vaziyet son ay içerisinde. Çünkü biliyorsunuz onu birinci Amerikalılar ayttılar. Yani Amerika istihbaratına yakın olan insanlar. Ondan sonra Ukrayna siyasetçiler açıklama geldi. Yani yok öyle bir tehlike. Ondan sonra yine açıklamalar. Evet onlar varlar ama saldırmazlar. Ve farklı bir şekilde aytaydı. Danilov, Reznikov, Kuleban açıklamasını alacak olsanız herkes evet tehlike var saldırmazlar ve herkes öz cihetten bu vaziyetke kıymet kesmeye tırışaydı. Şahsen ben bu Erdoğan'ın açıklamasını şimdiki vaziyetke bağlamazdım. Ben bilesem bu devamlı olan bir düşünce, devamlı olan bir pozisyon ve bunu açıklayırlar. Yine açıklayırlar. Siz doğru aytasınız çünkü yeni bir fikir değil. Onu zaman açıklayırlar ve meydana getirirler ve bunu yeniden söylediler. Ama vaziyetin gergin olğanı, bakınız tek Ukrayna'da değil, Ukrayna'nın etrafında, Türkiye'nin içinde vaziyetin pek bayağı böyle ciddi olğanını. Ondan sonra Beyaz Rusya'da bu mültecilerin krizini hepimiz koruyoruz.
Yani bütün bu faktörleri bir araya getirsek vaziyet baya bir ciddi. Ama bir şeye yani bir haberge ya da bir vakiyaga ben bunu bağlamazdım. Ama sizin fikrinizce Kenya böyle geopolitik meselesini koz ogune alacak olsak, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın şimdi böyle bir növbetike kere böyle bir açıklama yapkanının hakiki mirağı neden ibaret? Mına Ukrayna ve Rusya arasında aracı olmak istegeninin hakiki mirağı neden ibaret? Mına ne için bu Erdoğan'a gerek? Eğer ki böyle patetik pafos sözlerini kenarga alacak olsak, işte biz dünya hafsızlığını, bilmeyim Ukrayna'nın egemenliğini horçalamağa isteyimiz degen bu sözlerini biraz kenarga alsak, hakiki mirah neden ibaret sizce? Yani ben bilesem Erdoğan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başı olarak bu krizin çözülmesinde taraftardır. Çözülmesinin taraftarıdır. Neden? Çünkü hakikaten dediğiniz gibi patetik şeyleri ortaya koysak ve düşünsek Karadeniz'de Türkiye ve Ukrayna komşu ülkeler. Türkiye ve Ukrayna orada bir barış, sakinlik ve böyle refah içinde yaşamak istiyorlar. Türkiye aslında 2014 yılından evvel Karadeniz'de bir egemenlik sağlayan bir ülkeydi. Ondan sonra 2014'ten sonra bu dengeler değişti. Çünkü oraya Rusya girdi. Böyle agresif bir şekilde girdi. Sevastopol'a kondu. Ve anda böyle öz güçlerini, öz askeri güçlerini arttırmaya, yükseltmeye başladı. Tabii ki şimdi düşününüz, Allah korusun Ukrayna ve Rusya arasında hakikaten Allah korusun yine de aytam sıcak savaş, böyle apaçık sıcak savaş başlasa bu Türkiye'yi etkilemez mi? Tabii ki etkiler. Yani bir ülke olarak onlar mutlaka ve mutlaka bir tarafın yanında yer almak zorunda kalacaklar. Yani bu tür yerlerde artık bir denge Neutralitet saklamağa zor olacak deyiz. Olmaz. Tabii ki bunlar onlara sıcak savaş eline gelmiyor. Yani sıcak savaşın istemiyorlar. Bir şekilde bu krizin çözmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir de şunu aytmağa isteyeyim. Biz tabii ki bütün olup bitenlerge Ukrayna vatandaşı gözüyle bakamız. Biz içinden bakamız ve olup bitenlere uzun üstümüzge projeksiya yapamız. Ama Türkiye düşünümüz. Türkiye bölgede pek problemli olan bir ülkedir. Şöyle bakımdan etrafında böyle problemlerle Türkiye'nin uğraşan güçler var. Ve onun yanında olan, ittifak kuran yani bir yoldaş olan bir ülke Türkiye için mühimdir. Beğensek de, beğenmesek de ben biliyorum bizimkiler çok beğenmiyorlar, yok olmasın diye aytalar ama bu sefer tek uzun düşünüyorlar benimcesine. Türkiye bu tür durumda Rusya'nın pozisyasını göz önünde tutmak zorundadır. Dolayısıyla bir şekilde Ukrayna'da kriz çözüp bölgede uzun pozisyonu, uzun gücünü artırmak istiyor. Ben böyle koruyorum. Çünkü vaziyet hakikaten ülkede şimdi ciddi. Şimdi dolar uçtu. Ekonomik tarafından durum pek kritik Türkiye'de. Türkiye'de bazı güçler insanlarını bir mitinglere itiklemek istiyorlar. Gazi olayları, daha önce yaşanan Gazi olaylarını yeniden canlandırıp yeniden böyle bir revolüsyaya geçirmek istiyorlar. Ben şimdi yaxşı yaramay demeyeyim ya da hükümet doğru mu yanlış mı yapar ama her zaman içinde olan problemler bir negatif sonuçlara getirebilirler. Dolayısıyla etrafında krizlerini çözüp uzun ülkeni güçlendirmeye istiyor diye düşünüyorum. Elbette ya eğer ki mına şimdi biz siz de yukarıda kaydettiniz bu büyük çarplı savaş ihtimalını, yani Rusya'nın Ukrayna'ya böyle bir daha şiddetli şekilde hücum etme ihtimali, çünkü 2-3 hafta sonki 2-3 hafta içerisinde biz bizim garbi ittifakdaşlarımızdan, garbi informasyon vasıtalarından Rusya'nın bu gibi savaşka hazırlık göstergeniyle bağlı haberlerini alamız ve hakikaten bizim garbi ittifakdaşlarımız Ukrayna'nı Rusya'ya saldıracak deyip
тембелей деп айтмаға мүмкін. Украина үкіметі есе акимиеті Зеленский олсын, Данилов олсын, Мудафа Назир олсын, шымдылық қорқынш бір шей олмағаныны қайды етмектелер. Мұна сізім фікірні не үшін айнен шымды бұқы бычағыр олывларына біз ештеміз. Не үшін айнен шымды біздің ғарби иттифақдашларымыз Украинаны бойле бір алыштырамы дейжем артық Русияның шүддетлі бір саваш башлай жағына. Çok meraklı bu haberler etrafında ne dersiniz? Yani aslında hakikaten çok meraklı Gülsüm Hanım, doğru aytasınız. Men bu vaziyetini takip etmeye tırışam. Hem Ukrayna vatandaşı olarak hem de Türkiye medyalarga bu vaziyeti aktarmağa tırışam dep aytmağa mümkün. Hakikaten yani yaz sonunda biz buna benzer bir kriz yaşadık. Ondan sonra aradan vakit geçti. Dediğim gibi bu ayın noyabr başında yine bu haberleri aytmağa başladık. Ama pek meraklı bir inatla Ukrayna hükümetinin başında olan insanlar evet güçlerini artırırlar ama kesinlikle saldırmazlar dep aytalar. Yani tabii ki bu farklı bir şekilde değerlendirildi. Yani kıymet kesildi bu haberge. Biliyorsunuz Ukrayna içinde olan muhalefet gücü Poroshenko dep aytmağa mümkün. Çünkü onlar da muhalefetteler. Buna farklı kıymet kestiler. Dediler ki yani Rusya ile bir anlaşma hazırlana ve onlar bu anlaşma yapmak için dikkatini dağıtarlar ve tehditini gerçek bir seviyede, gerçek bir şekilde göstermeler. Men şahsen bilesizmi bütün bunlarını takip etmeye tırışam. Hakikaten Danilov'un açıklaması var. Reznikov bir savunma böyle güvenlik bakanı olarak, naziri olarak çıkıp ayta ki yani niye Rusya niçin saldırsın? Rusya burayı kontrol altında almak istiyor ama saldırıp ne yapacak? Burayı dağıtıp ne yapacak? Tam tersi burayı kontrol altına almak istiyor ve saldırmaz dep ayta. Men bütün bunlarını bir göz önüne alıp ve böyle bir pano oluşturup saldırmaz dep düşünüyorum. Niçin öyle düşünüyorum? Çünkü açık savaş. Yani şimdi birkaç faktör var. Evet biliyorsunuz 2014'deki senesinde Ukrayna ordusu değil. Yani açık savaş olsa o pek kanlı bir şekilde olacak. Tabii ki Ukrayna bu güce dayanmaz ama dayanırken birçok zarar karşı tarafa getirecek. İkinci, Rusya için ekonomik tarafından hiç gerekli olmayan bir savaştır. Hiç gerekli olmayan bir savaştır. Onlar şimdi Donbas'ını kaldırmaylar. Onlar Donbas'tan vazgeçmek istiyorlar. Bizge gerekmiyor dep aytalar çünkü ekonomi tarafından bunu şimdilik kaldırmaylar. Şimdi düşününüz bütün Ukrayna'ya kırdılar. Burada direniş kurdular. Burada bir böyle yani böyle bir mücadele kurdular. Ondan sonra burayı kontrol etmek, buraya milyarlarca dolar aktarmak için yeni ekonomi başka türlü çevirdiler. Onun için bu biraz şey gibi görünecek. Rusya'nın şimdilik ve inşallah ileride de kaldırılmayacak yani yapılmayacak bir operasyondur. Ama Canada saldırmaz dep düşünemin büyük ihtimal ama Canada karşımızda böyle mantıklı hareket eden bir ülke değil. Ülke bir kişi tarafından yönetiliyor, alıp varıla. Yarın bir gün kalkıp nasıl karar verecek ve nasıl emir aytacak kimse bilmiyor. Tabii ki bu ihtimalini düşürmemek gerek ve her bir vaziyette hazırlıklı olmak gerek. Ve bu meselelerden biraz çetleşir ekende da yayınımızga biraz vakit var. Mına biz geçken hafta ne yazık ki sizinle bağlanıp olamadık. Haftanın sonunda malum olğanı gibi biz böyle bir marafon ötkergen edik yayınımızda. Kırım Tatarlarının birinci kurultayının tıklengenine 104 yıl tolgan edi ve men biraz bu mesele etrafında da sizinle laf etmege isterdim. Birkaç sualime cevaplarını da işitmege isterdim. En başından şunu sorayım. Asıl da Mına bu 104 yıllık san nasıl bir emniyetini siz için şahsen taşı ve bugün ki şaraitlerge şimdiki yukarıda müzakere etkenimiz vakitka ve şartlarga bakar ekende o hadiselerden hangi bir ders çıkarmalımız? Sağ olun sualiniz için. Hakikaten geçen hafta bağlanmağa tırıştım ama bazı böyle teknik problemler vardı. Onun için
almadım. Şimdi kurultayın 100 yıllığı, 101. 102. yıllığı fark etmez. Yani kurultay 1917. Evet, bu tarafını tuşlayayım da bu tarafa düşüncelerini aktarmaya tırışacağım da 1917 senesinde olgan kurultay bizim için, Kırım Tatarlar için çok büyük bir vakiadır. Yani ben bunu şöyle bir çıkış için ya da lozung için aytmam. Niçin? Çünkü kurultay tarihte bizim pek yüksek seviyede, pek siyasi kültürü yüksek seviyede olgan insanlarını göstergen bir vakiadır. Yani biz devletçiliğe, yani devlete, öz yönetimge layık olan bir insanımız. Tarihimizde Kırım Hanlığı vardı, bilirsiniz, yaklaşık 300 yıl ayakta durdu. Ondan sonra yine de 1917 senesinde Rusya İmparatorluğu yıkılgan son böyle bir bizim dedelerimiz böyle bir teşebbüste bulundular ve hakikaten çok demokratik yolla bunu yapıyorlar. Bazı arşiv dokumentlerini alam ve böyle şaşıp kalam. Nasıl o vakitte savaş içerisinde, anarşia içerisinde düşününüz, devlet yıkıldı, monarşia yok. Üst üste 2 tane devrim, 2 revolüsyon. Önce fevral ayında, ondan sonra oktyabr ayında. Kırım'da ise böyle bir vaziyette savaş, sivil savaşı geçi, böyle bir vaziyette bizim dedelerimiz yüksek demokratik seviyesinde kurultay hazırlayırlar. Ve ben daha önce de söyledim. Böyle öz aralarında toplanıp değil, tam bir demokratik yolla seçim hazırlarlar, komitet kurarlar, böyle propaganda, informasyon işlerini yaparlar, ondan sonra insanlarını saylarlar ve açık bir şekilde herkesini davet edip endi noyabr ayında Bahçesaray'da bu kurultayını geçirirler ve oy birliğiyle anda başında olan insanlarını seçilir. Onların arasında, delegatların arasında kadınlar da var. O da pek mühim bir çizgi. Yani umumi olarak ben pek büyük kıymet kesem. Zaten 10. 20. yıllar bizim tarihimizde en çok dikkatimi çeken ve böyle en sevdiğim yıllar. Tabii ki zor yıllar. Tabii ki totalitar rejimi endi başlana, endi böyle adım adım yaklaşa Kırım'a. Fakat o zamanlarda herhangi bir imkandan faydalanıp bizim Kırım Tatarlar güzel bir şey yaratmaya tırışırlar. Bilirsiniz mi? Bu kanımızda var. Hiçbir şeye bakmadan sürgün, işgal, böyle bir Sovyet kırmızı terör, herhangi bir teşebbüs olsa, bir imkan olsa hemen bir şeyler güzel böyle faydalı yapmaya tırışırlar. O zaman da öyle oldu. Hükümet seçildi 2,5 ay ayakta kaldı. Ama neler, nasıl işler yaptı ve nasıl bir iz tarihte bıraktı o çok mühimdir. Мына егер кем Нуман Челебичхан ve onun savdaşlarının bu yolga çıkkanlarında seçken lozunguna bakacak olsak, yani şiarına bakacak olsak, onlar böyle şiarının hareket etmeye başladılar. Kırım Kırımlılarındır. Yani Kırım Tatarlarındır değil de Kırımlılarındır lozungu ile başladılar ve zaten Нуман Челебичхан onun çıkışında bulunganı vakit da böyle sentristik pozisyonlarda bulungan siyasetçi olganı sebebinden zaten bütün halklar için bunda İsviçre kurmak hayalı akında aytaydı. Mına şimdi bu lozungla, bu şiarlar mına sizge yakın kele mi bu şiar Kırımlılarındır? Sadece Kırım Tatarların değil de anda yaşayan bütün halk ve millet sakinlerinin. Tabii ki bir de dikkat ediniz Kırım'da yaşayan insanlarını bir çiçek buketinin kıyaslaydı ve herkes o bukette yer aladı paytaydı. Bir de bunu göz önüne getiriniz. Rus İmparatorluğu'nun Kırım'a gelgen vakitte nasıl bir şiarı vardı. Kırım Tatarsız. Yani Kırım Tatarlar böyle asıl halk, kökenli halk Kırım'da kalmasın deyip hareket ettiler ve elinden gelgenini yapaydılar. Yani Kırım'da herkesge yer tapılır. Kırım herkesini alır. Ama nasıl bir şekilde ve nasıl bir yolla? Şimdiki yolla gibi mi? İşgal vaktinde, işgal şaraitlerde orada insanlarını doldurarlar, getirirler. Endi sonki gelgen malumatlarga göre Kırım nüfusu 3 milyonga yaklaşan bir nüfustur. Böyle mi bu şaraitlerde? Ya da açık, demokratik ve serbest yolla?
Siz nasıl görüyorsunuz aslında bu problemanın çözülüvünü mına Ruslar bu 8 yıl içerisinde bizim toprağımızga, ana vatanımızga, o'zining teritoriyalarından milyonlarca insan getirdi ve bu sadece askerler değil, askerlerinin de kısmı büyük ama adi o'zining vatandaşlarına bile Kırım'a böyle kırsettiler, anda işte yaşam usullarını ve şartlarını yarattılar. Şimdi Ukrayna hükümetinde bu mesele etrafında ve siyasetçiler arasında çok böyle sıcak diskusyalar gitti. Birileri değil ki yok onlarını kovmak gerek olacak Kırım'dan ki onlar kanunsuzca anda gelip çıktılar. Diğerleri ve hususan Reznikov hatta aytaydı işte onlarga seçim hakkı verilecek iken kalsanız Ukrayna pasaportlarını alabileceksiniz. Ukrayna kanunlarına ve anayasasına göre yani hiç kimse böyle bir deportasyon yapmayacak deyip aytada birçok diğer siyasetçiler ve Ukrayna millet vekilleri bununla beraberlikte bu işte переходное правосудие деген kanun lehası da hazırlanan Ukrayna hükümeti tarafından yani aslında bu mesele sizin fikrinizce Kırım kaytarılganından sonra bu reintegrasiya prosesleri başlanılganından sonra nasıl şekilde yapılmalı? Siz nasıl görüyorsunuz bu çözülüvünü? Yani biz bu tür şeylere hazırlıklı olmalıyız. Gülsüm Hanım çok kısa, çok böyle bir tezis olarak onu aytacak olsam tabii ki Kırım'ın geleceğini laf etmek için aslında 2014'teki önce vaziyetke kayıtmak lazım. Çünkü biz biliyoruz bu insanların getirilmesi, böyle insanların Kırım'a sevk edilmesi, bu suni yapılgan bir şeydir. Bu mahsus Kırım böyle demografik landşaftını değiştirmek için. Aslında 2014'teki senesinin önceki vaziyetke dönmek lazım. Ama nasıl olacak, nasıl mekanizmalar olacak? Bunu dediğiniz gibi переходное правосудие kanunu belirleyecek ve anda bunu pek net bir şekilde yazmalıyız. Birinci, zakon про коллаборацию. Bu bir kanun olmalıdır ve anda biz aytmalıyız kimdir o insanlar ya da kimini saymayız. İkinci, переходное правосудие degen bir şey. Переходное правосудие aslında belli bir müddet içinde orada askeri vaziyet, askeri böyle yönetim, komendanturalar olacak ve onlar bu meseleye bakacaklar. Ve ondan sonra daha önceki vaziyet nasıl ve şimdiki vaziyet nasıl bakmak gerek. Ben şahsen böyle bir fikir duydum. Bu insanlara Kırım'a gelgen insanlara Kırım işgalden kurtulgan son rey kullanmağa hakkını vermemek gerek. Çünkü yani Kırım'daki referandumlar ya da herhangi bir değişiklikler işgalden kurtulgan son olsa ve bu tür şeylerge anda yaşayan ve insanlar vermelidirler. Yani suni bir şekilde kanunsuz işgal vaktinde getirilgen insanlar değil. Yani bu instrumentlerden veya yönelişlerden birisi olacak. İnsanlar yaşayacak. Ondan sonra bakılacak nasıl bir şekilde o anda yaşayacak. Ama ilk etapta, ilk vakitte bu insan seçimlerge, saylavlarga bu tür şeylerge katılmamalı. Ama diğer taraftan ne kadar bu doğru? Çünkü eğer ki alacak olsak ikinci Can Cenki savaşını ve misal olarak Çekiya memleketi natsistlerden azat etilgeni vakit ve hususan Sudet bölgeleri natsistlerden azat etilgeni vakit anda aslında yaşayan hepsi Almanca laf etkenlerini sürgün etken edilir. Zira onlar işte anda kanunsuzca suni şekilde kırsetilgen edilir. Yani ikinci Can Cenki gibi böyle bir tecrübe var ve birçok meselelerde bu demek yüz bergen reintegrasyon proseslerden mümkün ekstrapolasya mında yapmağa ve bugünkü hadiselerimizge ki 44. seneni hatırlayacak olsa Kırım Tatarlar kovulgan evlerine NKVD hadimlerini yerleştirdiler. Sonra onların nesilleri, onların bağları 2014 senesi Ukrayna pasaportlarını yakıp biz Rusiyaga Sovetler Birliğine kaytmağa isteyimiz degen şiarlarla işte çıkışta bulungan edirler. Yani bu alda gelecekte çeşit türlü problemlerini kenedi yaratabilir. Yok Gülsüm Hanım, problem olacağı kesinlikle olacak. Kimse demi problemsiz bu iş olacak. Çünkü anda 8 yıl içerisinde şimdi zaten Rusya anda çıkan malumatlarını, anda çıkan yazılarını, kitaplarını, makalelerini, ilmi makalelerini, böyle medyada çıkan makalelerini, haberlerini alsanız zaten onlar aytalar. İntegrasiya süreci, integrasiya prosesi bitkendir. Onlar
Ayı Rusya toprağı olarak görüyorlar ve diyorlar ki bir sahada, bir yönelişte ekonomi, siyasi, informasyon, kültür, ilmi vesaire, tıbbi vesaire bütün işler bitti ve orası Rus toprağıdır. Onların aytkanlarına göre. Demek ki bu toprağını kaytarmak için bu toprağını yeniden Ukrayna'ya reintegrasya yapmak için belli bir süreç lazımdır. Bu süreç içerisinde suni bir şekilde getirilgen insanlar, onlar saylavlarda, seçimlerde yer almamalıdır. Ondan sonra zaten bazı şeyler, rekomendasyonlar var bu işgal altında olan topraklar için. Diyorlar ki böyle ilmi şinas insanlar, ilmiyle uğraşan insanlar bir toprak, bir yer, bölge işgalden kurtulsa o bölgede 5'ten 10 yıla kadar böyle devleti oluşturan kararlar alınmamalıdır. Yani referandumlar, saylavlar, böyle ciddi adımlar yapılmamalıdır. Çünkü 5'ten 10 yıla kadar bu yerini koruyorlar. Bu yerde başka geri iade dönüş işleri yapılmalıdır. Yani biz bu süreçten de geçeceğimiz kesin kez ve bu vakit içerisinde yapmamak, ama eğer yapmaksa o zaman eski vaziyetke kayıtmak gerek. 2014 senesindeki önce vaziyetke kayıtıp bazı adımları yapmak. Ama paralel bir şekilde anda askeri böyle administrasyalar, komendanturalar yarım askeri çalışacak ve hayatını eski böyle reylerge, eski yönelişke aktarmaya tırışacak diye düşünüyorum. Demek şimdi ki vaziyetini kozogune alacak olsak ve Ukrayna o'zining işgal etilgan toprakları boyunca reintegratsiya nazirligi faoliyatini kozogune alacak olsak, malum olgan gibi anda yanı nazir şimdi keldi, Irina Vereshchuk ve o aslında nazirlikning yapgan faaliyetlerini auditnen başlayacak eken o'zining faaliyetini. O sebepten sizden aslında soramağa ister edim bu figura hakkında yaxşı fikirleriniz var mı? Sizin fikrinizce onun idareciligi altında bu nazirlik reintegratsion meseleler boyunca faydalı, semereli olacak mı ve Milli Meclis'nin Vereshchuk'nun koruşuvu planlaştırıla mı? Yani Milli Meclis yönetimi Vereshchuk'un konuştuğunda anda bazı meseleler vardı. Onlar böyle hiç konuşma yaptılarken bir şekilde meclis acılarının da konuşma olmadı ve benim bilgime göre de hazırlanmadı. Şimdi figura geldiğinde Gülsüm Hanım, şimdi figura tabii ki mühim ama mühim olan o yerge, o vaziyetke gelen insanın daha önce yapılan işlerine hakikaten faydalı, hakikaten böyle ciddi işlerge devam etmek. Ben bilirsiniz mi 8 yıl içerisinde Kırım'la ilgili olup bitenlerini takip etmeye tırışam ve aslında hemen bütün çıkan dokumentlerini okuyayım diye açsam herhalde yanlış olmaz. Belki bazı böyle yani şahsi privat projektlerini okumayayım ama böyle meydana gelen peyda olan dokumentlerini okuyayım. Şimdi son vakitlarda Kırım'la ilgili bazı ciddi dokumentler kabul edildi. Birinci stratejiya deokupasyon. 158 maddeden oluşan 5 yöneliş 158 madde ve anda bütün devlet organları, Milli Meclis, Kırım Kırım Cumhurbaşkanı temsilciliği vesaire herkes var. Bunun gibi bir ciddi bir dokument kabul edildi. Kırım Tatar Tili inkişafı, kanunlar bilirsiniz, kökenli halklar kanunu. Ondan sonra onun da dışında informasyonla ilgili strateji informasyonu bezpeki, yani 5 yıllık bir dokumenttir ve anda tabii ki işgal altında olan topraklar için ayrı bir yöneliş vardır. Ben demek istedim. Bizde maalesef afsus ki bizim hükümette, bizim yaşayışta bazı şeyler, güzel bir şeyler planlaştırırlar. Ondan sonra yazgan şeylerini yerine getirmeye, gerçek hayata geçirmeye yapıp bulamıyorlar. Öyle bir böyle bizge has olan bir çizgi var. Benim demek istedim, biz eğer planlaştırdığımız şeylerini yapacak olsak, böyle düşüncelerimizi yerine getirsek ve kim olsa olsun, Vereshchuk mu, yarın bir gün o monobilşeste bir fikir değişir, başka birisini koyarlar. Bu insana bağlı olmamalıdır. Yani bu stratejik şeylerde
böyle sallanmamak gerek. Mesela Kırım platformu ile ilgili düşüncelerini böyle yapanlarını eğer gerçekleştirsek bu hakikaten inanınız ki Kırım'ı işgalinden kurtarmak için çok ciddi adımlar olacak. Çünkü fikir nasıldı? Fikir devlet, parlamenterler ve ekspertler bir arada çalışırlar. Herkes birbirine yardım etti. Ekspertler bazı intelektüel produktunu yaparlar. Devlet bunu yapmak için fayda sağlay, yardım etti vesaire. Böyle üçgen gibi uçlu çalışmalar var. Bunu yapmasak olmaz mı? Olur. Ama dediğim gibi yani biz güzel bir şey planlayamaz. Ondan sonra bazı şeyler, bazı düşünceler, insanların bakışları, farklı böyle yaklaşımları bizge zarar verir. Ondan dolayı ben öyle görüyorum bu meseleni. Yani takip edeceğimiz. Büyük teşekkürler Gayna Hanım bizle bağlanıp kıymetli fikirlerinizi ifade ettiğiniz için canlı yayında çok sağ olunuz. Milli Meclis azası Gayna Yüksel bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar biz ise yayınımızga devam etimiz ama şimdi küçük bir teneffüsünü ilan etmeye isteyeyim. Aman 5 dakikalık teneffüs sonra bu studiyada nevbetteki misafirimizni selamlayacağımız ve endi Ukrayna Rus tilinde gün devamında yüz bergen aktual haberlerini müzakere edeceğimiz. ATR ile olunuz. Görüşkence. Hasta, gözüm donuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Bar diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller kule. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl abbaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло.
Бисмиллахир-рахман-ир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бир, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если не успели посмотреть нас в прямом эфире, можете зайти на наш YouTube-канал и просмотреть все наши программы там. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссеры периодически выводят на экран. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки. Вот сейчас вы видите эту ссылку и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Андрей Кучер, политолог. Витаю вас, пан Андрею. Селям алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отреагировала на последнее задержание российскими оккупационными силовиками крымско-татарских активистов, среди которых есть также и гражданские журналисты, активисты общественной организации «Крымская солидарность». Это те товарищи, граждане Украины, соотечественники, которые пришли поддержать к зданию суда своих соотечественников, по которым оккупанты сфальсифицировали уголовные дела и незаконно их судят. Давайте послушаем цитату Дуни Миятович. Арешт і затримання великої групи кримських татар, у тому числі кількох журналістів, які мирно зібралися в Сімферополі минулого вівторка, щоб засвідчити звільнення з-під варти адвоката-правозахисника Едема Семідляєва, є останньою ланкою в ланцюзі репресій та переслідувань, спрямованих проти членів цього співтовариства. Це посилює картину переслідування кримсько-татарських правозахисників, активістів та журналістів, а також багатьох пересічних членів цієї групи, описану мені у численних та послідовних свідченнях членів кримсько-татарської спільноти та авторитетних правозахисних організацій. Пан Андрей, что скажете по поводу последних задержаний на территории временно оккупированного полуострова? И вот помимо заявления об обеспокоенности, выражения недовольства, мы сможем увидеть в ближайшей перспективе какие-то реальные действия, реальную реакцию именно не на словах, а на действиях со стороны наших западных партнеров в том числе? На жаль, я не є в даній ситуації прибічником
якихось позитивних прогнозів, тому що ми маємо ситуацію, за якою, в принципі, от вся ситуація, яка відбувається з активістами в Криму, вона носить характер достатньо закритий, і Кремль, і в тому числі Путін, вони створили такий симбіоз, при якому, скажімо, впливати реально на ситуацію в Криму, окрім Росії, ніхто не може. Є достатньо багато прикладів до цього, наприклад, в Придністров'ї точно так же порушують права громадян, права людини, але тим не менше жодна європейська інстанція не може в цьому допомогти. Та ж сама ситуація відбувається в Криму, і крім того, вона повторюється навіть в ЛДНР. Тобто там не йде мова про те, що хтось з європейських правозахисних організацій може хоч якось вплинути реально на ситуацію. Тому, на жаль, я змушений констатувати, що ніхто не зможе вплинути, окрім безпосередньо волі Росії, на те, що відбувається в Криму. Крім того, так ми ж не бачимо... свидетельствует ли тогда это о том, что идет вообще крах миропорядка? Когда никакие международные структуры, организации, общественные организации, правозащитные организации, Организация Объединенных Наций, которая была создана после Второй мировой войны для защиты мира и безопасности, в принципе, дискредитировала себя и никаким образом повлиять на эти бесчинства не может. Абсолютно ви правильно говорите. Якщо ми беремо більш масштабний такий формат, то дійсно, починаючи від того, що, в принципі, питання колективної безпеки в Європі і в світі зараз на даному етапі себе дискредитувало. І якраз Росія цьому доказ, тому що ми пам'ятаємо, що з моменту Будапештського меморандуму, коли Україна позбулася ядерної зброї взамін допомоги військовій з боку європейських світових партнерів, яку ми потім не отримали, тому можна сміливо говорити, що зараз буде повністю переформатування цієї колективної безпеки. Росія відкрила такий ящик Пандори, да? І показала, що, оказується, так можна. Якби це так не звучало прозаїчно, але так, завдяки ось цим конфліктним і гібридним війнам з боку Росії, ми тепер бачимо, що розраховувати державі на інших своїх партнерів не потрібно. Лише сама держава повинна себе захищати. І повертаючись до ситуації в Криму з приводу репресій по відношенню до активістів, і в мене навіть є друзі, які також постраждали від певних репресій в Криму, які зараз там знаходяться, то, в принципі, на жаль, ми тут в Україні звикли до того, що ці речі відбуваються постійно. Ну, давайте візьмемо тиждень, 2 тижні, 3 тижні тому. Ця ситуація відбувається постійно. Тобто це системна робота з боку російської з цієї машини не пропаганди, а скоріше правоохоронної системи, яка націлена на те, щоб повністю подавити будь-які, скажімо, очаги всередині Криму, які стосуються інакомислення, да, як то кажуть, той, хто має іншу точку зору, будь-які правові підстави для того, щоб боротися, мають бути знищені. Росія, як держава, цього не потерпить ніколи. Саме тому в Криму системно викорінюються активісти, викорінюються організації, будь-які початки, які можуть дати потім розгорітися більш масштабним якимось протистоянням і так далі. Тому це, з одного боку, зрозуміла позиція Росії, тому що ми розуміємо, що ця авторитарна країна, вона дійсно буде діяти за таким сценарієм. І інше, що ми змушені, на жаль, констатувати, це те, що порядок денний в Криму, коли притісняються активісти і права людей, вони, на жаль, зберігаються. І європейські, світові правозахисні організації вплинути на це не можуть. Тому що об'єктивно навіть потрапити туди для того, щоб дослідити той чи інший факт, вони не мають такої можливості. Сегодня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в Ашхабаде заявил, что он и Турецкая Республика готовы выступить посредниками в конфликте между Украиной и Россией. И вот что сказал Эрдоган, его цитируют наши корреспонденты. Давайте послушаем. Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. Как вы думаете, почему сейчас вдруг появилось такое очередное заявление? В последний раз, если не ошибаюсь, Реджеп Тайип Эрдоган высказывал подобную инициативу в 2018 году. Тут важко сказати безпосередньо, що вплинуло саме на це рішення саме зараз, але в цілому воно вже давно на порядку денному.
вже давно говорили про те, що хтось має стати цим посередником. Тому що з одного боку були європейські країни, в тому числі Франція, якщо ми пам'ятаємо, вона також претендувала на роль певного такого перемовника. Але потім щось не склалося, і, скоріш за все, Франція просто відійшла від цієї достатньо, ну, будемо відверті, невдячної справи бути посередником з Росією. Тому що там, де зав'язана економіка, там, де зав'язані багато політичних еліт, економічних, там дійсно важко балансувати. І тому зараз на тому фоні, що Ердоган дійсно став цим перемовником, це певним чином достатньо позитивний знак. Тому що, знаючи Ердогана, знаючи те, що він дійсно, скажімо, визнає окупацію Криму, але при цьому він співпрацює з Російською Федерацією, можна сміливо говорити, що буде хоча б певний дискурс. Це не буде гра в одні ворота. Ну, когда он говорит о посредничестве, то есть как это может быть? Это может быть очередной какой-то саммит с участием лидеров Турции, Украины и России? Или что? Какой-то формат можна припаркувати? От насправді це не має значення, тому що буде це чи просто якась зустріч, там, не знаю, навіть якщо це буде десь, скоріш за все, якщо це буде зустріч, це буде нейтральна територія, це однозначно, і скоріш, мабуть, за все, Турція. З іншого боку, ми ж розуміємо, що тут головне результат, тому що це може бути обмін військовополоненими, що нас теж влаштовує. Це може бути якісь поступки з боку там перепідписання певних домовленостей, що теж для нас. Одним словом, для України в даному випадку все, що буде носити ефективний характер, буде в плюс. Просто, на мою думку, зараз Ердоган – це дійсно авторитетна особа, яка має певний такий, не побоюсь цього слова, шарм, або харизму на міжнародній арені і як лідер. І те, що він може вплинути, це факт. Тому що, якщо пам'ятаємо навіть останню прес-конференцію Зеленського, він дійсно говорив про те, що Ердоган – один з найбільш таких потужних лідерів, який насправді може допомогти Україні в цих найболючіших питаннях. Да, я, кстати, напомню, что президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции, которая прошла 26 ноября, сообщил о том, что список политических заключенных, который он передавал Реджепу Таyyипу Эрдогану и не только другим западным партнерам, Реджеп Таyyип Эрдоган же передал президенту России Владимиру Путину. А с нами сейчас на прямой связи дипломат и эксперт по международным вопросам Юлія Смоловська. Пані Юлія, вітаємо вас. Селям алейкум. Селям. Пані Юлія, чуєте нас? Селям алейкум. Да, чую. Пані Юлия, наверняка вы слышали последнее заявление Реджепа Таyyипа Эрдогана, который сказал, что готов выступить посредником в конфликте между Украиной и Россией. Как вы думаете, насколько это реально? Реально ли возможная какая-то трехсторонняя встреча трех лидеров Украины, России и Турции или какой-то либо другой формат? У меня большой скепсис по поводу того, что сейчас это может быть результативным, поскольку нужно брать во внимание всю сложную комбинацию игры и взаимных интересов, которые есть у Турции и России. И они не ограничиваются только Украиной. А если мы говорим об Украине, то здесь скорее у России есть претензии к Турции за использование и продажу байрактаров Украине. Вот. Они не были высказаны публично, но недовольство российская сторона выражала. И она неоднократно подчеркивает о том, что Украина получает там дополнительное вооружение и предоставление Украине оружия только нагнетает, дестабилизирует обстановку и так далее. И Турция тоже может там фигурировать. Потом есть Нагорно-Карабахская проблема, где страны Турция и Россия могут либо сотрудничать, либо конфликтовать вокруг сфер влияния, зон интересов. Поэтому у России на сегодняшний день очень комфортная позиция. Она имеет видимое тактическое преимущество в этом противостоянии с Западом, и у нее нет острой необходимости торопить с переговорами. Потому что даже сегодня заявление посла Германии в Украине госпожи Фельдхузен красноречиво говорит о том, что сейчас минский и нормандский формат, по сути, заведены в тупик. И давайте подождем лучших времен, когда уже у нас будет правительство запущено в работу, в Франции пройдут выборы, и Россия начнет испытывать политическую волю договариваться. То есть мы понимаем, что сейчас эта ситуация для России терпима и комфортна, тем более, что ставки выросли настолько, что идут торги сейчас за
переговоры со Штатами, в том числе, которые будут касаться Украины. Поэтому Ну и плюс я ко не всему, думаю, что... сегодня уже пресс-секретарь Путина Песков отреагировал на заявление Реджепа Тайипа Эрдогана. И он сказал, что, цитирую, «дело в том, что Россия не является стороной конфликта. Найти пути решения проблемы будет невозможно». Конец цитаты Пескова. А в таком случае тогда возникает вопрос, а зачем тогда это нужно Эрдогану? Почему именно сейчас он озвучивает такие тезисы? Какой реальный интерес Эрдогана, если отодвинуть в сторону вот эти все патетические, пафосные заявления о мире, безопасности и так далее? Ну, дело в том, что вы же хорошо знаете, что у Турции есть вполне обоснованные амбиции претендовать на региональное лидерство в регионе и, собственно, следовать той стратегии достижения своих национальных интересов, в том числе за счет расширения своего влияния в регионе, которые они идут, невзирая на видимое противоречие и конфликтность с союзниками по НАТО, напряжение со Штатами и так далее. Поэтому имиджево господин Эрдоган тут ничего не теряет в этой ситуации. И, возможно, его готовность была продиктована тем, это допущение, я не говорю, что это так и есть, но это допущение, что он понимал, что российская сторона скажет «нет». Но имиджево для Турции это очень выгодно, в том числе для укрепления наших двусторонних связей, в том числе для укрепления вот этого сотрудничества военно-технического, которое есть. Поэтому, в принципе, на его месте, мне кажется, любой бы поддержал эту идею, тем более, что есть предыдущий позитивный опыт, где он действительно сыграл серьезную роль, вы правы, в 2018 году, и это было очень эффективно и эффектно. Поэтому я думаю, что комбинация вот этих всех соображений привела к тому, что он сказал, что да, я готов это делать, и выступил с этим инициативным шагом. Да, и, пани Юлия, последний еще вопрос. Вы сказали, что сейчас мы видим такое мощное поднятие ставок. И как вы думаете, это все действительно для того, чтобы была организована очередная встреча двух лидеров России и Соединенных Штатов? Но здесь же не вопрос в организации очередной встречи. Здесь вопрос в размене по интересам, по приоритетным интересам. То есть повестка дня, когда идет наращивание ставок, повышение ставок и наращивание повестки дня идет. То есть все новые какие-то проблемные ситуации вплетаются в диалог, которые требуют обсуждения. Россия очень инструментально вплетала такие ситуации, где была показана явно возможная роль России, как бы влияние на те или иные процессы. Вот нарастив вот этот вот объем вопросов в двусторонней повестке дня, создав критическую ситуацию непонимания, как следует интерпретировать накопление российских войск на границах Украины, возникает как бы необходимость в этом очередном диалоге, тем более, что было заявлено Байденом о его намерениях провести там, выйти дальше на контакт, подвести как бы итоги вот этого первой попытки выйти на конструктив с Россией, чтобы понять, как действовать дальше. Мы знаем, что сейчас, в принципе, нарастили уже борьбу два лагеря, которые выступают либо за предоставление помощи, более агрессивное предоставление помощи Украины в противостоянии с Россией, либо наоборот умиротворение России, снижение эскалации путем отхода от этой помощи Украины. И вот, к сожалению, сейчас есть большие риски того, что лагерь вот этих голубей, миротворцев, он может тактически на коротком этапе получить преимущество, потому что действительно вопросов очень много, они не ограничены Украиной, и много вопросов, в которых США заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит на векторе Россия-Китай. Они являются исключенными из этого формата форума демократии, который делает Байден. Два посла публикуют, китайский и российский, совместную статью в National Interest, что в принципе очень нетипично для таких стран с разным культурным наследием выступать как бы с одной единой позицией здесь унифицированной. Перед этим заключается дорожная карта в военном сотрудничестве между двумя странами Россией и Китаем до 2025 года. То есть русские сейчас очень эффективно играют на самом чувствительном мозоле Соединенных Штатов. Это могущество Китая. Поэтому я думаю, что тактически на сегодняшний день большие риски есть того, что лагерь миротворцев вокруг Байдена может получить преимущество.
Дякую вам дуже, пані Юлія. Чухсаг, у нас Юлія Осмоловська, дипломат та експерт з питань міжнародних відносин, була з нами на прямому зв'язку. Действительно, администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения России в Украину. Они, в частности, предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории Европейского Союза. То есть такие две противоречащие позиции, можно даже сказать. Как информирует издание The New York Times, два варианта предусматривают в случае вторжения России в Украину следующие действия. Первый вариант. С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи, а также расширения санкций против России. А второй вариант предполагает, что США пойдет по пути снижения риска конфронтации с Москвой, в том числе и с помощью ограничения количества военных учений на территории Европейского Союза. И также при этом сценарии США даже могут приостановить программу военной помощи Украине. Вот как вам такие варианты реагирования Соединенных Штатов? Ну, насправді, це такі вже второй більше пагубный вариант – это умиротворение агрессора, как говорят многие политические аналитики. Это так, на ваш взгляд? Ну, я думаю, що другий варіант менш, скажімо, вірогідний. Я все ж таки думаю, що от якраз військові експерти мали б більш детально проговорити цю ситуацію, але мені бачиться так, що насправді все ж таки буде, скажімо, розумієте, в чому справа? Що дуже багато в цьому питанні відіграє якраз розвідка. І є певні, я ж впевнений, що куча розвідданих, якими володіє як одна, так і інша сторона. Крім того, європейські спецслужби в тому числі чудово розуміють, але в усякому разі набагато більше, ніж українські спецслужби, про військовий стан Російської Федерації, про те, що, в принципі, може зробити ця країна по відношенню до нас. І тому я думаю, що в даному аспекті важливіше було б, звичайно, говорити про оборонну боєздатність України. І це вже йде мова якраз таки про озброєння, це і певне будівництво захисних будівель і так далі. Але наскільки це буде реальним, от для мене дійсно питання. Тому що, ну, якщо говорити відверто, ви маєте в виду повномасштабне вторження? Так, тому що зараз ось це нагнітання, там військові, постійно там якісь перекидання військових служб, так і так далі, до кордонів України з боку Російської Федерації. Але є один суттєвий момент, тому що про це зазначало багато військових експертів, про те, що якби Російська Федерація хотіла дійсно вторгнутися в Україну, то це б сталося скоріше з боку кордонів Харкова і, відповідно, Чернігова. На даному етапі ми ж говоримо про те, що війська якраз таки консолідуються зовсім в іншому боці. Крім того, ми ж пам'ятаємо про цю величезну ділянку, яка охоплює ЛДНР. Умовно кажучи, якщо не забезпечити з цих повстанців теж певною зброєю, то це відбудеться певний такий суттєвий кусок ділянки, через який також можна провадити, але вже в інший бік. Ми можемо провести наступ по цій території, як Україна, як держава Україна, і відповідно теж вдарити по цих військах. Тобто це вже ми говоримо про достатньо такі військові тактичні речі, які можна говорити лише з точки зору умовності. Конкретики тут бути не може. І тому я ще раз повторюсь, що моя особиста думка, що на даному етапі відіграє найбільшу роль якраз таки розвіддані. Тому що вони будуть по-справжньому відображати картину, наскільки реально може бути вторгнення, і відповідно до чого нам готуватися. Але є, скажімо, певний позитив в цьому аспекті, що все ж таки я схиляюся, що для Росії важливіший тригер. Для Росії важливо пограти, якщо хочете, мускулами перед Європою і перед світом в цілому. Так они разве не могут этот триггер создать сами? В виде какой-то провокации на Донбасі, в Криму і так далі? Розумієте, це вже не спрацьовує, тому що, на мою думку, знову ж таки, особисто, для Росії, по суті, вже більшість інструментів випробувані. Все, що можна зробити в інформаційній кампанії, зроблено. Все, що можна зробити на міжнародній арені, практично все зроблено. Економічно вже тиснуть, як тільки можуть. Знову ж таки, попросили Лукашенка зробити цю історію з мігрантами. Не вийшло. І тому на даному етапі залишається лише ризик прямого вторгнення. Це дійсно те, що українців дійсно змусить якось нервувати, там поводитись дещо мобілізованіше і так далі. Це те, про що буде говорити світ. Оце, на мою думку, і зіграло роль, що це єдиний тригер,
який по-справжньому може змусити українців якось рухатися і вдатися до певних дій. Наскільки це тактично лягає в план Путіна, я впевнений, що не лягає. Тому що, на мою думку, Путін – це людина, яка діє виключно ситуативно. Тому він буде орієнтуватися тільки після того, як ми будемо робити певні кроки по відношенню на цей тригер. Тому, повторюсь, на мою думку, Путін просто змушує, він просто тисне. Він тисне морально на Україну для того, щоб мы почали якось діяти в цьому аспекті. Ну вот про это очередное давление, про наращивание, передислокацию войск российских у границ Украины в первую очередь стали говорить наши западные партнеры. Первое такое информационное сообщение мы увидели от Вашингтон-Пост, потом Политика об этом писала, Bloomberg, и потом уже представители западного истеблишмента начали предупреждать Украину о том, что Россия может начать широкомасштабное вторжение. Первые 2-3 недели руководство Украины в принципе молчало, и только последнюю неделю можно сказать, что украинское руководство и политическое, и Министерство обороны Украины сказало, что да, разведывательные данные наших западных партнеров, американских и европейских, действительно сходятся с разведданными украинскими. Более того, даже были озвучены сроки. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны сообщил о том, что Россия может напасть в конце января, начале февраля. И все же интересно, все это начало нагнетаться с Запада. Почему? Ну, це не те, щоб нагнітання. Я скоріше б сказав би, що це певний, скажімо, витік інформації. Тому що давайте розуміти, що на рівні, знову ж таки, військових спецслужб и так далее. Это не я вот просто, чтобы вы понимали, да, почему я говорю нагнетание, потому что, в принципе, мы уже 8 лет живем в условиях войны, и мы уже на протяжении 8 лет понимаем, в принципе, что есть угроза широкомасштабного вторжения, и что Россия продолжает милитаризацию оккупированного полуострова, что она полностью уже поглотила Беларусь, и что 80 тысяч военных находятся, в принципе, всегда у границ Украины с восточной части. Но акцентировать внимание именно начали сейчас. И, естественно, вопрос, почему сейчас? Мабуть, знову ж таки, є дані, розвіддані, які говорять про те, що це не просто якісь там навчання, що по-справжньому може бути вторгнення. І це ж є там багато критеріїв, які про це говорять. Інша справа, що от ви говорите про те, що там деякий час ми не реагували, і чи був це, скажімо, вкид з боку західних партнерів. Я б так не сказав, тому що, на мою думку, все ж таки, те, що йде через засоби масової інформації, це не є, скажімо, причиною або не причиною, приводом для того, щоб дійсно заявляти офіційно, що ми там на основі якоїсь публікації Вашингтон-Пост робимо висновок про це. Тобто, все ж таки, держави, вони спілкуються дещо по-іншому. І давайте визначимо за основне, це те, що дійсно закордонні партнери почали звертати увагу на кордон України і про те, що там відбувається. Тому що до цього ми бачили достатньо, лояльно, да, ставлення до України. Вы думаете, вот такие статьи в таких авторитетных изданиях появляются просто так? Не просто так. Звичайно, що тут є дійсно об'єктивна сторона. Але не може держава спиратися на факти, які опубліковані в газеті. Це може бути приводом для того, щоб перевірити ці дані. Але говорити про те, що це є факт, держава не може. І тому, відповідно, я впевнений, що є протокол дій в даному аспекті. Тобто в нас же постійно йде моніторинг наших кордонів. У нас йде постійна комунікація з закордонними спецслужбами. І тому, напевне, що був розроблений певний план дій для того, щоб там умовно, да, не збити якось, або не виказати себе, або не, скажімо, не завадити певним подіям, які відбувалися, те, чого ми не бачимо. Елементарно те, що, наприклад, можна відслідкувати, можна цьому завадити і вже потім моніторити буде набагато важче. Крім того, якщо ми говоримо про те, що Україна дійсно має проблему на кордоні, то давайте не забувати про те, що в нас йде зараз ряд, скажімо, процесів, ряд проєктів, які покликані посилити нашу армію, в тому числі на кордоні. Тому цей процес теж не можна просто так от якось з певною такою долею, я не знаю, там нервозності, да, завадити. Тобто все має бути відбуватися спокійно, без зайвих рухів, тому що це досить така ситуація, яка може один такий найменший якийсь крок або прорахунок може призвести до фатальних наслідків. Тому все має бути чітко,
виключно до військового протоколу і на рівні спецслужб. Если мы говорим о реакции наших западных партнеров, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Запад не только выражает солидарность с Украиной, а более того, существует 3 элемента сдерживания агрессии России со стороны союзников Киева. Давайте послушаем его цитату. Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з 3 елементів. Перший – це прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий – це серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції, і ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент – військова підтримка. Військовий експерт Ігор Козій зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Салам алейкум. Да, пане Игорю, наверняка вы активно следите за такой алармистской риторикой западного истеблишмента и руководства Украины относительно того, что Россия концентрирует свои войска вблизи украинских границ. Как вам все это видится? Есть ли реальная угроза полномасштабного вторжения России в Украину? Зрозумійте правильно, питання загрози, воно постійно існувало. І воно існувало з 91-го року. І це треба зрозуміти. Воно нікуди не зникало, воно тільки знаходилось перманентно то в одному стані, то в іншому стані. Згадайте, у нас був вже Крим, згадайте, у нас був остров Тузла, згадайте, у нас був президент Крима, який збіг в Москву. Тобто всі ці речі у нас були. І відкидувати сьогодні загрозу з боку Москви не треба, це однозначно. Разом з тим треба давати правильну оцінку, і це роблять військові саме з точки зору чисельності, саме з точки зору здатності, профессийной здатности российских сбройных сил. А есть ли вот какие-то реальные изменения у границ Украины? Вот до этого говорили, что 80 тысяч российских военных всегда находятся системно у границ. Потом стали говорить о том, что увеличилась численность до 92 тысяч. Зеленский, президент Украины, выступая в своем обращении, сказал, что более 100 тысяч. То есть есть ли действительно такие видимые, ощутимые изменения? Давайте хоча б візьмемо рік тому, у нас взагалі згадувалось 28 батальйонних тактичних груп. І чисельність була менше. Потім у нас була чисельність піднята вже в цьому році до 110 за часів вже минулого міністра оборони. Потім вона знизилась до 105, потім вона знизилась до 94, тому що на бойових картах було позначено саме так, і потім вже заява цього керівника ГУРу показала 92. Для мене основним показником є це не тільки кількість особового складу, а й кількість техніки. Тому що якщо брати, порівнювати всі ці процеси, то можна зрозуміти, що є, будемо казати, цікавий процес, який пов'язаний із неудокомплектуванням бойових підрозділів, з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що є в Криму вже, будемо казати, моменти, які пов'язані з передислокацією окремих підрозділів, чи то для навчань, чи то для проведення певної рекогностировки, які відносяться абсолютно до іншої армії Південного військового округу, не 22-го армійського корпусу, а саме інша армія, які були розташовані в Чечні і в Дагестані. Оце є таким тривожним елементом, який потрібно постійно відслідковувати і розуміти, чи це тенденція пов'язана з рекогностировкою, тоді є небезпека, чи та тенденція пов'язана просто з виведенням їх і ознайомленням, будемо казати, з майбутніми завданнями, це теж небезпека, або це, будемо казати, планові якісь стрельби чи навчання, які проводяться в рамках одного округу. Але це теж є певним сигналом, на який треба зважати. Тому всі ці речі, вони можуть відслідковуватись тільки в динаміці, розумієте? Так.
Пан Игорь, действительно, мы понимаем, что на протяжении 8 лет уже есть угроза полномасштабного вторжения России в Украину, она постоянно сохраняется, но тем не менее, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, почему-то именно сейчас очень активно наши западные партнеры и руководство Украины акцентируют на этом внимание. Если предположить теоретически самый худший вариант развития событий о том, что Россия нападает на Украину, начинается широкомасштабное вторжение, как вы оцениваете обороноспособность нашої країни? Зрозумійте правильно, багато чого потрібно, щоб було зроблено. Я вже тут не кажу про Збройні сили. Тому що Збройні сили – це вже кінцевий інститут цієї структури, яку ми називаємо сектор безпеки і оборони. Особливо важливо сьогодні не стільки Збройні сили, скільки все, що відноситься до економічного блоку держави, те, що забезпечує, підсилює Збройні сили, без чого Збройні сили просто не можуть існувати. І тут є просто безліч різних проблем, які, на жаль, на мій погляд, Кабінет міністрів України чомусь не вирішує. Я якось вже в ефірі, знаєте, казав, що у нас є дуже противоречиві речі. Коли у нас створюються реєстри для того, щоб покращити забезпечення Збройних сил, для того, щоб своєчасно можна було проводити закупівлі і інші речі в закритому форматі, але структура, яка відноситься до стратегічних підприємств держави, начебто вдруг нікому становиться не потрібна. І її просто кидають між економікою і між стратегпромом. В результаті вона не потрібна ні там, ні тут. Ясно, що Раді національної безпеки і тут треба розбиратися. Є багато речей пов'язаних, будемо казати, в системі переформатування, реформи самого Укроборонпрому. І це все важливо, тому що без цього сучасний воїн не зможе отримати сучасну зброю, не зможе підсилювати. А що стосується, як ви сказали, 8-й рік, то, на мій погляд, знаєте, всі ці проблеми, вони і раніше були. На них просто політичне керівництво або не звертало серйозну увагу, хоча б давайте згадайте 14-й рік, коли вже тоді, наприклад, така політична сила, як «Самопоміч» або Оксана Сироїд, як заступниця голови Верховної Ради України, казала про введення військового стану. Це ж не просто так воно з'явилося. Тобто сигнали вони були і раніше. Питання полягає в тому, наскільки адекватно політичне керівництво своєчасно на це реагує. І, на жаль, ми повинні констатувати факт, що економічна складова, яка підсилює Збройні сили, сьогодні в шаленому, будемо казати, боргу перед воїном, який сьогодні знаходиться на передовій. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чохсагло, що наше время і підключились к нам в ефір. Військовий експерт Ігор Козій був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, в случае, если все же Россия решится нападать на Украину в широкомасштабном виде, на кого мы можем рассчитывать? На чью помощь? Та тут іншого не дано, лише на себе. Я думаю, що буде загальна мобілізація, і там всі, хто здоровий, має якусь змогу захищати. Я думаю, що всі підуть. Ну, а вот если мы говорим про наших западных партнеров, если мы говорим об основном союзнике США, союзнике Украины США, вот насколько, на ваш взгляд, Соединенные Штаты Америки могут пойти до конца в помощи Украине, выстоять в этой конфронтации между Россией и Украиной, или же они все же ограничатся какими-то возможными полумерами на каком-то этапе, остановятся, будут договариваться с Россией в своих интересах, а именно в интересах противостояния с Китаем. Что говорила, в принципі, пані Юлія Смоловська. Я все ж таки не військовий експерт, але мені здається, що от якраз таки будь-хто з наших партнерів, він обмежиться просто військовою допомогою. Ніхто не буде допомагати своїй армії, тому що це буде означати прямий конфлікт з Російською Федерацією, що в принципі їм однозначно не потрібно. Ну тут вопрос просто в чому? Это буде постфактум или як превентивна мера зараз? Це дуже важливо. Це буде оперативно. Я думаю, що все ж таки хтось зможе оперативно, тому що, дивіться, у нас же не один партнер, тільки Сполучені Штати. Нам Британія достатньо потужно допомагає, вона дійсно найбільш різко, мабуть, з європейських країн реагує на поведінку Російської Федерації. І це говорить про те, що, в принципі, сценарій, який ми розглядаємо, про те, що говорять часто
експерти. Це те, про що прямої конфронтації з Російською Федерацією не буде. Україну просто допоможуть. Хто чим зможе, умовно кажучи. Хтось зброєю, хтось технологіями, хтось, можливо, якимись інформаційними засобами. Тому я думаю, що таке. Але дай Бог, щоб це, звичайно, сталося. Ну, с другой стороны, не выстоять в этой конфронтации для Соединенных Штатов Америки, для Европейского Союза, это удар лицом в грязь, разве нет? Вот это разве не имиджевая потеря, в том числе для Соединенных Штатов Америки? Я почему так говорю? Потому что за последние несколько лет Соединенные Штаты, можно сказать, проявили свою недееспособность в поддержке своих союзников. Во времена Дональда Трампа это была ситуация в Венесуэле, и во времена администрации Джозефа Байдена сейчас это ситуация в Афганистане. И сейчас, если Соединенные Штаты Америки позволят Путину поглотить Украину, то это как бы все. Ну, не Нет? те, щоб Для все. Соединенных Штатов в имиджевом плане, да и не только в имиджевом. А многие аналитики говорят о том, что на следующий же день Китай нападет на Тайвань. Цілком можливо. Дивіться, це вже такі достатньо глобальні футуристичні сценарії. Все ж таки, якщо повернутися в сьогодення, то можна констатувати, що дійсно світове співтовариство себе дискредитувало. В тому числі, от яскравий приклад, коли я був вперше вражений і я зрозумів, наскільки, в принципі, світ несправедливий, умовно. Да? Поїхали ми з певною, скажімо, місією на передок. Да? Тобто ми там були в Золотому, в Попасній, там ще ряд населених пунктів, умовно кажучи, ми там за 1,5 кілометри до зони вже, де почалися бойовики, ну, там їхня була база. Ми жили там, ми спілкувалися з людьми, і, в принципі, вся ця територія, мінні поля, постійно бачили, як їздять машини ОБСЄ. І крім того, ми, коли спілкувалися з людьми, вони розповідали, що ОБСЄ за великим рахунком нічого не робить. Вони нікуди не заходять, ну, мало що моніторять, тому що, бачите, їх там бойовики не пускають. І по факту, коли вже по телевізору це все дивились, то було просто неможливо це споглядати, тому що були заяви про те, що, бачите, ОБСЄ не може виконувати повноцінно свою функцію, тому що їх хтось кудись там не пускає. І тому мені стало зрозуміло, що на даному етапі ОБСЄ – це просто машинки, які катаються і по факту нічого не роблять. Тому що ті ж самі волонтери набагато більше допомагають армії, ніж міжнародна спільнота. Так от, продовжуючи цю тему, починаючи, знову ж таки, з моєї улюбленої теми Будапештського меморандуму, це вже перший крок був до того, наскільки колективна безпека не працює. Це вже був перший дзвіночок. Крім того, Крим – це другий дзвіночок, і Донбас – це третій дзвіночок, який говорить про те, що колективна безпека не працює. Давайте додамо ще ситуацію в Чорному морі з нашими моряками і російськими моряками. Це ще одна ситуація, при якій абсолютно там не можна сказати, що світ готовий до таких речей. Тому зараз це конкретний виклик всьому світовому співтовариству. І якраз тут роль України, на мою думку, абсолютно не перебільшена. Нам зараз потрібно брати і кожного висмикувати на цю ситуацію. Ось давайте робити саміт, давайте зустрічатися, європейські країни, США, інші світові партнери, і сідати ось тут, за 2 кілометри, умовно кажучи, від нашого кордону, щоб було видно там, я умовно, да, я було видно ті танки, які стоять на кордоні, і говорити, що робити далі. Шановні, в нас же скільки разів міжнародні партнери підвели. Далі, ми буфер в даній ситуації між Європою і Російською Федерацією. Якщо хтось цього не розуміє, давайте розкажемо вам про сценарій, як вам від цього буде гірше. Тобто ми маємо говорити про те, як для них відіб'ється ситуація, не дай Бог, прямої конфронтації України з Росією. Ми маємо цю тему піднімати постійно. А вже потім говорити про те, як нам допоможуть міжнародні партнери, хто стане на захист України і так далі. Крім нас з вами, ніхто Україну не захистить. Ну, Крима мало? Це не зрозуміло було? Що ще тоді потрібно було виходити і захищати Крим. Можливо, була б інша зовсім ситуація. На даному етапі, я думаю, що світ не готовий надати відповідь, як колективно захищатися. В тому числі і НАТО, воно не готове. Я предлагаю подключить сейчас к нашему эфиру Игоря Эйдмана, российского социолога и публициста, который с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Как там в Германии реагируют на
то, что мы видим у границ Украины, стягивание и концентрацию российского железа, передислокацию. Что говорят? Ну вот это уже довольно давнишняя история. Последние несколько недель в немецкой, в европейской, в международной, американской, в том числе прессе, постоянно циркулируются угрозы войны, угрозы вторжения очередного, военного наступления России против Украины. Довольно это все тревожно выглядит, и немецкая общественность, ну та часть, которая интересуется ситуацией на востоке Европы, которая вообще интересуется международными проблемами, она, конечно, существенно озабочена. Но надо сказать, что сейчас в Германии происходят параллельные, очень важные внутриполитические процессы. Сформировано, наконец, и скоро начнет работать новое правительство коалиционное. И, собственно, оно уже, я думаю, даст определенный ответ на эти угрозы. Я думаю, что это вполне возможно произойдет в ближайшие недели после его формирования. А вот как вы думаете, в случае возможного полномасштабного вторжения России в Украину, вот коллективный Запад, вот говоря таким дипломатическим языком, готов помочь Украине, и в чем может проявляться эта помощь? Я думаю, что, конечно, готов помочь. Я, честно могу сказать, я не верю в то, что сейчас Путин пойдет на широкомасштабное вторжение. С моей точки зрения, скорее шантаж. И ситуацию в Украине он пытается взорвать изнутри. И даже отвлекающий маневр. Потому что чем больше говорят о предстоящем там, не знаю, вторжении и захвате там, Харькова или Одессы, тем меньше понимают, что сейчас идет внутри Украины, в Киеве, да, гибридная война против украинских властей со стороны российской пятой колонны, российской агентуры, связанного с ним олигархата и так далее. И так далее. Но если мы говорим о том, что это какой-то шантаж, то с какой целью, чего тогда пытается, на ваш взгляд, добиться Путин? Возможно, каких-то политических преференций? Что это может быть? Ну, Путин, он как такой трудный, невротический, криминальный подросток. Да? Он пытается привлечь к себе внимание мира таким хулиганством. То есть ему очень как бы неприятно, да, что его Запад не воспринимает всерьез как какого-то важного игрока, с которым надо считаться. И он пытается всячески привлечь к себе внимание и всячески доказать Западу, что если вот вы не будете на меня обращать внимание, не будете со мной считаться, не будете на уступки определенные, то я вот могу все что угодно, вплоть до большой войны. И надо сказать, что такой шантаж проходит. Если мы вспомним первое вот такое недавнее, вернее, обострение такой военной истерии со стороны России и попытки, значит, тоже подвести войска к границе Украины и так далее, были весной. В результате Путин добился встречи с Байденом, который до этого с ним встречаться не собирался, называл его прямым преступником. А здесь он, значит, с этим же преступником пошел на встречу и не, что называется, побрезговал ручкаться. Естественно, что Путин был очень удовлетворен этим и ждал дальнейших уступок со стороны американцев. Но дальнейших уступок и дальнейшего внимания он не получил. Ах, подумал Путин, давай-ка я тогда повторю это шоу весеннее, но еще с большим, может быть, нагнетением какой-то угрозы, нагнетением чувства опасности у Запада. И вот как бы организовал эту всю историю, и мы слышим, опять Байден с ним собирается встречаться, и Меркель ему звонила, и так далее, и так далее. И опять он стал важной персоной. Но не кажется ли вам, что на это... Извините, я вас перебила. Не кажется ли вам, что на этот раз вот как раз Запад, в принципе, начал больше всего акцентировать на это внимание, чем, впрочем, чем было весной? Потому что все-таки, если сравнивать события весны и нынешние, то весной как бы это все делалось действительно очень демонстративно. Мы видели передвижение российских танков, военной техники, военных, да, и это везде публиковалось в различных неофициальных телеграм-каналах, средствах массовой информации, пропагандистские России. Это распространяли эту всю информацию и не только. А сейчас немного ситуация другая, и кажется, что даже более опасная, потому что делается все как-то скрытно. Ну нет, это секрет Полишинеля. Во всем уже как бы, во всех европейских, американских СМИ давно есть эта информация, есть карты, где указано, да, каким регионам Украины подводят войска Российской Федерации. В принципе, это такой секрет Полишинеля, безусловно. И российские власти, они
довольно вяло опровергает, что они подтаскивают войска. У них, правда, другая аргументация. Они настаивают на том, что это якобы украинская сторона готовит какое-то наступление. Да, на Донбасс. И они типа своих не сдают или что-то в этом роде. Вот. Так что я думаю, что здесь как бы ситуация не принципиально другая, но я вижу, что в последнее время очень усилилась вот работа российских, в том числе и пропагандистов, которых я мониторю регулярно, против Украины, против украинских властей. Они подрывают, пытаются подорвать фактически украинскую независимую государственность в лице существующих политических институтов, которые, нравятся они кому-то или нет, тем не менее они существуют, да, и других там нет институтов. Вот. И, собственно, эта работа проходит. И здесь, кстати, подвод войск, он может играть тоже и психологическую роль, именно не для прямого вторжения, дополнительного какого-то к имеющимся, а для психологического давления на украинскую политическую элиту и на украинское общество. То есть если им удастся, они это пытаются делать в зиме, расшатать ситуацию в Украине до каких-то массовых беспорядков, а потом украинские власти попытаются навести порядок, тут же начнется новый тур шантажа. Помните, как Путин говорил, что значит, впереди будут женщины и дети, а позади наши танки. То есть они начнут шантажировать украинские власти, что ах, вот так, если вы, значит, типа бедных протестующих там обижаете или пытаетесь как-то, значит, подавить какие-то беспорядки, то мы сейчас заступимся за людей, которых вы обижаете, да, что-то в этом роде. И, значит, будут шантажировать тогда интервенции. И с тем, чтобы парализовать волю к сопротивлению украинских властей. Так что это такие, как я считаю, эта операция гораздо хитрее, чем то, как ее описывают в международной прессе, то есть с какими-то ударами там, со стороны Беларуси, со стороны России, со стороны Черноморского флота. Я думаю, там она хитрее. Это именно операция гибридной войны, где подвод этих войск — это одна из эпизодов этой войны, и причем этот эпизод, возможно, не самый важный. И вместе с этим мы видим, как ключевым таким рычагом давления на Россию остается «Северный поток-2». И мы видим, как в Конгрессе Соединенных Штатов Америки сейчас разгорелась довольно острая такая дискуссия относительно того, вводить ли новые санкции против «Северного потока-2», вводить ли эти поправки в оборонный бюджет США. Сегодня правительство Германии обратилось в Конгресс отказаться от санкций против трубопровода российского. Как вы думаете, есть ли еще какие-то шансы вот оставить «Северный поток-2» вот на том этапе, на котором он сейчас находится, без сертификации и без запуска в эксплуатацию? Да, ну, во-первых, сертификация приостановлена, что, в общем, немаловажно. И, в общем-то, пока этот процесс ввода в действие этого потока, он заморожен. Многое будет зависеть и от нового немецкого правительства. В нем, как мы знаем, присутствует партия «Зеленых», которые категорически против Северного потока. И «Зеленые» обладают в этом правительстве, у них пост министра иностранных дел, да. Значит, и, собственно, еще в правительство входят свободные демократы, которые тоже выдвигали свои претензии к этому проекту. И они будут давить на социал-демократов, которые возглавляют правительство, я думаю, будут давить, чтобы этот проект был заморожен. И насколько это будет успешно, посмотрим. Дякую вам дуже, пане Игорю. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Эйдман был с нами на прямой связи, российский публицист и социолог. Пане Андрею, а есть ли действительно у нас какие-то шансы все еще остановить «Северный поток-2»? Или вже все потеряно? У нас точно немає. У нас залишається лише одне – це привертати увагу до проблем, які було до цього. Зараз ми бачимо, що, в принципі, вже все, що від нас залежало, відбулось. Тому я не бачу особисто перспектив якось там практично вплинути на його запуск. Дякую вам дуже, пане Андрію. Тьохсагуну, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Дякую. Андрей Кучер, политичный аналитик, был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь.
yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim, kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlarda ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar, ışık alsın, aydınlansın, kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler, kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip hasretine kavuşsun. Урал dağı, yoktur da hep yağı. Ural dağı, yoktur da hep yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı, yüreğim yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı, yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular, Tatar'nın malına. Huvanım anas sas yavrular, Tatar'nın malına. Biz haytırmız, siz ketersiz Ural'nın dağına. Biz haytırmız, siz ketersiz Ural'nın dağına. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых,
Она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгыла ТР телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеки бөлікні біз Қырымда тартылінде. Ала барамыз ве Қырымда юз берген махкемелерлі бағлы адисилерге адет ұзре бұл бөлікте бұл меселерні біз лаф етеміз ве яйнымызға қошылacak. Мұсафирлеріміз или біз Қырымдаки сонки репрессиялар ве оның тәфсилатларыны огренежекміз. Біздің яйнымызға қошылacak ватандашларымыз, семетешлеріміз берлікте. Ама оларына яйнымызға бағламаздан әвел мен да бір кере хатырлатам ке біз жанлы яйында чалышамыз. Біздерге телефон ашма имканына сайыпсыныз 067-63-46-130 Вайбер вастасы или бұны бедава шекелде керчеклештіре білесіңіз. Еді скайп адресімізні қоланыңыз atr.tv. Бұрыңыз біздерге телефон ачыңыз, айтмаға ифаде етмеге істегеніңіз фикерлер олса, біздерге телефон ачып, оларыны жанлы шекелде сеслендіре білесіңіз. Сізін сесіңіз біздер үшін ақиқатінде чоқ мұйым. Айны заманда АТР телеканалына ен маневи емде мадди дестекні керчеклештірмеге білесіңіз. Маневи жеттен біздің YouTube сайфемізге абоне олыңыз. Соның адресіні экранларыңызға режиссерларымыз базы вақытлары шығарады. Шымды көресіңіз. YouTubeға кіргенде АТР бойық латин арифлері или yazғанда біздің каналымыз чыға. Анда біз жанлы шекелде çalışамыз. Енді программаларымыздың ең мерақлы қысымларыны, бөліклеріні yüklейміз. О себептен нықыдар чух инсан біздерге біне олса, о қадар чух дегерлер де біздің информацион жебеде алы барған көрешімізге иссені қоша білелер. Ве мадейджеттен біздің патреонымызға абоне оларақ дестек көстере білесін. Соның линкіні де экранларыңызға режиссерларымыз базен чықара. Сонысе хаберлер шундан ибареттір, сайғылар қадашлар. Авропа шурасы инсан ақлары бойынша комиссар Дуня Миятович Қырымда юзберген сонки репрессиялар далғасына өзінің реакциясына білдірді ве дегеніне Корея Руси тезден тұтылған Қырым татарларыны азат етмелі ве Рус махкемелеріні о пек ажымасыз деп адландырды венің цитатасына бойлайтыла. Арешт і затримання великої групи кримських татар, у тому числі кількох журналістів, які мирно зібралися в Сімферополі минулого вівторка, щоб засвідчити звільнення з-під варти адвоката-правозахисника Едема Семідляєва, є останньою ланкою в ланцюзі репресій та переслідувань, спрямованих проти членів цього співтовариства. Це посилює картину переслідування кримсько-татарських правозахисників, активістів та журналістів, а також багатьох пересічних членів цієї групи, описану мені у численних та послідовних свідченнях членів кримсько-татарської спільноти та авторитетних правозахисних організацій. Ахвар Чалайджи, Лютфе Зудиева бізлешімді жанлы бағда бар, скайп вастасы Илья Лютфе ханым, селям алейкум. Алейкум селям, хайрлы акшамлар. Жумлемізге Лютфе ханым демек бүгін сізнен Қырымда юзберген сонки меселер ақында біраз тавсиятлы жалаф етмеге істейм. Сіз анда бұл адиселерінің эпицентрінде болынасыңыз деп айтмаға мүмкін. Кечкен афта жума күні ақшам біз алған хаберлерге көре Дилавер Меметов веда бір ватандашымызны тұтып 12 күнлік аписханеге ташлаған райжғалжелер. Іште бұл адисе насыл юзберді біздерге тавсиятларын тариф етіңіз, Лютфе. Gerçekten de bu haftada çok insanlarımız hapishanelerge düştü. Onlar şimdi hepsi Kırım'ın türlü şehirlerinde bulunalar. Mesela için 11 tane adam Yevpatoriya şehrinde, 10 tane adam Ahmetjit, Simferopol şehrinde ve Dilaver Memetov bizim şehrimizde, Cankoy şehrimizde
полюс бөлігінде апсханеде болуна. Біз 2 күн evvelsi олға бір-екі аш су керек урбаларны ебердік. Аллаға çok şükür cemaatimiz sağlam. Bütün апсханелерде olған балаларны бақмаға, мұқайт olmaға оларға тырышалар ве mesela üçün 2 күн evvel hem Ahmetçik'te hem Yevpatoriya'da olған балаларымызға yerli cemaat öyle beraber toplunyan передачалар yapқан. Yani bundan evvel biz tutulganlarını көрген едік, оларға қаршы мемори демек протоколлар тезілеп пара жазалары берілген еді. Енді есе бақтылар көрділер, менің аңлағаныма көре мына пара жазаларынан қорқытып оламайлар, енді тұтып 12 күнлік апискема атмаға башладылар. Чүнки менің білгеніме көре бұл давалар бойынша я пара жүремесі берілі, я да 12-14 суткаға қадар апис жазасы берілі дегілмі? Yani неге көре олар қарар берелер пара жүремесі бермеге, я да аписке ташламаға? Хақлысыңыз Гүлсім ханым, олар керчектен мына bu 2 yılнен insanlarını шынды урмаға десем йықмаға істейлер ве ең бірінші бірлігімізні, бір-бірімізге қол тұтқанымызны, мына bu бір-бірімізге sevgini yok etmek hareket ettiler. Mesela üçün Edem Semedliyevni karşılamağa 300'den ziyade insan toplandı. Elbette o insanlar hepsi şimdi polis bölüğüne düşmedi. Onlar zaten 30 adamını topladılar ama bu öyle bir nasıl aytayım? Bir işarettir onlar için cemaatimiz beraberlikte ve mahkemelerge, mına bu böyle görüşmelerge 8 yıl geçken son Kenne'de böyle beraber geleler. Bu sebepten onlar endi para cezasını olar beraber toplanyan berelер ve Kırım Tatarlar için bu korkunçlu değil dep. Endi bu sefer 21 dane emcelerimiz, ağalarımız, kardeşlerimiz için öyle men belesem bir taraftan ağır bir ceza ama başka taraftan öyle bir hakiki ahaylar için bir sınavdır. Çünkü bu ballar anda barganda onlar hazır ediler, çok sayıda ediler. Öyle duygularımız var, sanki bugün bizlerini tutacaklar dep. Mesela için Mustafa öyle aytkan edi, Server Çolakçık öyle aytkan edi. Çünkü onlar daha saat 6'da mesela için edem 7:30'da çıksa, onlar saat 6'da endi anda arabalarını getirdiler, avtobusunu getirdiler. Çok polis xadimleri andaydı. Biz endi anlaydık, ular hazırlanalar insanlarını bu yerde toplamağa ve alıp ketmege. Bu sebepten Allah'a çok şükür bizim oğlan kardeşlerimiz, emcelerimiz bu imtihanlarını ahaylar gibi geçe ve ular endi evlerine telefon açıp oldular. Bir-iki insanlar hepsi değil ama bir-iki insanlar bağlanıp oldular ve bütün cemaat'a selam ettiler. Ve aytalar hareketlerimizni to'xtatmayıq, inşallah Kenne'de böyle niyetnen, böyle bir-birimizge sevginen işimizni devam edeyik. Ya mına 21 kişini apishxonaga tashladılar, 10 kadını da tuttular menin bilgenime göre, hatta bir bala da bar edi galiba. Anda 2 bala bar edi dep yazgan edi Kırım Birdemlik Teşkilatı, ama Eralda mına kadınlarını da şimdi tutalar. Bu asılda Lütfi Hanım, siz takip etken sonki vaqtlara kelgen böyle bir tendensiya mı? Çünkü menim hatırlaganıma göre kütlevi şekilde kadınlarının tutulganını men şahsen çok görmegen edim. Ayrı kadınlarga böyle ayrı davalar açılaydı. Ama böyle kütlevi şekilde kadınların da tutup alıp ketkenlerini sadece sonki vaqtlara göremiz. Bu doğru mu? Bu sonki vaqtlara peyda olgan tendensiya değil mi?
Керчектен олар ойлы әрекетлерге бу йылда бірінші кере кечтілер, чүнки сонки сефер 2 йылы эвелсі біздің уминен берабер шерлерімізде туттылар, ама бу вақылардан сон 2 йыл кечті. Ве бізлерні тұтқан сон олар эпір еберділер, жамаат топланды, ве олар бізлерні еберділер. Бу сефер олар апайларны туттылар, ве олардан 5 танесini asılda mahkemegeci, gelecek күнгеji mahkemegeci оларын polis bölügünde kaldırdılar. Asılda yibermediler evge. Olar tek esli başlı apayların evge yiberdiler. Çünkü olar endi оларын yaşı layık degil dep, emde bir-iki oğlanları, оларын soylары hareket ettiler, hem advokatlar çalıştılar. Bu sebepten olarını yiberdiler, kalganlarını hepsini yeci anda kaldırdılar. Ve siz haklısınız, bu birinci kere öyle Kırım'da vakıya olgan edi ve biz şimdi baya bu mevzunen uğraşamız. Çünkü men eminim biz bunu kaldırsak, керек şekilde dikkatini çekmesek, olar öyle hareketlerini daha tekrarlayacaklar. Çünkü olar anlaylar Müslüman kadın için bu nasıl aytayım? Akaret. Akaret ve akaylar için ağır bir imtihandır. Çünkü mesela için bir insanın apayı oların elinde olsa, o azbarda, o vakitte azbarda tursa, bir şey yapıp olamasa elbette bu hem kadın hem erkek için ağır bir imtihandır. Ve men belesem olar bu şeylerini anlap, şimdi nasıl aytayım, bizim sabırımızı olar öyle sınavlaylar öz tarafından. Ama apaylarımız çok şükür, olarnen hepsinden çıkan son laf ettik. Özlerini pek katı tuttular. Olar anlaylar ne için bu vakalar oldular. Anda da olarnen baya laf etip, onların hatalarını anlatmağa tırıştılar. Ve inşallah bu bizim cesur kadınlarımızı toxtatmaz. Ya, mına Lütfi Hanım bilesizden ne soramağa istedim aslında. Mına bu kadınlarga yapkan faaliyetler neticesinde işgalciler tarafından buna bir reaksiya göstermeli dep ayttınız yukarıda. Katinde şimdi bunu ne yapmağa mümkün? Yani kadınlarga bile endi işgalciler bu gibi hareketlerini başlayacak olsa endi sonunu düşünmege bile istemeyim da ne yapabilirler dep. Yani şimdilik reaksiyаны göstermeli dep aytasız. Nasıl şekilde bunu ne yapmağa planlaştırasız? En birinciden bizim halkımız öz narazılığını көрсетecek ve elbette öz narazılığını tek evde değil, mesela için içtimai bağlarda ya da camilerde, hutbelerde bu mevzunu ko'terib bir-birinden laf etip bu vakaların toxtatmağa gerekler. Bu birinciden. İkinciden biz şimdi baya bir teşkilatlarından bağlandık. Tek Ukrayna'da değil, dünya türlü memleketlerde teşkilatlarından bağlandık ve bu mevzunu ko'teremiz. Aslında bir balaban bir отчет hazırladık ve bu nasıl olarından davrandılar, ne oldu dep herkesge anlatmağa tırışamız. Demek ki onlar da bir reaksiya gibi bir şey bersinler. Çünkü mesela için kadınlar aytkanına göre olarga anda bir kursu bile bermediler. Mesela için bir oda içine kırgızdılar kadınlarımızı. Olar birkaç saat ayak üstünde durdular. 58 yaşında, 60 yaşında apalar birkaç saat ayak üstünde durdular. Son bir tanesi aytkan eken, ya sizin analarınız da var. Utanmaysızım, siz akay kişisiniz. Hiç olmasa mına bu bir boş oda içinde 2 tane kursu verseniz, ya sizge ne olur, siz insan değilsiniz mi dep öyle laf etken son olarga o 2 kursunu getirdiler ve olar sıranen ekşer tane oturup abule geceni geçirdiler. Başka kadınlar aytalar, mesela için ne adam akıllı namaz okup olamadım çünkü her yer kirliydi. Ne adam akıllı abdest alıp olamadım. Aşatmadılar olarını. Ne aş ne su bermediler. Mında sizge bir
столовая яда ресторан дегил деп ойле мыскылап кадынларыбыздан лаф еттилер. Демек мен белесем böyle вакыяларны mutlaka biz bütün halkımızdan dikkat çekip tarif etmege gerekmez ve anlatmaga gerekmez. Öbesiz. Ya mına Lütfiye Hanım, demek ki şimdi nasıl düşünüyorsunuz? Eğer bir mahkeme olğanı vakit ve mahkeme binaları o güne toplaşkanı vakit, yani bu gibi hareketlerini yapmağa devam edecekler mi işgalciler tamamıyla herkesini bu gibi represiyalarga mı uğratmağa planlaştıralar? Yani nasıl olacak sizin fikrinizce? Asıl da Rusya'nın başka yerlerinde olar çoktan endi mana bu halk sesini, halk birligini bastırdılar. Kırım Tatarlarından olar 7-8 yıldan belli talaşalar ama çok şükür men evvelden aytkanıma gibi halkımız sağlam ve bir şeyge bakmazdan olar birligini gösterirler ve mana bu siyasi mabuslerge ve onların korantalarına hol tutalar. Ve men belesem olar öyle hareketlerini devam edecekler ama bir sınırgaca kadar. Eğer olar anlasalar, mana bu vakalar bizlerini korkutmay, toxtatmay ve hareketimiz epir devam eti, olar anlayacaklar, bu da bir işlemegen bir usuldur dep onu taşlayacaklar. Ama biz bugün bu böyle hareketlerden korkup, susup evlerimizge kirip otursak, gelecek sefer çıkmasak, ana o korantalarını, mabuslerini, özlerini kaldırsa, demek ki olar kuanacaklar, biz maksadımızga yettik dep. Bu sebepten men bütün halkıma aytmaga isteyim, olarga öyle kuvvanç imkanını vermeyik, beraber olayık, bir-birimizge kol tutayık, bir şeyge bakmazdan siyasi mabuslerimizge yardım eteyik. İnşallah bu günler geçer ve bu bütün ağır imtihanlardan biz beraberlikte geçermiz. Amin. Ya Lütfiye Hanım, mına sizin fikrinizce mahkeme binası o güne çıkmakның esas maksadı bu birligimizni göstermek mi? Ya da eğer ki daha çok insanlar çıksa, mına sadece er vakit çıkan 10, 20, 30 kişi ya da siyasi mabuslerinin akrabalarından gayrı umumen alganda çok fazla binlerce insan çıksa bu kararının değiştirilüvüne yardım edebilir mi? Elbette birinciden bu mahkemenin yanına insanlar gelseler, toplansalar, hem karar çıkargan insanlar, hem mına bu polis hadimleri en azından onların başlarına bir fikir kirecek. Ya bu insan gerçekten bir nasıl aytayım, bir terörist, ekstremist ya diversant gibi bir adam olsa o kadar insan mında toplanır mı dep hiç olmasa öyle sualler peyda olacak. Bu birinciden. İkinciden biz böyle beraber olganımızdan tek Kırım'da değil bütün dünyaya gösteremiz. Biz bu sözlerden, bu iftiralardan razı değiliz ve biz öz insanlarımızla horçalayımız ve onlara yardım etmeye hareket edemiz. Ve üçüncüden, mına bu represiyalarını toxtatmak tek bir çaresi var. Eğer bu devlet Kırım'dan çıksa birinciden ve ikinciden bu devlet anlasa bu halkını yıkmak mümkün değildir. Bu halkını küçü o yufacık olsa da ama küçü o kadar terin ki ve tamirleri o kadar terin ki öyle hareketlerini biz onlarını toxtatıp olamamız dep eğer biz onların başlarına öyle bir fikir sındırsamız inşallah halkımız yener. Ve bunun beraberlikte daha soramağa istegenim birkaç mesele var. Mına keçenleri özünün Facebook sayfasında sizge yakın tanış olgan faal Elmas Hanım Kırımlı böyle bir flashmob aksiya başlatkanı hakkında ilan berdi. Serbest mektubu, men yanlışmasam böyle adlandırılgan. İşte siyasi mabuslerge mektup yazma meselesi etrafında böyle bir teşebbüs. Sizin malumatlarınız aslında neden ibaret? Mına nasıl bu teşebbüste iştirak etmege asıl da mümkün ve maksat nedir? Elmas Hanım
ичтимай багында хабар етті ве бутун тек активистлер дегіл, тек mesela üçün siyasi mahbusların korantалары дегіл, butun halkımız bu flashmobda iştirak etip olur. Buğa addi bir şeyler gerek. Birinciden mektup yazmak. Nasıl mesela üçün Nariman Celal yakında yazdı. Ana pek çok satırlar yazmaya gerekmiyor. En azından 4-3 satır ama bu insanın yüreğini kızdıra. Ve ikinciden bu mektubunu resmini çıkarıp ya da Facebook ya da başka içtimai bağlarda yerleştirip bu hashtag'ını serbest mektubu yazıp öyle öz dostlarga, öz tanışlarına bu flashmobda iştirak etmege davet etmelimiz. Yani мына ералда почтанен саяси mahbuslarga bu mektuplarini yollamak degildi, ijtimai ağlarda olarını yerleştirmek maksatınlağanma göre degilmi? Elbette hem почтанен olar yollayacaklar çünkü en esas maksadı bu birinciden insan özü Mına bu siyasi mahbus bu mektubunu alıp özü okusa, bu birinci maksat. Elbette bu mektup yollanacak. Ama ondan gayrı insan mesela için mına bu şeyge, mına bu hareketke başka insanlarını davet etse, onların davetsligi olur. Bekim de onların haberleri yok. Bekim de onlar nasıl bu şeyini yapmağa bilmiyorlar. Çünkü çok insanlar mesela için sorarlar. Anlatınız, kayda yazayık, nasıl yazayık. Demek ki ne vakit insan öyle bir yol gösterir, başka insanlar için bu güzel bir misal. Ve daha şunu soracak edim Lütfiye Hanım, sonki mesele Milli Hareket iştirakçımız Rustem Hüseyinov hakkında da birkaç sualim var. Bu meseleni herhalde takip ettiğimiz vatandaşlarımızın da haberdar olması için belki sizde tavsiyatlıca malumatlar vardır. Zira geçken hafta işte Rustem Bey Hüseyinov'un evini kanunsuzca işgalciler yıktı ve o zat hastahanede bulunaydı o vakitte. Şimdi sonki haberler asıl da neden ibaret bir halk tarafından bir yardımga belki çağıruf aksiyası başlatıldı. Belki de sizin malumatlarınız var, buyurunuz. Rustem ağanen Cuma ertesi günü biz hastahanede görüştük. Afsuski 24 noyabr'de ne vakit onu evini yıktılar biz yanında olamadık çünkü bu konu pek çok mahkemeler geçeydi. Mına bu tutulgan insanlarını mahkemelerge getirdiler ama Cuma ertesi günü görüştük ve sağlığı bir karar ama o da pek nasıl aytayım da gönül tarafından, yürek tarafından güçlü ama beden tarafından daha zayıftır. Çünkü birinciden pek balaban stres yaşadı. İkinciden onun pneumoniyası var ve pek hasta. Bu sebepten hala da hastahanede buluna ama nege biz şaştık. Bir şeyge bakmazdan kene de anau alıngan evinin toprağına kaytmağa niyetini bizge aytты. Aytты, men bu hastahaneden çıkacağım. O yerde kene palatka koyacağım ve kene o yerde yaşayacağım. Doğrusunu aytganda men onu dinlep şaştım. Çünkü bir şeyge bakmazdan bu insan öz kureyişini devam etmege aves eti ve yaşına bakmazdan öyle güçlü bir devlet o günde olganı bakmazdan bu insanımız, hürmetli insanımız kureyişmege tırışa. Herkesge pek sıcak selamlar aytты. Asılda biz onun selamını yazdık ve gösterdik cemaatga. O da aytты, eğer biz beraber olsak, eğer birbirimizge yardım etsek, inşallah mına bu kara ağır günlerini geçirermiz ve mutlaka başka günlerini görermiz dep bizlerin de yüreklerimizni koterdi. Çok sağ olunuz.
Endi Yardım. yardım için endi bir-iki faal aktivistler Facebook sayfalarında yanlışmasam RNKB bank kartalarını yerleştirdiler. İnşallah onu tapmağa mümkün ya da Elmas Kırımlı'ndan bağlanıp ya da Ruslan Lumanov'dan bağlanıp ve onlar para toplap başladılar. İnşallah biz de bu hareketlerge mutlaka koşulacağız ve gerek olsa yanıdan Rustem Ağa için küçük bir evçik kuracağız. Eminim biz bu bütün halkımızdan inşallah tez vakitte bu maksatка yetermiz. En azından birbirimizni kaldırayık ve dikkat edeyik. İnşallah. Çok sağ olun Lütfiye Hanım, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizge. Qorçalayıcı ve Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın koordinatoru Lütfiye Zudiyeva bizle canlı bağda edi. Men hatırlatam ki geçken hafta işgalciler kanunsuzca Milli Hareket veteranı Rustem Ağa Hüseyinov'nun hapsxorda yerleşken evini yıktı. Malum olğanı ki bundan evvel işgalcilerinin mahkemesi bu evinin kurulğanı toprak belediyege ait olğanı ile bağlı kararını çıkargan edi. Rustem Ağa Hüseyinov bu kararga özünün şikayetini berdi ama şikayetinin bakılmasını beklemezden işgalciler ekskavatorlarını getirip evini yıktılar. Yani bu kanunsuzca yapılgan bir harekettir. En azından işgalcilerin şikayet mahkemesinin bakılmasını beklemesi mecbur ediler ama işgalcilerin zaten en baştan çıkargan kararı, apellasyon davanın çıkaracak kararı ile çok farklanmaması ve hatta farklanmaması sebebinden onlar bu kararının bakılmasını bile beklemediler ve Milli Hareket iştirakçımızın yaşaganı, evinde bulunganı, sıcak evini alıp gün içinde yıktılar. Rustem Ağa Hüseyinov o an hastahanede buluna edi. Hastalanğanı sebebinden bu haberini alğandan sonra tezden özünün evi civarına barıp keldi ve Kennedy bundan sonra yaramağanı sebebinden şekeri ve kan basımı kötürülgeni sebebinden hastahanege ilk yardım arabası ile ketmek mecburiyetinde kaldı. Yani görgenimizge göre işgalcilerinin zulüm, hakaret, adaletsizlik ve represiyaları çeşitli formalarda devam etti ve ne yazık ki yekünlenmemekte ve görgenimizge göre Kırım işgalden kurtarılmaganca toxtamayacaktır. Rustem Kamilov bizle şimdi canlı bağda advokat kelini son selamlar. Telefon vasıtasıyla bizle bağlandı. Rustem Ağa, selamu aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Rustem, ne yapıyorsunuz, yaxşısınız? Elhamdülillah, sağ olun. Sizni eşittik, daha yaxşı olduk. Sizden haberlerini de eşitmege isteredik. Çünkü mana şimdi Lütfiye Hanım'la laf ettik. Bizim vatandaşlarımızın kene hapishanege tuşkenini ama sizde advokat ve imayıcı olarak da tavsiyatlar vardır. Hususan Dilaver Bey Mehmetov ve onun yanında olan da bir vatandaşımızını 12 günlük hapishanege taşladılar da Cuma günü akşam. Buna tavsiyatlarını bizlerge tarif etiniz. Benim bilgenime göre Dilaver Mehmetov'un imayıcısı annensiz olasız. Evet. В пятницу вечером я выехал для того, чтобы защищать Дилявера Меметова в Центральном районном суде, но по прибытию нам сказали, что суд переносится на субботу на 10 часов утра. Ожидаемо мы увидели судью Можелянского, который вел этот процесс. В 10 часов утра он приехал. Как ни странно, без опозданий, все было хорошо. В этом отношении Дилявера тоже привезли именно к этому времени. Вот, мы зашли в процесс. В процессе, естественно, все ходатайства, которые были заявлены стороной защиты, Можелянский отклонил. Вот, буквально дал нам 5 минут для того, чтобы отфотографировать дело. Вот. Единственное, после того, как я сказал, что вы нам практически не даете ознакомиться с делом, даже видео смотреть, он поставил видео там, где Диляверу подходит сотрудник полиции вечером 23 ноября и говорит о том, что якобы здесь собираться нельзя возле ИВС, когда Семидляева и Эдема встречали. Вот, а Дилявер был в маске и так далее. Ну, естественно, они
сказали о том, что это несанкционированное мероприятие. Вот, Делавер после предупреждения, естественно, начал уходить. И мы это в суде подтвердили. Единственное, вот эту позицию Делавер оговорил. Ну, как мы предполагали и ожидали, что ему вынесут административный штраф. Вот. И административный штраф, я оговорился, административный арест. Но судья просто в суде сказал, когда выносил решение, он сказал, вам назначен административный штраф в виде административного ареста. Ну, как бы вот так вот иронично или цинично, я не знаю. Вот. Таким образом, Делавер утром, вот у нас заседание продлилось минут 15, это самое много, наверное, с ознакомлением минут 20. И вот таким образом ему дали 12 суток. Вот. И что тенденциозно, и мы видим, что все те ребята, которым дали по 12 суток, которые пришли встречать Эдема Семидляева, вот, то есть Эдем Семидляев отсидел 12 суток, и всем этим ребятам практически дали по 12 суток ареста. То есть это в отместку, да, так скажем, за позицию, за активность, за то, что не оставляют, за то, что поддерживают. Вот. И до сих пор, вот сегодня даже находясь возле Крымского гарнизонного военного суда, где проходит апелляционное рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и наших ребят, которые политзаключенными являются, это группа, Бахчисарайская группа вторая, где Сервер Мустафаев и компания, в общем. Вот, и ребята. Там тоже до сих пор вот, привозят автобусы, стоят, дежурят автомобили разные. Вот, то есть таким образом не дают людям собраться мирно, не нарушая никакое законодательство, вот таким образом выражать свою поддержку. То есть вот эта картинка не нужна. Поэтому, и, естественно, за вот эти все позиции сегодня стараются ударить побольнее, арестовать, посадить. И, как мы сказали, было давление на женщин, когда 4 женщин задержали, вот, и держали более суток, так скажем, в изоляторах, вот в этих комнатах для административно задержанных, они так называются. Вот. И, соответственно, Делавера Меметова также продержали, вот его когда вечером в пятницу задерживали, вот, и утром он уехал, в общем. Мы знаем, что он сидит, отбывает этот срок незаконный в изоляторе временного содержания или в Джанкойском. Вот. И, естественно, там передачки, все делают. Первое, необходимую одежду, еду, там кнопочный телефон, все это мы ему передали, ручки, книги, чтобы он попросил. В общем, родители и мама, и брат Делавера, они были готовы к этому, потому что раз было задержание, мы говорили о том, что надо быть готовым к тому, что дадут арест. Я Рустам Бey, шуну сұрайжақ едім, мына 31 кишini туттылар, олар сырасында 10 қадын, sonra Делавер Меметовны вида бір чоғдигерлеріні. Мына қады махкемеде неге көре қарар чықара, кімге пара жазасы берілмелі, кімгіні аписке ташламалы? Yani bu nasıl belgeleni aslında işgalci kadılar tarafından bu kararının seviyesi? Ну, здесь, я думаю, руководствуются тем, что сверху спускается. Вот. Это лично мое мнение. По-другому я это не расцениваю. Вот. Потому что у всех то, что статья 20.2.2, часть 1, это участие в мероприятии. Да? Вот этот вот момент именно подчеркивает то, что сегодня здесь не нужно собираться. Вот, не нужно собираться возле судов, не нужно собираться просто мирно вот так вот. К вам применят законодательство любое. И, естественно, здесь больше, наверное, то, что женщин все-таки пока вот так вот наказали, но имейте в виду и учтите, что мы женщин также административно задержим.
и посадим на определенные сутки. То есть это неоднозначный намек, да, это прямое, так скажем, указка для того, чтобы, так скажем, сбить вот это все и вот эту активность у людей, чтобы боялись, чтобы не выходили, естественно. Ну и завтра, конечно же, и к обыскам, чтобы не приходили, потому что мы знаем практику, когда в 2016-2017 году проводили именно такую практику, когда возле домов обысков вот тоже по этой же статье привлекали людей к административной ответственности, и мы также рассматривали их пачками, так скажем, в судах, и в Бахчисарае это было, и в Симферополе, и так далее. Поэтому здесь момент вот этот. Я мына да шуны сұрайчақ едім, Рустем аға. Асылында мына біз көреміз, шымды işgalciler bu яны усулны ішлеп чықарды ижад деп айтмаға мүмкін. Демек, Mahkeme binası o güne kelgenlerini tutalar, sonra olarını korçalamaya kelgen advokatlarını tutalar, sonra advokatını destek etmeye kelgen vatandaşlarını tutalar ve vatandaşlar, yani böyle zincir gibi peyda oldu şimdi bu represiyalar dalgası ve ne kadar sizin fikrinizce böyle devam edecek? Yani onların maksadı ne? Asıl da hiç kimsenin bir yerge gelmemesi, tutulganlarını hiç kimsenin korçalamaması, yani maksat ne diye bunun? Да, конечно, это можно утвердительно говорить о том, что это все направлено на подавление любой активности. Мы об этом уже говорим давно. Вот, и это, ну, как скажем, не новый метод, это старый метод. Просто сейчас он вот так вот в виде цепи уже как бы сформировался, да, и стараются вот таким образом подавить и запугать и так далее. Вот, мы это наблюдаем давно, то есть бахчисарайские события возле, как скажем, обысков, я вот напомню еще раз, вот, это вот та череда, просто было какое-то маленькое затишье, не делалось, а вот сейчас оно снова начало набирать обороты вот такие, и мы это видим, и возле судов, когда подгоняют, стоят полицейские, вот, сотрудники в штатском ходят, оперуполномоченные, вот, и стоит автобус, могут подогнать автозак и так далее, да, то есть, ну, это вот тот же метод, просто они его начали активно использовать для того, чтобы, естественно, запугать, чтобы люди не поддерживали, чтобы боялись выходить из домов, и, естественно, завтра, когда будут обыски проходить, например, в каких-то поселениях, я не удивлюсь, если будут также задерживать и вменять организацию там мероприятия или просто участие в мероприятии вот таком вот говорить, что нельзя этого делать и так далее. Вот, хотя нормы, вот, те, которые антиковидные как бы приняты, они не соблюдаются практически нигде. Да, то есть мы видим это именно репрессивный каток, который он движется дальше. И, ну, Аллаха и монет, как говорится, иншаллах, будем продолжать мы в таком же духе, в том, что освещать и показывать свою мирную ненасильственную борьбу, показывать миру, что на сегодняшний день в отношении нашего народа, мусульманского нашего народа, крымско-татарского, проводятся различного рода вот такие вот репрессии, ущемление прав. Вот, всячески пытаются показать, что ты бесправен на своей земле здесь, и ничего ты не стоишь, твое слово. Вот, когда тебе в судах затыкают судьи, не дают слова сказать. Вот, то есть мы понимаем, что это все целенаправленные акции. Ya mına Rüstem Bey de şunu soracak idim. Mına bularını hepsi korkutup için yapalar desiniz de, siz de bu imayiciler sırasında sizge de aynen bu gibi hareket yapılacağından korkmaysınız mı? Нет, конечно. Как мы говорим, нас научили, кроме Аллаха, никого не бояться в этом мире. Все в этом мире относительное. И я хочу сказать, что сегодня есть вот эта черная полоса, но эта черная полоса, она проходящая. Как плохое, да? Я имею в виду о плохом. Оно проходящее, и настанут хорошие времена, и будет все хорошо, конечно же.
И, естественно, в отношении себя есть определенные посылы, так скажем, и намеки определенные, но я твердо убежден, я понимаю, на чем я стою и на какой я стороне. Вот, поэтому бояться не нужно, нужно поддерживать друг друга. Я всегда об этом говорю. Нужно поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Забывать все свои обиды, забывать все свои какие-то распри, возможно, вот, и поддерживать настолько, насколько ты можешь. Чем можешь, тем и поддерживаешь. Словом. Кто может, вот сейчас стартовал марафон. Люди по 10 рублей дают, да, то есть на то, чтобы погашать вот эти штрафы, которые вменили людям ни за что, которые пришли просто выразить свою поддержку человеку. Вот. И кто-то может как-то по-другому помогать. Пусть каждый сам для себя определяет эту нишу и делает от себя зависящее настолько, насколько может. Пока, как в песне сказано нашей, «Юмрух киби олмах керекмес, дав киби турмах керекмес, иншалла». Onun için boş işe esas bu. Boş işe emniyet vermek gerek. Korantalarda her yerde boş işlerini anlamak gerek. Şüphesiz. Çok sağ olun Rüstem ağa, bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için. Teşekkürler. Allah razı olsun. Рустем Камилев, адвокат, имеючи bizle canlı bağda eddi. Sevgili arkadaşlar, bu bölükünü yekünlemizden evvel de bir kaç dakikamız var. Men de bir kaç şeyden sizlerine haberdar etmege isteyim. Malum alğanı gibi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy geçken haftanın sonunda bergen pres konferensiyasında aytkanına göre o siyasi mabüslerinin cedvellerini bundan evvel Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bergen edi ve aytkanına göre bu pres konferensiya da endi Recep Tayyip Erdoğan bu cedvellerini Vladimir Putin'ge bergen, onun Sochi'de gerçekleştirgen konuşuvu vakitinde ve endi sual sadece tura Putin Recep Tayyip Erdoğan'ın bergen bu cedvellerine hangi bir cevap verecek ve siyasi mabuslerimizin azat etülüvünde Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü nasıl olacak ve o kenede Putin'ge bu konuşuvde ve şahsen bu meselede bir şekilde tesir etip oldu mu? Bunu sadece biz olabilecek hareketlerge bakar eken de anlayabilecekmiz. Yani siyasi mabuslerimizden azat etülüvü gerçekleşse o vakit anlayabilecekmiz. Şimdi ise sadece umutlar beslemek mümkün dep aytmağa mümkün sevgili arkadaşlar. Zira görgenimizge göre siyasi mabuslarının azat etülüvü meselesinin anahtarı ne yazık ki Kreml'de buluna, Putin'de buluna ve onun şahsi siyasi iradesinde ve isteginde buluna ne yazık ki vaziyet böyle. Ama bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da böyle bir meraklı beyanat seslendirdi. Degenine göre o Ukrayna ve Rusya arasında yüz bergen bu gerginlik vaziyette aracı olmağa hazır eken, yani посредник dep aytalar Rusça ve onun statusında böyle sözler var. Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. İşte bu ve diğer meselelerini bizde yayınımızda teşrif buyuracak ve koşulacak misafirler ile müzakere edecekmiz. Şimdi ise men küçük bir teneffüs ilan ettim. Aman 5 dakikadan sonra TR telekanalına Zaman informasyon programması devam edecek. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmiz ve studiyamızga teşrif buyuracak misafirler ile sonki aktual meselelerini müzakere edecekmiz. Hatırlayın olsun. Görüşkence. Derенdir denizin suvunda kayık.
Не güzel adasın, mақтауға лайық. Yüksектір dağların, serindir avan. Білмейм, не вақыт, бақылыр даван. Савар ма туманым, башында чатырдақ. Көрер ма окунны, менің башым сақ. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университеттерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalışты. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile бераберлікте Ветан Хадимы намында газета шығардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Газпралы тарафындан шығарылған Терджиман газетасында çalışы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Sonra Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарирі oldu. Sonra o Ахмеджит шерінде Millet деп adlandırılған газета нешір етті ve aynı zamanda Қырым Milli Құрылтай рейсі вазифесінде bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmaq ile beraberlikte em yazıcı, em dramaturg, em de acayip edebi tercüman еді. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alğa kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alğa kaldık piyesasından küçük bir parça. Сейдбек, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. И да, еще будет 2 зубных щетки, вот такие необычные. Обычный по 34 рубля. Засоби гігієни, харчі та постільна білизна. Кримські татари передали необхідні речі до ізоляторів тимчасового тримання у Сімферополі та Євпаторії. Окупанти запроторили туди 21 кримського татарина, які минулого тижня прийшли до стін Сімферопольського ізолятора, щоб зустріти на волі адвоката Едема Сімідляєва. Люди обурені такою несправедливістю.
Собираются на остановке, заполняют тротуары в ожидании маршрутки, мешая пешеходам. Это почему-то не смущает правоохранительные органы. А когда крымские татары пришли встретить своего защитника, того человека, который, можно сказать, всю свою жизнь посвящает защите политических заключенных в Крыму, и не только крымских татар, это почему-то правоохранителям показалось противозаконным. І це возмущає. Гроші на найнеобхідніше для бранців традиційно збирали усім народом. Я считаю, что данная поддержка как семей политзаключенных, так и ребят, отбывающих административные сроки и уголовные сроки, необходимо для того, чтобы семьи не оставались один на один, и с тем самым, чтобы в народе процветала и шла народная поддержка друг друга. Только мы услышали, что их задержали, привезли в город Евпаторию, в ВВС. Мы сразу от местных джимат отозвались, чтобы привезти им продукты питания, там, средства гигиены. Иншаллах, и дальше на оставшийся срок будем стараться подвозить им все необходимое. Еміне Сейдалієва приїхала до Євпаторії, щоб побачити затриманого окупантами чоловіка Мустафу. Майже тиждень з моменту затримання з ним немає зв'язку. Я хотела ему дозвониться, а все это время никак не разрешали. Я дозвонила, чтобы он позвонил, сказали, не знаю, дадут ему звонок или нет. Сегодня я специально приехала как передачу сделать, также и с ним встретиться. Сказали, что выходной, и встречи нам не дадут, но другой день могут дать. Заявление если напишем. Но так я его не увидела и не знаю, как там, что он. Полное нарушение прав человека, полное нарушение коренных жителей. Это продолжаются репрессии против нашего народа. Как они шли, так они и продолжаются по сегодняшний день. Видно, что народное единство, наш джимат един. И несмотря на любые трудности, мы сегодня продолжаем поддерживать друг друга. И мы не сомневаемся, что после каждой тягости непременно приходит облегчение, иншаллах. Саламус Аллах разлосын тем, кто участвует, иншаллах. А тем, которые сегодня оказались в такой ситуации, я желаю, и все братья желают, сабра, крепкого сабра, проявления терпения. Иншаллах, это тоже когда-то закончится. Увечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Сімідляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів, а 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. Російські окупанти учинили один обстріл у лавах українського війська без втрат. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, у неділю ворог бив з 82-мм мінометів по оборонцях Південного. Натомість дістав відповідь вогнем, але зранку понеділка знову фіксуються обстріли. В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Кількість активних випадків ковіду продовжує знижуватись. Минулої доби на материковій частині України виявили ще 5804 пацієнти з ковідом. Водночас одужали більше 10 тисяч українців, а 297 пішли з життя від ускладнень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначив, що захворюваність падає третій тиждень. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 22%. Госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість ковідних пацієнтів зменшилась на 14%.
За даними Віктора Ляшка, новий штам коронавірусу Омікрон не виявлено на території нашої країни. Він заявив, що в Україні діє система моніторингу поширення штамів ковіду. Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі. Основна маса нових штамів з'являється в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. Південно-Африканська Республіка – найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування. Проте новий штам знайшов розвиток у всіх її сусідніх, менш спроможних країнах. Дещо знизилися темпи захворюваності і в Криму. За підрахунками окупаційної влади, у неділю додалося ще 690 пацієнтів з ковідом. 31 людина померла внаслідок хвороби. Через коронавірус окупаційна влада Севастополя відмовилася від новорічних гулянь. Там скасували урочисте відкриття міської ялинки та святковий концерт. Новий штам коронавірусу під назвою Омікрон шириться світом. 13 випадків виявили у Нідерландах, по 2 у Данії та Австралії. Водночас дедалі більше країн повертають карантинні обмеження та закриваються від іноземних мандрівників. У Нідерландах міністр охорони здоров'я сказав, що 13 випадків виявили серед пасажирів 2 рейсів, які прибули з Південно-Африканської Республіки до Амстердаму у п'ятницю. Загалом серед понад 600 пасажирів цих рейсів виявили близько 60 хворих на ковід. Новий штам уперше було знайдено у ПАР. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Омікрон варіантом, який викликає занепокоєння. Є побоювання, що цей штам стійкий до нинішніх вакцин. Він також потенційно заразніший. Втім, експерти поки не впевнені, що він спричиняє важкі випадки захворювання. Глава медичної асоціації ПАР каже, що поки що симптоми помірні. Поки немає приводів для паніки, важких пацієнтів не виявили. Це може змінитися в майбутньому, але галас, який створюють ЗМІ по всьому світу, не відповідає клінічній картині. Глава Єврокомісії, коментуючи новий штам, закликала усіх продовжувати вакцинацію. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Головний пріоритет – соціальна дистанція, скорочення контактів, а також максимальна вакцинація та ревакцинація. Тим часом глава американської компанії Moderna каже, що нова вакцина від Омікрон швидше за все буде готова до початку наступного року. Вечори при свічках на тлі бездіяльності окупаційної влади. Жителі частини села Приємне Побачення Бахчисарайського району уже 3 роки живуть без електрики через бездіяльність Крименерго. Ще у 2017 році місцеві жителі домовилися з енергопостачальниками про те, що вони підключать їхні домівки до мереж. Утім, з того часу нічого не змінилося. Хоча стоять опори, дротів немає. За 3 роки жителі встигли оббігти різні окупаційні інстанції, але марно. Вимушені романтичні вечори при свічках стали звичними. Коли темніє, людям залишається хіба милуватися вогнями Тавриди. А ще через їхнє селище проводять лінію електропередач із села Поштове. Але у Приємному Побаченні світле майбутнє поки що не настало. А у Крименерго списують усе на епідемічну ситуацію. Тянут кабель мимо нас, мимо нашего массива. Про жителей нашего массива никто не подумал, никто даже и не вспомнил о том, что здесь живут люди без света. С левой стороны у нас будет путь, с правой стороны у нас мебельный цех, который тоже предприятие Крымэнерго смогло подключить, нашло технические мощности, а вот нас, к сожалению, никак не может. Приходится использовать для получения электроэнергии генераторы. Уже купили их 3 штуки, потому что постоянно они ломаются. Я экономлю на продуктах, на одежде, на своих детях, только для того, чтобы закупить топливо и чтобы у нас была возможность нормально существовать. Поезія про Крим 4 мовами. У Києві презентували збірку перекладів кримських сонет всесвітньо відомого польського поета Адама Міцкевича. Книга видана з ініціативи президента Польщі Анджея Дуди та за підтримки Польського інституту в Києві. To specjalne wydanie zostało przygotowane w związku z inauguracją platformy. Ця книга була підготовлена з нагоди інавгураційного саміту Кримської платформи. Одразу ж після першого засідання Кримської платформи президент Анджей Дуда передав президенту Зеленському 1 екземпляр
екземпляр цієї збірки. Видання приурочене до 30-річчя української незалежності. У ньому є також вступне слово президента Республіки Польщі. І це чіткий знак підтримки територіальної цілісності України та протест окупації Криму. Рядки видатного польського поета та діяча визвольного руху Адама Міцкевича цитують, зокрема, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепар, режисер Ахтем Сейтаблаєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, а також військові та митці. Адам Міцкевич, Форум Санатлери, Бахчисарай. Безлюдні та німі, гіреїв двір і сад. Po gankach, що мали покірних баш тюрбани. Софи, трони потенгі. Первозларга, сачахларга, бой узатеп. Руїна пише тут на мурах гість незнаний. Як Валтазарові невіковічний згад. Кеттинисіз ебедієн яша болмай. Ганьба, немає вас. А джерело дзвонить. Меним ісе алядат. Тим майся сим. До збірки увійшли вірші мовою оригіналу польською, а також їх український переклад Максима Рильського, англійський Чарльза Крашевського та кримськотатарський Шакіра Селіма. Останній відредагувала та оновила поетка і перекладачка Майє Сафет. Українська і кримськотатарська версії в перекладі видатних поетів українського Максима Рильського і кримськотатарського Шакіра Селіма. І саме ці переклади цими видатними поетами, вони нам дають можливість отримати не просто переклад сонет Адама Міцкевича, вони нам нібито дарують ще одне обарвлення цих сонет, бо і українська, і кримськотатарська версії, їх можна приймати як самостійні твори, які написані по сюжетах кримських сонет Адама Міцкевича. Адам Міцкевич написав кримські сонети після подорожі на півострів у 1825 році. Дивовижна природа та історичні місця Криму надихнули поета на глибокі філософські роздуми, що пізніше вилилися у віршах. Він надихнувся, перебуваючи в Криму, це його власні рефлексії від того, що він побачив. Це відгукувалося в його душі як дуже особиста історія, і це відчувається якраз в його віршах. Це один з тих доробків, які тільки підкреслюють, що культурна дипломатія – це надзвичайно потужний інструментарій. Адам Міцкевич був поетом-романтиком, і тому Крим показаний в такому піднесено елегійному дусі, я би сказав, в цих сонетах. Там Чотирдах – це драгоман між небом і землею, це місце, де можна Бога слухати, або це розповіді про інші історичні місця Криму, саме в такому піднесеному в дусі, який подає Крим дуже привабливою землею красивою, щасливою, місцем, де зберігаються спогади про минулі часи кримсько-татарські, місцем, яким можна захоплюватись. Поезію польського поета ілюстровано світлинами українського фотографа Романа Кравченка, який тривалий час мешкав у Криму та через окупацію півострова Росією був змушений емігрувати до Польщі. Використані у нововиданій збірці роботи – це світлини, створені у 2008-2013 роках класичним методом чорно-білої фотографії на плівку і цифрові зображення. Чотиримовні сонети видано тиражем 800 екземплярів. Найближчим часом їх передадуть до українських бібліотек, а після деокупації півострова і до шкіл Криму. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 min бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бир, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mu? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссер периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы
записи. И, наконец, поддержать первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссера периодически выводят на экран. Можете пройти по ссылке, которую видите. Вот сейчас наши режиссеры ее выведут. Можете пройти по этой ссылке. Да, вот по этой выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», пани Ніна Южаніна. Селям алейкум. Хош келдіңіз. Доброго вечера всем вашим глядачам. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать со следующей новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отреагировала на последнее задержание российскими оккупационными силовиками крымских татар на территории временно оккупированного полуострова. И она сказала следующее, ее цитируют наши корреспонденты. Давайте послушаем. Арешт і затримання великої групи кримських татар, у тому числі кількох журналістів, які мирно зібралися в Сімферополі минулого вівторка, щоб засвідчити звільнення з-під варти адвоката-правозахисника Едема Семідляєва, є останньою ланкою в ланцюзі репресій та переслідувань, спрямованих проти членів цього співтовариства. Це посилює картину переслідування кримсько-татарських правозахисників, активістів та журналістів, а також багатьох пересічних членів цієї групи, описану мені у численних та послідовних свідченнях членів кримсько-татарської спільноти та авторитетних правозахисних організацій. Я напомню, что 26 ноября на своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что список, который он передавал Реджепу Таипу Эрдогану с фамилиями и именами политических заключенных, президент Турецкой Республики уже передал президенту России Владимиру Путину. А сегодня президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выступил с заявлением в Ашхабаде. Он сказал, что готов выступить посредником в конфликте между Украиной и Россией. Вот его цитата. Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. Пани Нина, вот на ваш взгляд, какова вероятность того, что Эрдоган в этих возможных новых каких-то переговорных форматах будет эффективным посредником? И вообще, есть ли такая вероятность? Я думаю, що така вірогідність є насправді. І тут от силі впливу на пана Путіна, якраз президента Туреччини, ми не маємо навіть сумніватися. Мені здається, що він такий виявився міцний і може протистояти Путіну, чого, на жаль, не можемо ми до кінця. Із-за своєї залежності в багатьох сферах економічних ми не можемо протистояти чомусь. Нинішня влада саме таку поведінку вибрала зараз відносин з Російською Федерацією, з Путіним. Тому насправді навіть якісь сподівання в найближчий час дають такі заяви Ердогана, які ми тільки щойно почули. Мене насправді, знаєте, дуже хвилює те, що після стількох років анексії Криму тільки почали чути про те, що відбувається з кримськими татарами, з їхніми абсолютно цивільними проявами свободи слова, зібрань. І тільки зараз ми вже чуємо такі гострі заяви все ж таки наших колег, країн, які підтримують Україну, щодо цих проявів ненависті і взагалі стримування любого розвитку людства в Криму. Мені таке здається враження, що всі, хто залишився в Криму, крім, звісно, кримських татар, які завжди були патріотами, і всі ці роки незламно борються за свої елементарні права на своїй рідній землі. Але мені здається, що і інша частина населення уже ось-ось почне цей рух до об'єднання і до спільних заяв. Тому я сподіваюся, що ми просто, можливо, тут не зовсім правильно, але я все-таки наголошу на тому, що ми мали би такі вагомі рычаги впливу на Путіна, але ми їх втратили. Ми втратили. Це зовсім недавно відбулось, тому я дуже сподіваюся, що все-таки
президент Туреччини допоможе в цій справі, і він буде ефективним посередником. А ми втратили тоді, коли почали домовлятися з Російською Федерацією, а Російська Федерація і сам пан Путін відчув цю слабкість в нашому державному управлінні і почав нас все віддаляти від можливостей, які ми таким важким шляхом здобували. Я маю на увазі, це перший обмін полоненими, коли здали Цемаха, за якого могли звільнити абсолютно всіх кримських татар, які знаходяться, які є політв'язнями. А взагалі другим кроком, і ще більш важливим, це все-таки здача вагнерівців, без ніякої вигоди взамін. І оці таких, як би там не дивно не звучало, але це два таких вагомих лота для обміну, які вартували життя багатьох людей, ми втратили. Тому дуже доречна зараз заява і якраз можливість втручання Ердогана. Ми знаємо його допомогу по звільненні заручників, політичних заручників, які були... В тому числі вашого колегу? Да, в тому числі мого колегу Ахтема Чийгоза, які точно були дуже важливими для Путіна. От дуже, як заручники. Але ж все-таки він пішов на їх звільнення. Ну, не кажется ли вам, что все-таки за последние 1,5 года риторика президента Украины Владимира Зеленского очень сильно изменилась, и она очень сильно отличается от той, которую мы слышали в 2019, начале 2019 года. То есть он из человека... Да, то есть он из человека пацифиста, можно сказать, который там пытался увидеть мир в глазах у Путина, превратился вот в того лидера, который говорит о том, что единственным путем завершения войны на востоке Украины является вступление Украины в НАТО, который говорит о том, что если бы украинцы и русские были единым народом, то флаг Украины развивался бы где-то в Кремле. Ну, то есть все-таки риторика, не кажется ли вам, что трансформировалась в более проукраинскую, скажем так? Риторика – це не означає дії. Так. І тут в мене дуже багато застережень з приводу того, що ми півдня говоримо саме правильними меседжами до українців, до кримських татар. Ми говоримо, він говорить якраз ті речі, за які ми стояли, воювали і хотіли би почути від діючого президента. А потім друга половина дня дії протирічать тільки що сказаному. Тому важливо, щоб те, що говорить президент, насправді збігалося з послідуючими діями не тільки його, а всього його оточення. Тому що, можливо, і він має знати точно, що говорити це не є самою цілею і цінністю. Цінністю будуть дії. Тому дуже важливо, що хоча з точки зору вашої, як я зрозуміла, і багатьох громадян України, важливо навіть те, що він риторику почав змінювати. Але, наприклад, візьмемо останню прес-конференцію. Жодного разу за стільки годин спілкування з журналістами, чи то не спілкування, що то було, ми ще поговоримо, але він жодного разу не назвав Путіна агресора, який насправді анексував в незаконний спосіб Крим, і про те, що ми все зробимо для того, щоб відстояти незалежність і приєднання до суверенної України Криму, і ні разу не назвав Путіна як того, хто винен в усіх економічних, політичних бідах України. Тому мене це дуже здивувало. І це якраз до того, що ви говорили. Ну, от як можна оцінювати риторику, якщо під час найважливішого моменту спілкування з журналістами, чому це було важливий момент? Тому що якраз дуже зросла така негативна ситуація внутрішньополітична в Україні. І якби президент зміг розставити всі крапки над «і», це би вартувало дуже великого позитиву, тому що і населення, і він, і більшість тих, хто очікував отримати відповіді, вже розпочали би, якби перегорнувши сторінку тих питань, які виникали до президента. Але багаточасова якраз його прес-конференція перетворилася, ну, як на мій погляд, в такий
нездорове спілкування, нездорове як з точки зору емоцій, так з точки зору питань і відповідей і так далі. Тобто питання журналісти можуть задавати всілякі. І ми знаємо, що вони досить часто незручні всім політикам. І президентам всім вони незручні. Але президент мав на ту хвилину, коли він погоджувався на ту прес-конференцію, він мав знати, які є критичні питання в суспільстві. І до них готуватися. І готуватися з різних углів погляду. Хто би як не задавав питання і як не ставив, він мав би підготувати відповідь. Вона мала бути лаконічна, точна і без ніяких імпровізацій на місці. Ну, не вміє людина на політичні питання імпровізувати. І тут нічого ти не зробиш. Тому мені здається, що велике недопрацювання і оточуючих, і прес-секретаря президента, який не готував президента до такої важливої розмови. І те, що президент дозволив собі зриватися, хамити, обзивати, і, мені здається, порахували 76 разів президент назвав, що він президент. Від цього він величніше не стає. Просто треба розуміти, що коли ти відповідаєш на журналістам на питання, то це не означає, що ти сидиш в закритій кімнаті. Це дивляться нас громадяни України в Криму, на окупованих територіях. Я не говорю вже про абсолютно всі країни світу, які почали цікавитися нашою внутрішньою політикою. Абсолютно вірно. Конкретні відповіді в тій частині, яку можна озвучувати суспільству. Тому що ми знаємо дуже багато питань, це якраз стосувалося таких, можливо, десь закритих і питань державної таємниці, але це не означає, що він мав відповідати як людина, яка взагалі не в темі. Ні, треба було підготуватися і до таких відповідей. І щодо загрози, і щодо готовності нашої країни відповісти цим загрозам. Правда ж, цікаве питання. Невже ми всі, абсолютно всі громадяни України від отриманої інформації не то що схвильовані, а всі знаходяться в стані нерозуміння. Чомусь зараз, саме в цей період часу, в країні нема розуміння, як ми вистоїмо, якщо агресія з боку Російської Федерації перейде в наступальну, справді, в активну фазу, як говорили, з авіацією задіяною і іншими засобами швидкого пересування російських військ по території України. Що буде робити Україна і наскільки ми до цього готові? До речі, наша фракція і п'ятий президент України Петро Порошенко, ми ж запропонували закриту зустріч з паном Зеленським для того, щоб хоча б депутати в рамках дозволеного могли бути знайомі з варіантами дій в країні, якщо відбудеться, насправді, загроза перетвориться з ймовірної в реальну. Так, і це дуже важливо. Він не погодився на таку закриту зустріч. Чому? З парламентаріями на закриту зустріч не погодився, з керівниками фракцій на закриту зустріч не погодився. І це призводить до того, що, знаєте, я роблю висновок, він не розуміє, яка була ситуація в 13-14 роках. Він просто цього не розуміє. Наскільки кріпке плечо підставили волонтери, небайдужі українці, добровольці, які змогли правильно відреагувати в той час, коли країна попала в небезпеку. І тому дуже важливо зараз, незважаючи на те, що українська армія... Вот с чем это связано? Это нежелание, не профессионализм, недоработка, дилетантство? То есть как вы это назовете одним словом? Мені здається, просто він ще не може приймати такі державні рішення, не має цього досвіду і чомусь не хоче отримувати цей досвід від оточуючих. Тому що, треба ж розуміти, що, скажімо, в нас політична еліта, вона незмінна багато років. І як би йому не хотілося змінити і всіх з усіма розправитися, він так вважає, що він якраз месія
В тому його і місія його в тому, щоб відсторонити від управління державою, від впливу на державу старих політиків. Так не буде. Ну, а насколько вот старые политики, вот то окружение, о которых вы говорите, оно готово делиться этим опытом? Я просто вот смотрю на то, что происходит сейчас, смотрю на различные украинские телеканалы, которые обсуждают там вот эти все внутренние проблемы, которые сегодня у нас есть, в том числе и вот эти парламентские терки, которые есть там внутри, да, и у меня возникает вот, это меня все вгоняет в такой анабиоз, и я думаю, у нас есть фундаментальная проблема, да, у нас война в стране, у нас оккупирована территория, ежедневно на территории оккупированного Крыма репрессируют коренной народ. Почему бы проевропейским и проукраинским силам сегодня в Украине не объединиться, не решить вместе одну фундаментальную проблему, которая у нас есть, а потом уже разбираться внутренними, вот эти вот, поднимать внутренние разборки, да? То есть почему у нас приходит одно руководство, начинает преследовать то, которое было до него, а то, которое было до него, критикует сегодня эту власть, говорит, что те клоуны и так далее, эти, естественно, уходят в оппозицию другим. Ну, то есть как можно в таких условиях вообще решать проблему с войной? Моя відповідь дуже коротка. Сам пан Зеленський цього не хоче. Він не бажає мати підтримку від політиків, які були протягом останніх 30 років в країні. Він вважає, що він зможе сам щось зробити, не маючи ні досвіду, ні кадрового потенціалу в жодному напрямку і з жодного питання. І в цьому є велика проблема. Поки кожен наступний президент не усвідомить, як і уряд, який часто змінюється, і точно так, як і всі міністри, особливо важливих міністерств, що послідовність і безперервність – це ті принципи, які дають країні рухатися вперед. Це послідовність і безперервність. Почали напрям зміни в країні, напрям приєднання асоціації України з Європейським Союзом, рух в НАТО, закріпили, не дарма ж закріпили на рівні вже Конституції, щоб цей шлях нібито був би незворотній, щоб ми рухалися в цьому напрямку. Але 2 роки ми втратили на те, що риторика президента і його команди була трохи інша. Це зараз вона вже повернулася в цей бік. Але втрачено 2 роки. Що означає послідовність? Це треба розуміти, що почали реформу певних секторів економіки чи соціальних напрямків. Є помилки, є якісь некомфортні, неприйнятні законодавчі норми, які почали працювати. Їх треба підправити, треба робити ці виправлення, вносити зміни, але рухатися в напрямку вирішення питання. А якщо кожен, хто приходить до влади, говорить, ні, все попередня влада, забудьте, я починаю, у мене там щось розписано, 10 пунктів. Нет, абсолютно вірно. І починається все спочатку. Так жодна країна не може рухатися. І очевидно, що і Україна тому не досягає успіху із-за того, що відбуваються оці процеси, які не дозволяють закінчувати те, що розпочато. І кожен процес обривається десь на середині, суспільство ще не зрозуміло, і економіка не відчула користі чи втрат, але ми вже перегорнули цю сторінку і починаємо придумувати новий велосипед. Для чого це робити? Скажіть, будь ласка. Є абсолютно стандартні базові норми, які має імплементувати наша країна в законодавство, в різні сфери. І якби ми так рухалися, ми б вже мали великі здобутки. І в чому, от на мій погляд, чого не достає найбільше? Це професійних представників у виконавчій владі. Тому що виконавча влада мала би спілкуватися з законодавчою владою на тому рівні, який би дозволяв би спільно говорити однією мовою і приймати ті зміни, які потрібні країні і які можна імплементувати. А так у нас парламент, де знаходяться люди різні за фахом, за професією, за розумінням державницьких позицій і взагалі абсолютно різні. Дають якісь законодавчі пропозиції, такі, як вважають вони за потрібне. Але є виконавча влада, де зібрані виключно професіонали з глибоким розумінням кожного напрямку, в якому вони працюють. І тут мала би бути співпраця в тому, що цього не можна робити, або давайте зробимо так. Тобто контактувати для того, щоб
щоб рухатися спільно вперед і реалізовувати, бо одна без одної влада також не може, що законодавча, що виконавча. І тут у нас в країні, виходить, з'явився такий собі офіс президента, який змінив всі буквально 3 гілки влади, зараз за 4-ту бореться. 1 декабря проукраинские активисты Рух опору капитуляции и ряд еще патриотических организаций объявили бессрочную акцию. 21 ноября это была акция объявлена, и они дали 10 дней срок президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот отправил в отставку главу офиса президента Андрея Ермака. И в случае, если он его в отставку не отправит, пообещали выйти на бессрочную акцию, бессрочный митинг. Вот как вы оцениваете возможность этой бессрочной акции? К чему она может привести? Насколько она может быть? Ну, насправді, на 1 грудня не тільки ця безстрокова акція запланована, а й ще багато інших акцій. Це і акція фізичних осіб-підприємців, які хочуть вийти і боротися за своє право працювати і жити в Україні. Це і акція інших там незадоволених громадян. Мені здається, що акція може бути широкомасштабною, масовою. І для цього, і саме оці гострі вугли і мав би виправити президент на прес-конференції, надавши чіткі пояснення щодо всіх питань. От щодо Єрмака, ну хіба можна було так відповідати журналістам на запитання щодо відсторонення на час розслідування пана Єрмака? Абсолютно очевидно, що потрібно зараз розслідування ефективне, відкрите, для того, щоб все суспільство розуміло і знало, все ж таки, що відбулося на Банковій, злив, здача державних інтересів, що це, чи є там кроти, скільки їх, що відбувається насправді в Офісі президента? Ну, таких же питань не було до попередньої влади. Ну, там були другі питання, правда, до попередньої влади. Давайте ми будемо обговорювати і другі питання, але щодо зради державних інтересів питання абсолютно ніколи не звучало і подібного до нього не звучало. Тепер він замість того, щоб зробити це, саме йде на відкритий конфлікт з абсолютно громадським об'єднанням, до якого може приєднатися велика частина свідомого суспільства. Дуже велика частина. Європейська солідарність підтримує цю акцію, цей мітинг? Я думаю, що ті, хто був 21-го на Майдані Незалежності і святкували річниці Майдану, обов'язково прийдуть на цю акцію. Обов'язково, тому що вони всі спільно говорили про те, що не мають інформацію щодо тих неймовірно неприйнятних випадків, які сталися із вагнерівцями, і так звані ці всі проблеми, які зараз є, із здачею всіх запланованих заходів нашою розвідкою. А как вы оцениваете возможность внеочередных парламентских и внеочередных президентских выборов в нашей стране в ближайшей перспективе? Ви знаєте, як я почула від президента, що він буде боротися до останнього за можливість працювати на цій посаді, і бачу його настрій, що він не чує те, що говорить суспільство, він не чує те, що говорять народні депутати. Тому до якогось такого сценарію конфліктного, я думаю, що не дійде. Так. І тому сподіваюся, що все-таки він добуде свій строк, якщо не зробить іще інші дурниці, які насправді всіх дуже сколихнуть. Тому що навіть намагання пересунути строк парламентських виборів, навіть намагання зараз робити неймовірні гроші, вливати нібито в такі потрібні в речі, як діджиталізація, тобто країна в електронному вигляді, але той застосунок «Дія», то спеціальна програма забезпечення, яке розвивається для широкомасштабного охвату всіх завдань і функцій держави, мене лякає, тому що це буде означати, що справді електронне голосування на виборах і парламентських, і президентських можуть бути внесені зміни в усі необхідні
певні законодавчі норми для того, щоб так зробити. І це буде означати, що люди будуть позбавлені насправді вільного волевиявлення, яке для нас зручне є, яке насправді все тяжче вдається проводити вибори в країні, тому що все менше людей довіряє політикам всіх рівнях і менше приходить на виборчі дільниці. Ми бачимо надзвичайно низьку явку громадян, і не дуже хотілося б, щоб невеликий відсоток громадян все ж таки обирав собі як місцеву, так і державну владу. Але до тих процесів, про які мріє, я так бачу, наш діючий президент, в нашій країні ще дуже далеко. Пани Нина, я предлагаю обсудить еще очень важный один вопрос, который мы с вами, в принципе, уже упоминали вскользь. Это концентрация российских войск у границ Украины. Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения России в нашу страну. В частности, предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории Европейского Союза. Вот два таких противоречащих друг другу превентивных мер. Об этом сообщает The New York Times. С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи, а также расширения санкций против России. А с другой стороны, второй вариант предполагает, что США пойдет по пути снижения риска конфронтации с Москвой, в том числе с помощью ограничения количества военных учений на территории Европейского Союза. И при этом сценарии даже Соединенные Штаты могут приостановить программу военной помощи Украине. С нами сейчас на прямой связи военный эксперт пан Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю вас. Добрый вечер. Пане Олеже, вот что вы думаете по поводу вот этого материала The Wall Street Journal относительно реагирования Соединенных Штатов Америки в случае полномасштабного вторжения России в Украину? Ну, що стосується політичного пакету, то да, дійсно він викликає деякі запитання і трохи суперечить сам собі. З одного боку, вони там зменшують кількість навчань, а з іншого боку, вони готові вводити в санкції. Але з точки зору воєнної підтримки, то тут не викликає ніяких питань, і Сполучені Штати будуть надавати військово-технічну допомогу Україні, яку будуть рахувати за необхідним, щоб не дати нам програти в цьому протистоянии. Ну, а вот эта военно-техническая помощь, она может быть предусмотрена Украине как превентивная мера или же постфактум, как Россия нападет на нашу страну, и будет ли тогда в ней толк? Дивлячись на ситуацію на сьогодні, я думаю, що вона часткова і превентивна міра. Ну, я нагадаю слова пана Блінкена, голови Держдепу Сполучених Штатів, який сказав, що ми працюємо на опередження. Тобто і ось ця кампанія, інформаційна кампанія, яку розгорнули засоби масової інформації Сполучених Штатів, вона теж направлена як превентивна міра на унеможливлення з боку Росії військового вторгнення в Україну. Пане Олеже, а если говорить о реальных возможностях нападения России в Украину сегодня, учитывая ту концентрацию войск, которая есть и на территории Украины, и у границ Украины, с восточной части, и с северной части, если говорить о Беларуси, ее достаточно для полномасштабного вторжения? Или же, на ваш взгляд, абсолютно никаких угроз сейчас нет? Угроза мінімальна. Я пошлюся на слова головнокомандувача Збройних сил, який сказав, що ми зараз не спостерігаємо формування ударного угруповання для вторгнення в Україну. Це по-перше. По-друге, нагадаю, що в Білорусі російських військ немає, то зараз немає такої прямої загрози з півночі. І 92 тисячі вони завжди були там з кінця 2015 року. Сформоване це угруповання, да, воно збільшилось там на 5-7 тисяч, але воно завжди було. І ми враховуємо тут не тільки війська на європейській частині Російської Федерації, кордон Україна-Росія, ми враховуємо окупаційні корпуси на Донбасі, ми враховуємо окупаційні війська в Криму, і ми враховуємо навіть в ці 92 тисячі, ми враховуємо військовий контингент Придністров'я. Тому це 92 тисячі, які існували і існують вздовж наших кордонів, і розтягнути майже
вздовж всього суходольного кордону України. Ну, если мы говорим о том, что эти 92 тысячи, в принципе, системно находятся у границ Украины, как тогда объяснить эту алармистскую риторику наших западных партнеров? Ну, я вже сказав, що словами пана Блінкена, вони працюють на упередження. Вони піднімають градус конфронтації для того, щоб унеможливити з боку Російської Федерації будь-яких дій з підготовки до організації вторгнення в Україну. Так а почему именно сейчас? Ну, я думаю, що це одна з причин політична. Справа у тому, що Україна веде прямі переговори сепаратні, а саме пан Єрмак з Російською Федерацією щодо домовленості стосовно Криму і Донбасу. І це дуже не подобається Сполученим Штатам, бо це йде за їх спиною. І там ми з вами можемо тільки гадати, які компроміси знов запропонує пан Єрмак Російській Федерації, щоб досягнути якихось домовленостей. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсаговну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на прямому зв'язку. Пані Нина, на ваш взгляд, зачем сейчас Россия нагнетает обстановку, стягивает свои войска к границам Украины? И как вы для себя объясняете вот эту настороженную риторику наших западных партнеров? Ну, по-перше, я не є військовим експертом. Дякую, що так трошечки ми почули думку справжнього експерта, який весь час говорить і подає матеріал для нас, для нашого розуміння загального. Але я слухаю і тих генералів, які є і в нашій фракції, і головнокомандувача попереднього президента, який також оцінює цю ситуацію як загрозливу, саме не тому, що я почула тут, той військовий контингент, який був, нібито й залишається, і він там приріс тільки в декілька тисяч військових. Але і ще в тому, що пояснювалося, що всі навчання, які проводила Російська Федерація вздовж нашого кордону, і куди було підтягнуто додаткова велика частина техніки, вся залишилась на місці. І тобто передислокувати особистий склад, тобто військових до цієї техніки, це 2-3 години часу, як було пояснено. Тому загроза насправді збільшилася, і вона не полягає в постійній присутності військових Російської Федерації в тій чисельності, про яку пан Олег наголосив, а це в технічній загрозі, яка вже є, яка збільшена в рази і готова до наступу на Україну. І до повномасштабного наступу. І я не буду класифікувати цю техніку за категоріями, тому що це їх справа, але те, що можна це зробити за лічені години, це точно. Чому зараз наші партнери Сполучені Штати звертають на це таку велику увагу? Да тому, що перед цим місяць наша влада говорила, що нічого не відбувається. І я тут, можливо, погоджуся, можливо, в них є інформація все-таки в експертів, щодо тих переговорів, які веде знову ж пан Єрмак, чи хоче вести, чи навіть поведінка його і дії його, наскільки вони державницькі, а не проти України. Якщо навіть шановний експерт тільки що на цьому наголосив. Ми читаємо весь час між строк, між рядочків. А хотілося б почути абсолютно, я говорю, навіть в закритому режимі ту інформацію, яка би заспокоїла нас, а ми знайдемо, яким чином заспокоїти громадян наших виборців на зустрічах, на роз'ясненнях у межах того, що нам було би важливо. Ну і очевидно, що якщо буде зараз відбуватися найближчим часом зустріч двох президентів Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, то очевидно, що знову буде підніматися українське питання без України. І насправді тут уже геополітично знову питання. І яке місце України в цій геополітиці ми побачимо. Дуже не хотілося, щоб без нас приймали найзначимі рішення для нашої країни. А как вот в данной ситуации поступили бы вы, если были президентом? Вот первые 3 шага, которые бы вы сделали сейчас, вот учитывая те риски и те угрозы, которые сегодня есть? Ну, ви дуже цікаве питання задали, тому що для того, щоб поступати як президент, треба мати оту інформацію, якою козиряв весь час президент. Ви, якщо там прослуховували прес-конференцію, він говорив, ви не представляєте, по яким вопросам я спілкуюся з Ердоганом, бо він так говорив щось українською, російською, переходив весь час.
Тобто про які питання? Ну, очевидно, про підтримку України, глобальну підтримку України. В чому ця підтримка України? Тобто, наскільки ми готові, об'єднавшись з усіма західними країнами, які нас підтримують, тримати відсіч чи вести наступальні дії? Ми наступальні дії, звільняючи крок за кроком свою територію. Дуже багато втрачено часу. Замість того, щоб цих 2,5 роки ми все ж таки продовжували звільняти території тимчасово окуповані, хоча б, які абсолютно точно можливо було звільняти. Ми відступали, ми віддавали, як лінія, якась розширена лінія розмежування, але ми відходили назад на свою територію, залишали ту, яку звільняли кров'ю, для того, щоб там нібито по домовленості була ця сіра зона, зона розмежування, і вона між двома сторонами збільшувалася. А нічого, то що з другої сторони українці, які також воліють, частина з них воліє бути в Україні і жити мирним життям. І тому друга дія. Треба було послідовно готуватися і розуміти про свої дії в статусі президента як головнокомандувача. Тобто, вивчивши всю цю ситуацію і інформацію, яка є, я би абсолютно очевидно, що виходячи за допомоги всіх військових експертів, могли би приймати правильні рішення. Тим більше, що в нас вже є великий шматок прожитого життя, є помилки, які треба враховувати, є якби вже розроблена стратегія, ми вже навчилися багатьом військовим діям, які були так потрібні в 2014 році нашій країні і яких абсолютно повністю нічого не було в країні. Тому мені здається, що нинішньому президенту є на кого спертися. І тому ти не сам маєш приймати рішення. Це є військова рада, яка би спільно з президентом прийняла рішення. І, звісно, порадившись з усіма сторонами, хто підтримує тебе, приймати рішення. Ми самі проти Російської Федерації не втримаємо ні оборону, ні наступальні дії. Тут підтримка західних партнерів дуже важлива. Дякую вам дуже, пані Ніна. Чохсагун, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Дякую вам. Народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Нина Южанина была гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 2 минутки. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Куршкенч. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Так, и да, еще будет 2 зубных щетки, вот такие необычные.
Обычный по 34 рубля. Засоби гігієни, харчі та постільна білизна. Кримські татари передали необхідні речі до ізоляторів тимчасового тримання у Сімферополі та Євпаторії. Окупанти запроторили туди 21 кримського татарина, які минулого тижня прийшли до стін Сімферопольського ізолятора, щоб зустріти на волі адвоката Едема Сімідляєва. Люди обурені такою несправедливістю. Собираются на остановке, заполняют тротуары в ожидании маршрутки, мешая пешеходам. Это почему-то не смущает правоохранительные органы. А когда крымские татары пришли встретить своего защитника, того человека, который, можно сказать, всю свою жизнь посвящает защите политических заключенных в Крыму, и не только крымских татар, это почему-то правоохранителям показалось противозаконным. И это возмущает. Гроші на найнеобхідніше для бранців традиційно збирали усім народом. Я считаю, что данная поддержка как семей политзаключенных, так и ребят, отбывающих административные сроки и уголовные сроки, необходимо для того, чтобы семьи не оставались один на один, и с тем самым, чтобы в народе процветала и шла народная поддержка друг друга. Только мы услышали, что их задержали, привезли в город Евпаторию, в ВВС. Мы сразу от местных джимат отозвались, чтобы привезти им продукты питания, там, средства гигиены. Иншаллах, и дальше на оставшийся срок будем стараться подвозить им все необходимое. Еміне Сейдалієва приїхала до Євпаторії, щоб побачити затриманого окупантами чоловіка Мустафу. Майже тиждень з моменту затримання з ним немає зв'язку. Я хотела ему дозвониться, а все это время никак не разрешали. Я дозвонила, чтобы он позвонил, сказали, не знаю, дадут ему звонок или нет. Сегодня я специально приехала как передачу сделать, также и с ним встретиться. Сказали, что выходной, и встречи нам не дадут, другой день могут дать. Заявление если напишем. Но так я его не увидела и не знаю, как там, что он. Полное нарушение прав человека, полное нарушение коренных жителей. Это продолжаются репрессии против нашего народа. Как они шли, так они и продолжаются по сегодняшний день. Видно, что народное единство, наш джимат един. И несмотря на любые трудности, мы сегодня продолжаем поддерживать друг друга. И мы не сомневаемся, что после каждой тягости непременно приходит облегчение, иншаллах. Саумус Аллах разы болсын тем, кто участвует, иншаллах. А тем, которые сегодня оказались в такой ситуации, я желаю, и все братья желают, сабра, крепкого сабра, проявления терпения. Иншаллах, это тоже когда-то закончится. Увечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Сімідляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів, а 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. Знесли оселю і вимагають за це гроші. Окупанти вирішили стягнути з ветерана Кримсько-татарського національного руху Рустема Усіїнова 42 тисячі рублів за знищення його ж помешкання. Так вирішив окупаційний міський суд Судака. Як зазначають місцеві активісти, частину коштів тепер утримуватимуть з пенсії Усіїнова. Минулої середи окупанти зрівняли з землею домівку та технічні споруди чоловіка у Морському біля Судака, бо вирішили, що земля тепер належить муніципалітету. Спецтехніка прибула у супроводі ОМОНівців. На очах Рустема Усіїнова, який дочасно виписався з лікарні з пневмонією, окупанти описали майно. Ветеранові національного руху стало зле. Карета швидкої забрала його до судакської лікарні.
Російські окупанти учинили один обстріл у лавах українського війська без втрат. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, у неділю ворог бив з 82-мм мінометів по оборонцях Південного. Натомість дістав відповідь вогнем, але зранку понеділка знову фіксуються обстріли. В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Кількість активних випадків ковіду продовжує знижуватись. Минулої доби на материковій частині України виявили ще 5804 пацієнти з ковідом. Водночас одужали більше 10 тисяч українців, а 297 пішли з життя від ускладнень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначив, що захворюваність падає третій тиждень. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 22%. Госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість ковідних пацієнтів зменшилась на 14%. За даними Віктора Ляшка, новий штам коронавірусу «Омікрон» не виявлено на території нашої країни. Він заявив, що в Україні діє система моніторингу поширення штамів ковіду. Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі. Основна маса нових штамів з'являється в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. Південно-Африканська Республіка найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування. Проте новий штам знайшов розвиток у всіх її сусідніх, менш спроможних країнах. Дещо знизилися темпи захворюваності і в Криму. За підрахунками окупаційної влади, у неділю додалося ще 690 пацієнтів з ковідом. 31 людина померла внаслідок хвороби. Через коронавірус окупаційна влада Севастополя відмовилася від новорічних гулянь. Там скасували урочисте відкриття міської ялинки та святковий концерт. Новий штам коронавірусу під назвою «Омікрон» шириться світом. 13 випадків виявили у Нідерландах, по 2 у Данії та Австралії. Водночас дедалі більше країн повертають карантинні обмеження та закриваються від іноземних мандрівників. У Нідерландах міністр охорони здоров'я сказав, що 13 випадків виявили серед пасажирів 2 рейсів, які прибули з Південно-Африканської Республіки до Амстердаму у п'ятницю. Загалом серед понад 600 пасажирів цих рейсів виявили близько 60 хворих на ковід. Новий штам уперше було знайдено у пар. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я назвала «Омікрон» варіантом, який викликає занепокоєння. Є побоювання, що цей штам стійкий до нинішніх вакцин. Він також потенційно заразніший. Втім, експерти поки не впевнені, що він спричиняє важкі випадки захворювання. Глава медичної асоціації пар каже, що поки що симптоми помірні. Поки немає приводів для паніки, важких пацієнтів не виявили. Це може змінитися в майбутньому, але галас, який створюють ЗМІ по всьому світу, не відповідає клінічній картині. Глава Єврокомісії, коментуючи новий штам, закликала усіх продовжувати вакцинацію. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Головний пріоритет – соціальна дистанція, скорочення контактів, а також максимальна вакцинація та ревакцинація. Тим часом глава американської компанії «Модерна» каже, що нова вакцина від «Омікрон» швидше за все буде готова до початку наступного року. Вечори при свічках на тлі бездіяльності окупаційної влади. Жителі частини села Приємне Побачення Бахчисарайського району уже 3 роки живуть без електрики через бездіяльність Крименерго. Ще у 2017 році місцеві жителі домовилися з енергопостачальниками про те, що вони підключать їхні домівки до мереж. Утім, з того часу нічого не змінилося, хоча стоять опори, дротів немає. За 3 роки жителі встигли оббігти різні окупаційні інстанції
інстанції, але марно. Вимушені романтичні вечори при свічках стали звичними. Коли темніє, людям залишається хіба милуватися вогнями Тавриди. А ще через їхнє селище проводять лінію електропередач із села Поштове. Але у приємному побаченні світле майбутнє поки що не настало. А у Крименерго списують усе на епідемічну ситуацію. Тянут кабель мимо нас, мимо нашего массива. Про жителей нашего массива никто не подумал, никто даже и не вспомнил о том, что здесь живут люди без света. С левой стороны у нас будет путь, с правой стороны у нас мебельный цех, который тоже предприятие Крымэнерго смогло подключить, нашло технические мощности, а вот нас, к сожалению, никак не может. Приходится использовать для получения электроэнергии генераторы. Уже купили их 3 штуки, потому что постоянно они ломаются. Я экономлю на продуктах, на одежде, на своих детях, только для того, чтобы закупить топливо и чтобы у нас была возможность нормально существовать. Поезія про Крим 4 мовами. У Києві презентували збірку перекладів кримських сонет всесвітньо відомого польського поета Адама Міцкевича. Книга видана з ініціативи президента Польщі Анджея Дуди та за підтримки Польського інституту в Києві. To specjalne wydanie zostało przygotowane w związku z inauguracją Platformy. Ця книга була підготовлена з нагоди інавгураційного саміту Кримської платформи. Одразу ж після першого засідання Кримської платформи президент Анджей Дуда передав президенту Зеленському один екземпляр цієї збірки. Видання приурочене до 30-річчя української незалежності. У ньому є також вступне слово президента Республіки Польщі. І це чіткий знак підтримки територіальної цілісності України та протест окупації Криму. Рядки видатного польського поета та діяча визвольного руху Адама Міцкевича цитують, зокрема, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепар, режисер Ахтем Сейтаблаєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, а також військові та митці. Адам Міцкевич, Форум Санатлери, Бахчисарай. Безлюдні та німі, гіреїв двір і сад. По ганках, що мали покірних баш тюрбани. Софи, трони потенгі. Первозларга, сачахларга, бой узатеп. Руїна пише тут на мурах гість незнаний. Як Валтазарові невіковічний згад. Кеттинсыз ебедієн яша болмай. Ганьба, немає вас. А джерело дзвонить. Меним ісе аядат. Тиммайсесим. До збірки увійшли вірші мовою оригіналу польською, а також їх український переклад Максима Рильського, англійський Чарльза Крашевського та кримськотатарський Шакіра Селіма. Останній відредагувала та оновила поетка і перекладачка Майє Сафет. Українська і кримськотатарська версії в перекладі видатних поетів українського Максима Рильського і кримськотатарського Шакіра Селіма. І саме ці переклади цими видатними поетами, вони нам дають можливість отримати не просто переклад сонет Адама Міцкевича, вони нам нібито дарують ще одне обарвлення цих сонет, бо і українська, і кримськотатарська версії їх можна приймати як самостійні твори, які написані по сюжетах кримських сонет Адама Міцкевича. Адам Міцкевич написав кримські сонети після подорожі на півострів у 1825 році. Дивовижна природа та історичні місця Криму надихнули поета на глибокі філософські роздуми, що пізніше вилилися у віршах. Він надихнувся, перебуваючи в Криму, надихнувся. Це його власні рефлексії від того, що він побачив. Це відгукувалося в його душі як дуже особиста історія, і це відчувається якраз в його віршах. Це один з тих доробків, які тільки підкреслюють, що культурна дипломатія – це надзвичайно потужний інструментарій. Адам Міцкевич був поетом-романтиком, і тому Крим показаний в такому піднесено елегійному дусі, я би сказав, в цих сонетах. Там
Чотирдах – це драгоман між небом і землею, це місце, де от можна Бога слухати, або це розповіді про інші історичні місця Криму, от саме в такому піднесеному в дусі, який подає Крим дуже привабливою землею красивою, щасливою, місцем, де зберігаються спогади про минулі часи кримсько-татарські, місцем, яким можна захоплюватись. Поезію польського поета ілюстровано світлинами українського фотографа Романа Кравченка, який тривалий час мешкав у Криму та через окупацію півострова Росією був змушений емігрувати до Польщі. Використані у нововиданій збірці роботи – це світлини, створені у 2008-2013 роках класичним методом чорно-білої фотографії на плівку і цифрові зображення. 4-мовні сонети видано тиражем 800 екземплярів. Найближчим часом їх передадуть до українських бібліотек, а після деокупації півострова і до шкіл Криму. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Сен де келмедің. Тек айлар де келде, yıllar да кечкен. Қарт фақыр бабайым, ачылықтан өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, çalışқан вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт, eskisін söylegen. Sen de gelmedin. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді.
Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Saygılar telekanalının telesiyercileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbetteki bölükünü biz Kırım Tatar tilinde alıp baramız ve yayınımızga bağlanacak musafirnen Kırım'daki son vaziyetini ve özünün aslında alını vaziyetini müzakere edeceğimiz. Saygılar arkadaşlar, musafirimizni takdim etmezden evvel men hatırlatmağa yer berimizge isterim ki biz canlı yayında çalışamız. Kunde ATR telekanalının yayında 6 saat canlı yayın yapıla ve biz bu canlı yayınlar çerçevesinde gün devamında yüz bergen hadiselerini siyasetçiler, siyasetşinaslar, analitikler, tədqiqatçılar ile müzakere etemiz. Yayınımızga Kırım Tatar siyasetçilerimizde bağlana bazen medeni meselelerini, Kırım Tatar tilimiz, edebiyatımız ile bağlı mühim meselelerini sanatımız ile bağlı suallerini көтереміз. Kırım Tatarlarının tarihi mirası meselesini laf etmektemiz ve çeşit türlü meselelerini müzakere ederekende elbette ki bunların hepsi Kırım çerçevesindedir, Kırım içerisindedir ve bu yönelişinde Ukrayna hükümeti ve hakimiyetinin Kırım kaytarılığı istikametinde ne yapkanlarını da elbette ki tiyemiz bu meselelerini ve laf etemiz. Ve elbette ki bizim programmalarımızın esas maksatlarından biri bu işgal etilgen Kırım'da yüz bergen sonki repressiyalarını aydınlatmaktır ve bizim studiyamızga koşulgan musafirler ile bu gibi repressiyalarının işgalciler tarafından hangi bir şekilde yapılganını sizlerge anlatmaktır. Bizlerini seyretken diğer Ukrayna vatandaşlarına, dünya topluluğuna göstermektir ve sesimizni eşittirmektir. O sebepten sesimizin daha fazla eşitilmesi için sizin yardımınızga da muhtaçmız. Bizlerge manevi cihetten destek gösteriniz. Bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. ATR Balaban Ariflerinin YouTube'a kirgeniz ve anda göreceksiniz. Biz anda hem canlı yayında çalışamız hem de programmalarımızın en meraklı kısımlarını anda yükleyimiz. O sebepten bizlerini ne kadar çok insan YouTube sayfasında baksa, YouTube sayfamızga abone olsa, o kadar çok diğerleri de bizim yapkan haberlerimizni görecektir. Bizim yapkan işlerimizni takip edecektir ve bu informasyon cebide alıp bargan kureshimizde çok büyük destek olacaktır. Hem de maddi cihetten güçleri kuvvetleri olganlar da bizlerge destek ete bile. Zaten manevi destek bile bizim için çok büyük bir destektir. O sebepten herkese teşekkürlerini bildiremiz ama maddi cihetten de bizlerge yardım isteyenler de bardır.
жатыр муаққақ. Zaten Kırım'dan çeşit türlü yollar ne vatandaşlarımız bizlerge bu desteklerini yollaylar. Çok sağ olsunlar. Ama aynı zamanda bizim Patreon'umuzga da bunu destek etip görmege imkanınız var. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlarımız çıkara. İşte bu link boyunca, şimdi көргеніз link boyunca geçip destek seviyesini seçebilirsiniz. Ve Kırım Tatar ATR Kurantasının hangi bir azası olmağa istediğinizni saylayabilirsiniz. Ve güç kuvvetinizge göre bu destekni seçip bizim Balaban ATR Kurantamızın azası olacaksınız. Sayın arkadaşlar, yani ve bugünkü haberler çerçevesinde şunu kaydetmege isterim. İnsan hakları boyunca Avrupa Şurası'nın komissarı Dunya Miyatovich işgal etilgen Kırım'da Edem Semidliyev'nin tutulması ile bağlı ve Edem Semidliyev'ni karşılamağa gelip de tutulgan diğer 31 kişiye yapılgan represiyalarga karşı özünün narazılığını bildirdi ve işgalcilerinin yapkan faaliyetlerini takbih etti. Onun цитатасını beraberlikte dinlemeye teklif ettim. Buyurunuz. Арешт і затримання великої групи кримських татар, у тому числі кількох журналістів, які мирно зібралися в Сімферополі минулого вівторка, щоб засвідчити звільнення з-під варти адвоката-правозахисника Едема Семідляєва, є останньою ланкою в ланцюзі репресій та переслідувань, спрямованих проти членів цього співтовариства. Це посилює картину переслідування кримсько-татарських правозахисників, активістів та журналістів, а також багатьох пересічних членів цієї групи, описану мені у численних та послідовних свідченнях членів кримсько-татарської спільноти та авторитетних правозахисних організацій. Hatırlatam, aman 2 hafta evvelsi işgalciler diğer tutulgan siyasi mabuslarımızı ve memuri davada kabahatlangan vatandaşlarımızı korçalamak için kelgen Edem Semidliyev'ni tutup ona kabahatlav seslendirdi. Sanki dersin Rus hukuk korçalayıcı organlarına itaatsizlikte kabahatlanıp 12 kunge hapishanege taşlandı ve 4000 ruble para cezası cüremesine marum bırakıldı ve Edem Semidliyev'e yapılgan bu gibi haksızlık, adaletsizlik ve zulümden sonra bütün halkara topluluk buna elbette ki susmadı, sükunetini saklamadı. Çeşit türlü taraflardan ve çeşit türlü memleketlerde bulungan siyasetçiler, çeşit türlü korçalayıcı teşkilatları ve bütün dünyaca meşhur olgan teşkilatlarının temsilcileri Edem Semidliyev'nin tezden azat etilmesi ve işgalcilerinin yapılgan represif hareketleri sebebinden özünün narazılığını ve rahatsızlığını bildirdiler ki şunu kaydetmege isterim ki Edem Semidliyev'nin hapishane binası o güne karşılamağa kelgen okun 300 vatandaşımızdan 31'ini de işgalciler tuttu ve onlara karşı da memuri davalar açıldı. Onlar sırasında 10 kadınga para cüremesi cezası verildi ve diğer 21 kişini tutup hapishanege taşladılar. Yani bu son 2 hafta içerisinde yüz bergenler Kırım'da hakikaten de dehşetli. Ve men bilem biz aslında bu günler devamında çok bekledik. Edem Semidliyev'ni yayınımızga bağlamağa istedik hapishaneden çıkmasından sonra ama küçük bir müddet bekledik. Ozu da biraz özüne kelsin deyip ve bununla beraberlikte o da hapishaneden çıkanından sonra bile Kennedy memuri davalar boyunca kabahatlangan vatandaşlarımızı korçalamak için işlerinin tezden uğraşmağa başladı ve şimdi bizle canlı bağda Edem Ağa bizlerge aslında sonki 2 hafta devamında yüz bergenler hakkında tarif etmege ilk nutuktan hazır. Edem Ağa, selamun aleyküm, merhabamız. Alo, Edem Ağa, iştesiz? Bak galiba üzüldü. Men manlağanıma göre Edem Ağa bizni eşit. Selamun aleyküm Gülsüm. Aha, şimdi eşitim. Selamun aleyküm teleseyirciler. Edem Ağa, biz de sizni çok memnunuz görmege, eşitmege. Allah'a şükür kene yayında sizlerle karşılaştık. Özünüzü nasıl hissetesiniz? En başta böyle sualden başlayayım. Elhamdülillah yaxşımız. Allah'a şükür. Çalışmaya devam etemiz. Edem Ağam'na keliniz 12 aslında 2 hafta evvelsi yüz bergen hadiseni hatırlayaq. Aslında mına siz o hadiselerini hatırlar ekende. Neni kaydeter ediniz? Mına sizge karşı yapılganlarını hatırlayacak olsak. Aslında bak üzüle galiba Edem Semidliyev'nin
Біз дабір керешімді бағыланмаға тырышырмыз. Адвокат Веймайджи Эдем Семидляев. Асылында сайғыл арқадашлар, мен қайдетмеге істер едім. Бүгін біз бірінші елік бөлігімізде де 18-лік бөлігіне саат 6-да олажақ бөлікте Қырымдан ватандашларымызны бағыламаға тырыштық та бір чоқ ерлерде ұшық сонген, бір чоқ ерлерде бақ олмаған. Ойлеліктен біз еке біздім семедешімізні бағыланып оламады. Ғалиба шымдайнен бұл кібі проблемлерде мевжут. Эдемаға ғалиба біздлешім жаны бағда. Алло, Эдемаға іштесіз? Да, иштем багышланыз, чүнки Кырымда шындыбек ел уфре ой үчүн çok проблем чыга интернетнен. Анлайын білеміз. Эдемаға мына 2 hafta евелсі сізні туттылар. Насыл олды тариф етіңіз біздерге ilk нұттықтан? Асылында окуны насыл қатырлайсыз? Да, это было 11 ноября. Я приехал в отдел полиции Центральный, где были задержаны крымские татары возле Крымского гарнизонного военного суда, которые пришли поддержать своих близких, родных, в отношении которых рассматривал апелляционный военный суд апелляционные жалобы. Это так называемая красногвардейская группа. И у этих людей, которые пришли поддержать своих родных, близких, в очень жесткой форме задержал ОМОН, загрузил в автобус и доставил в отделение полиции Центральной. Я приехал оказывать юридическую помощь этим людям, именно журналисту Зидину Абкелямову. Мы сидели уже с ним в кабинете, где он давал объяснения, и на него должны были составить протокол. В этот момент в кабинет зашел другой мой подзащитный, Абильвапов, и сказал, что его также уводят в другой кабинет, где хотят составлять на него протокол, и просят, чтобы я тоже участвовал в этом действии. Я ему сказал, что немного занят, поэтому попроси сотрудников полиции немного подождать, и как я освобожусь, сразу подойду туда. Однако я услышал в коридоре, как сотрудники полиции очень громко начали кричать на него, говоря, что если ты отказываешься пройти в кабинет и предоставить паспорт, то мы составим на тебя еще один протокол за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. На что я вышел в коридор и сказал, что у него есть право, чтобы присутствовал адвокат. Немного я занят, минут 10-15 я здесь закончу и сразу же вместе с ним пройду в кабинет, где у вас будет возможность уже взять у него объяснение и составить протокол. На что сотрудники полиции очень так нервно, очень громко начали высказывать свое недовольствие, сказали, что мы никого ждать не будем. И один из сотрудников сказал, чтобы другой сотрудник начал все это происходящее записывать на видеокамеру, для того, чтобы якобы собрать доказательства, что Абильвапов отказывается пройти в кабинет. На что я сказал, что я тогда тоже буду все фиксировать на свой телефон, что мой подзащитный не отказывается, а просит всего лишь подождать несколько минут для того, чтобы освободился адвокат. На что сотрудник Центра по противодействию экстремизма, начальник отдела Шамбазов, начал мне угрожать, крича, что если я не перестану пользоваться своим мобильным телефоном, то в отношении меня также составят административный протокол. Я сказал, я не веду видеозапись, если вы считаете, что это режимный объект, я веду аудиозапись для того, чтобы завтра, в случае, если в отношении моего доверителя составят протокол, это будет доказательством того, что он не отказывался. Однако и это им помешало, и впоследствии начали составлять протокол уже на меня. Таким образом, сотрудники полиции лишили моих доверителей защиты, то есть они остались без защиты в тот момент, когда на меня составляли протокол. После составления этого первого протокола за то, что якобы отказался я подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и записывал якобы аудиозапись, сотрудник ЦП Шамбазов сказал, что будет проводить личный досмотр, так как
он считает, что у меня есть что-то запрещенное. Я ему сказал, что в отделении полиции я прошел через контроль, где осмотрели мою сумку, где металлоискателем осмотрели мои вещи. Ну, как бы, это я ему, сказав это, я все равно как бы снял куртку, снял пиджак и вытащил все, что у меня было в кармане, на стол. На что он указал, что необходимо раздеться полностью, что осмотр будет проводиться именно от одежды и моего тела. На что я и мой коллега, который уже на тот момент приехал, конечно же, возразили, так как это унижает мое достоинство, и ни перед кем я раздеваться не собираюсь. На что он сказал: ну, раз вы отказываетесь и это сделать, то на вас составим второй протокол. Я начал возмущаться, говоря: у вас нет оснований требовать от меня такое, и я считаю ваше требование незаконно. И в этот момент он начал уже фантазировать и придумывать что-то. Вдруг у вас что-то запрещенное, возможно, у вас на теле имеются какие-то наколки нацистского, фашистского характера, либо экстремистского характера. То есть у него такая вот бурная фантазия начала уже работать. На что я также возразил и сказал, что даже если на моем теле имеются какие-то наколки, то будет нарушением лишь то, если я начну их публично демонстрировать. А так человек может иметь какие-то наколки, какие-то, я не знаю, надписи или еще что-то, без того, что он будет это демонстрировать. На что он сказал, что все равно мы будем составлять второй протокол. И составили второй протокол по аналогичной же статье 19.3 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, что гласит неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Ya bu Ruslan Şambazov aslında edemaha bu Ruslan Şambazov ilk defa değil de bu gibi meselelerge kirgeni endi çoxtan berli ilişip tura. Hem sizlerge hem digerlerine bunun yani ne bölüşüp olamadı? Ne için bu böyle şahsi bir nefret dep adlandırmağa mümkün mü? Ну, я лично считаю, что у него личная неприязнь именно вот крымским татарам, именно к адвокатам крымским татарам, которые участвуют в политически мотивированных делах. Именно он и составлял два протокола, и после которых отбывал административный срок мой коллега, мой друг Эмиль Курбединов. То есть он там также активно участвовал, и поэтому в этот раз он также принимал активное участие. И во многих обысках у крымских татар, во многих арестах Центр по противодействию экстремизма очень активную роль исполняет. Ve sonra sizge ikinci memuri protokol yazılganından sonra biz bunu öğrendik, sizi tutulganlarını ve canlı yayında bu meseleni aslında laf eteydik. Emil Ağa, Kurbedinov Nazim Şeyhmambetov sizin anda alıp kettirilgenizle bağlı bir malumatlarga sahip de geledi. Bizde rahatsızlanaydık. Aslında siz kayda bulunasınız çünkü sizni belli olmagan bir yerge kendi alıp kettiler, kayda bulundunuz, siz kayda bar ediniz. Sonra sizni Ahmedjent'nin ivayasında olganız haberini aldık. En başta mı anda alıp getirdiniz ya da sizlerge başka bir yerde bulundunuz da? После того, как были составлены протоколы на меня и на остальных ребят, всех людей, это более 20 человек, начали развозить по изоляторам временного содержания. Меня и Амедхана Умерова и еще двух ребят доставили в город Судак, где мы и находились всю ночь. И уже утром нас доставили в Центральный районный суд, где рассматривали все эти административные протоколы. Я не için siz öyle uzak kalıp gittiler Sudak'a, Ahmedjit'te, yani bu ne için böyle uzak'a? Ну, сотрудники полиции мотивировали это тем, что мест в Симферополе уже нету, все ИВС заняты, и поэтому тех людей как бы поразвозили. Кого в Феодосию, в Евпаторию, в Джанкой увезли ребят. Нам же достался вот Судак.
На следующий день, когда Центральный районный суд города Симферополь начал рассматривать административные протоколы, в отношении меня рассматривали двое судей, это Деменок и Вороной, и 12 ноября они оба протокола, то есть оба административных материала вернули сотрудникам полиции в связи с тем, что там в материалах имеются очень много грубых ошибок, очень много грубых нарушений. И вечером меня отпустили, меня оставили как бы. И на этом я думал, что история закончится, так как те коллеги, которые мне помогали, это был и представитель адвокатской палаты Республики Крым, это были мои друзья-коллеги. После изучения материала они сказали, что в принципе в их практике не было такого, что можно было исправить такого рода ошибки. Но спустя 12 дней мне позвонил Руслан Шамбазов и пригласил 22 числа прибыть. Алло? Ага. Алло. Да, позвонил 22 числа и попросил прибыть. Алло, алло. Алло, да, Эдем аға. Eşitеміз. Алло. 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 Lütfen да бір кере телефон açınız, да бір кере bağlanınız. Эдем аға Семедляевне мен бізім режиссерларымыздан, muharrirlerimizden, musafir muharrirlerimizden rica ettim. Çünkü en meraklı noktada toxtadıq деп айтмаға мүмкін. Адвокат Эдем Семедляев бізле жанлы бағдайды. İşte сайғылар қадаштар, мұна Эдем аға тапсиятлы же бізлерге ona қаршы yapılғанлар ақында тариф ете. Hususan işte Ruslan Şambazov деген bu şahsiyetinin mahsus aslında böyle Kırım Tatarlarga nefretті olğanı ile bağlı fikrini ifade etti Эдем Семедляев. Bu sebepten ona karşı da bu gibi baskılar yapılğanını kaydetti. Hususan bu kişi Emil Kurbidinov'un da Kseniya Velsi tutulmasına sebepçi olğan edi ve ona karşı da bu gibi memori protokollar tizmesine sebepçi olğan edi ve aynen şimdi bu gibi hareketler advokat ve imayeci Эдем Семедляев'e karşı da yapıla ve işte aytkanına göre 22 noyabr gününe onu Kenede çağırganlar. Эдем аға bizle şimdi canlı bağda. Alo, Эдем аға. Да, bağışlasanız. Интернет очень плохой. Да, попросили прибыть 22 ноября. Ага. Да, мы с коллегами, с представителем из палаты прибыли, где беспрецедентно, можно сказать, был составлен новый протокол под той же старой датой, 11 ноября, с тем же старым номером. Сотрудник ЦП Шамбазов просто поисправлял те моменты, которые не понравились суду, и весь этот административный материал направил в суд, где впоследствии было принято решение, не выслушав ни одного довода, не приняв к сведению ни одного довода моих коллег, судья Вороной вынес решение от 12 суток административного ареста меня. Другой же судья Деменок, который также возвращал материал дела, вынес административный штраф в размере 4000 рублей. Hapishanege sizni alıp kettiler. 12 kun hapishanede geçirdiniz. Şarayitler ve şartlar nasıl edi условия содержания? Условия, конечно же, эти условия не соответствуют тем условиям, которые должны быть для административно задержанных. Первое — это то, что административно задержанных должны содержать в ином учреждении, а не в изоляторе временного содержания, должны содержаться в спецприемнике для административно задержанных. Но, как пояснили сотрудники полиции, единственное такое заведение находится на улице Павленко, и уже больше 3 лет там проводится ремонт.
Поэтому всех административно задержанных содержат в изоляторе временного содержания. В изоляторе временного содержания к тебе относятся не как к административно задержанному, а как к следственно арестованному, то есть человеку, в отношении которого возбуждено уголовное дело. И все права и обязанности там как у следственно арестованного. Это говорит о том, что это уже грубое нарушение. А то, что круглые сутки горит очень яркий свет, то есть приходится тебе спать при очень ярком свете, то, что круглые сутки ты находишься под видеонаблюдением, при том, что это видеокамера находится прямо над сутки, то есть за тобой следят. Конечно же, еда не соответствует тем нормам, то есть это не халяльная еда, поэтому большинство еды ты не можешь кушать, а просто либо выбрасываешь, либо отдаешь другим людям, которые содержатся вместе с тобой. Проблема была с телефоном, так как административно задержанные имеют право раз в сутки 15 минут осуществлять звонки. Однако я поступил в изолятор временного содержания без телефона, и, соответственно, в дальнейшем уже ни родственники не могли передать мне телефон, потому что якобы в передатчиках нельзя передавать телефоны. И в некоторых случаях мне не давали пользоваться телефонами тех людей, которые находятся вместе со мной в камере. Я не kadar insan sizinle beraber kamerada бар edi? Данная камера была рассчитана на 4 человек. Впоследствии эти люди постоянно менялись, как бы. Ну, всегда было нас 4. Эдемаға мына бұндан да ғайры білгенімізге көре мына сізні тұтқанлары вақыт сіздің өмір арқадашыңыз апайыңызға қаршы да санки дерсін yanlış жерде парковка япқаны үшін да мемори дава açılған еді. Сіз бұны сізге yapılғанларынан бағлайсыңыз мы? Ну, конечно, сотрудники полиции были настроены против всех тех людей, которые пришли поддержать меня в тот день. И, конечно же, Руслан Шамбазов раздавал распоряжения всем тем сотрудникам правоохранительных органов, которые там находились. И, конечно же, он пристально наблюдал, куда припарковалась моя. И, конечно же, давал распоряжение сотрудникам ГИБДД для того, чтобы они составили административный протокол также и выписали штраф за якобы неправильную парковку. Эдемаға бұнен бераберлікте мұна сізні о күнде істек етмеге келгенлерге қаршы басқалар япылды. Sonra сіз шыққаныз вақыт, онда yüzlerce insan сізні қаршыламақ үшін келіп шықты ве о күнде 31 кіші тұтылды. 21 шымда әпісханеде болуна демек 10 қадынға пара жазалары берілді. 15.000 рублеге қадарында чешітлі рақамлар бар. Мұна бұл умуми япылғанларға асылды сіз насыл бақасың? Сізге шақсен япылғанларға, sonra сізні дестек етмек үшін келгенлерге япылғанларға бұнен сізже işgalciler nasıl mesaj бермеге тырыша, насыл көріне сізге бұл умуми вазиет? Ну, конечно же, власти, правоохранительные органы очень нервируют тогда, когда адвокаты достойно выполняют свои обязанности и отстаивают законные права своих граждан, своих знакомых, своих друзей. И, конечно же, их очень раздражает, когда простые люди приходят поддержать друг друга, приходят поддержать того же адвоката, которого незаконно посадили. И поэтому, соответственно, и такая реакция, когда люди пришли, женщины с детьми, с шариками светящимися, там, с подарками, пришли просто к зданию ИВСа, никому не мешая, выбрали специально такое место, где люди не ходят, где нет зеленых насаждений, где не мешали. Они стояли в масках, то есть
соблюдали все санитарные нормы. И несмотря на то, что люди как бы постарались максимально соблюсти все правила и нормы, то за 5 минут до того, как я вышел, очень многих людей загрузили в автобус. И когда я уже вышел, люди сидели в автобусе, конечно же, они мне помахали, они крикнули мне слова поддержки. Я был, конечно, в шоке, что людей, которые пришли поддержать меня, которые пришли встретить, вот таким вот образом загрузили в автобус ОМОН. И, конечно же, после того, как я немного освободился, я сразу же поехал в отделение полиции помогать этим людям, представлять их интересы. И, конечно же, когда я узнал, когда в этой группе есть не только парни, не только мужчины, но и женщины пожилого возраста, несовершеннолетние девочки, беременные женщины, ну, конечно же, это беспредел. Это любому человеку, когда я рассказываю, либо описываю эту ситуацию, все, конечно же, это оценивают как полицейский беспредел. Потому что когда огромный ОМОНовец в полной амуниции, в бронежилетах, с оружием хватает женщину, которая стоит с шариком и не выражает никакие лозунги, никакие протесты, а просто лишь стоит для того, чтобы встретить человека, и ее в грубой форме арестовывают, всю ночь держат в отделении полиции, и на следующее утро требуют, чтобы она приехала в суд и выписывают ей штраф, ну это, конечно же, беспредел. Либо когда эта женщина, которая пришла также встречать, стояла с шариками, сажают в изолятор, где она находится за решеткой, ну это, конечно же, беспредел, я считаю. И мало того, те мужчины, которые пришли, мужчины вообще стояли по разным местам, они не стояли одной кучей, и все равно, несмотря на это, их арестовали и дали от 10 до 14 суток ареста. То есть они очутились на моем месте. Я мына Эдемаға сіз асылында сізге бұл кібі әрекетлер япылажағына азыр едіңіз ме, бекле едіңіз ме бойлы олажағына асылды? Да, конечно. Конечно, я предполагал, что это будет так, потому что до этого на все судебные процессы, на просто поддержку своих знакомых, близких, власть именно реагировала вот так. И, конечно же, я думал, что и вот когда я буду освобождаться, сделают именно так. И пытается власть показать, что вот вы пришли поддержать адвоката Семедляева, вот только из-за этого вы сидите здесь. То есть во всем виноват адвокат Семедляев. Яғни менімже нормаль тушынген қырым татарлар, яғни епіміз ешбір шекілде бұл кібі ешбір вақыт тушырмеміз, ве ешбір вақыт бойлы фікірлер атта башымызға біле келмес. Ве аписханде болынған қырым татарлар да бұны чоқ яқшы білелер. Ве затен сізге япқан фаалиетлеріңіз, япқан ішлеріңіз үшін мен де айрыжа оз адымдан, АТР телеканал адından, ве менже қырым татар халқы адından біле айтсам, мені kimse бұл меселеде күнлемес, teşekkürlerini bildirmege isterim. Çok sağ olun Эдемаға yapқан faaliyetleriniz için. Ve son olarak mına sizge de bu kıbı represiyalar endi yapıldı. Sizge de mına apishanege sizni taşladılar. Diğerlerini de taşlamağa devam ettiler. Bu şaraitlerde növbetteki faaliyetinizni nasıl görüyorsunuz? Конечно же, если крымские татары будут также едины, также не будут оставлять друг друга в беде, посещать семьи, помогать друг другу, помогать, я не знаю, даже 10 рублями для оплаты штрафа, то, иншаллах, мы пройдем все эти испытания. И, конечно же, пользуясь моментом, я бы хотел поблагодарить всех тех людей, которые пришли и поддерживали меня, своих коллег, которые с первой минуты находились со мной рядом, которые
всегда помогали, всегда поддерживали и не оставили меня, и, надеюсь, не оставят никого с теми проблемами, которые выпадают им на ихнюю долю. Çok sağ olunuz. Siz de çok sağ olun, Sedemağa vaqt tapıp bizlerden bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Büyük teşekkürler. Эдем Семедляев, адвокат, bizle canlı bağdaydı. Ona karşı yapılgan repressiyalar hakkında TR telekanalının canlı yayında aytıp berdi. Saygılı arkadaşlar, men seni yazık ki bu bölükünü yekunlemek mecburiyetindeyim. TR telekanalının yayınını aman 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması devam ete. Sonra bu studiyada sizlerine meslekdeşim Yuri Matsarski Prime Matsarski programmasında selamlayacaktır. Seyir etiniz. Men sizlerine Allah kısmet ettiğinde yarın bu studiyada selamlayacağım. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Görüşkence. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге.
көк yüzüyle paylaşsın renkini. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? Bin can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. Так, и да, еще будет 2 зубных щетки, вот такие необычные. Обычные по 34 рубля. Темізлік эшиялары аш ве ятақ чамашыры. Хырым татарлар Ахмеджит ве Кезлевнің изоляторында bulunған 21 ватандашқа кереклі шейлерні берді. Кечкен авта олар адвокат Эдем Семедляевны қаршыламақ үшін Ахмеджит изоляторы бинасы янына келіп, işgalciler тарапынан тұтылды. Бойле адалетсізлік инсанларны бек ачулатты. Собираются на остановке, заполняют тротуары в ожидании маршрутки, мешая пешеходам. Это почему-то не смущает правоохранительные органы. А когда крымские татары пришли встретить своего защитника, того человека, который, можно сказать, всю свою жизнь посвящает защите политических заключенных в Крыму, и не только крымских татар, это почему-то правоохранителям показалось противозаконным. И это возмущает. Ляхатве первасыз олмағанлар мобюслерге керекли шейлерін алмақ үшін пара берді. Я считаю, что данная поддержка как семей политзаключенных, так и ребят, отбывающих административные сроки и уголовные сроки, необходимо для того, чтобы семьи не оставались один на один, и с тем самым, чтобы в народе процветала и шла народная поддержка друг друга. Только мы услышали, что их задержали, привезли в город Евпаторию, в ВВС. Мы сразу от местных джимат отозвались, чтобы привезти им продукты питания, там, средства личной гигиены. Иншаллах, и дальше на оставшийся срок будем стараться подвозить им все необходимое. Эмине Сейдалиева işgalciler тарапынан тұтылған ақайы Мустафаны көрмек үшін Кезлевге келді. Еркек тұтылған вақыттан берлі сой-соплар онен телефон вастасыйлы бағланып оламады. Я хотела ему дозвониться, а все это время никак не разрешали. Я дозвонила, чтобы он позвонил, сказали, не знаю, дадут ему звонок или нет. Сегодня я специально приехала как передачу сделать, также и с ним встретиться. Сказали, что выходной, и встречи нам не дадут, но другой день могут дать. Заявление если напишем. Но так я его не увидела и не знаю, как там, что он. Полное нарушение прав человека, полное нарушение коренных жителей. Это продолжаются репрессии против нашего народа. Как они шли, так они и продолжаются по сегодняшний день. Видно, что народное единство, наш джемат един. И несмотря на любые трудности, мы сегодня продолжаем поддерживать друг друга. И мы не сомневаемся, что после каждой тягости непременно приходит облегчение, иншаллах. Саламус Аллах разлосом тем, кто участвует, иншаллах. А тем, которые сегодня оказались в такой ситуации, я желаю, и все братья желают, сабра, крепкого сабра, проявления терпения. Иншаллах, это тоже когда-то закончится. Ақшам ноябрьнің 23-інде yüзден зияде Қырым татарлары апистен шыққан адвокат Семедляевны қаршыламақ үшін Ахмеджит изоляторы бинасына келді. Işgalciler 32 insanны тұтып автобусларға міндірді. Тұтылғанлар арасында қадынлар ве джемат журналистлері де бар еді.
Эпысы санкедерсін жемат низамының бозылмасында қабатланды. 9 қадын 10 бинден башлап 15 бинге қадар пара жазасына марум бұрақылды. 22 еркек 10 күнден башлап 14 күнге қадар аписте қалмасы мечбур. Эвны ихтылар вебунын чун пара талап этелер. Ишгалжилер Кырым-татар милли арекетінің ветераны Рустем Усейновға эвенін екілмасы чун 4 бин рубле пара жазасыны одетті. Бойле қарарны судахнын ишгалжилер қадысы чыхарды. Ерлі файлер қайдеткеніне көре ишгалжилер Усейновға пенсиясының тек бір қысмыны бережек. Кечкен чаршанбе куну ишгалжилер судах живарындаки капсихор көйінде Рустем Усейновның эвені ихты, чунки оның топрағы беледеге айыт олғаныны қарар етті. Махсус техника омон хадимлерінің озгарувынен кетірілді. Хастаханеден мудеттені вел чыхарылған Рустем Усейновның козлері огунде ишгалжилер әркекнің малына қимет кесті. Милли әрекетнің ветераны өзіні ярамай дуйды. Аджелі ярдым машнасы оны судах хастаханесіне алып кетті. Рус ишгалжилері бір кере атешкес режимini бозды. Украина аскерлері арасында инсан ғайыплары yok. Бірлешкен қоветлер операциясының штабында бүлдірілгеніне көре базар куну душман южная қасабасыны қарчалаған Украин арбилері позицияларына 82 калибрлы майынларнен уджум етті. Украин имаяджелері ишгалжилерге қаршылық көстерді, ама базар ертесі куну саба душман Кеня атеш ачты. В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Ковид хасталарының сайысы экселмекте. Кечкен күн Украинада чин вирусы 584 инсанда белгіленді. Шу сырада 10 бинден зияде украинлер хасталықтан түзелді. 297 киші ise хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Сағлық найзері Виктор Лишко хайдеткеніне көре ковид хасталарының сайысы енді 3-ші авта девамында екселе. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 22%, госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість ковідних пацієнтів зменшилась на 14%. Виктор Лешко қайдете омикрон адлы коронавирусның яны штамы Украина территориясында белгіленмеді. Ода Украинада ковид штамларының тарқалмасының незарет еткен система çalışқанына білдірді. Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі. Основна маса нових штамів з'являється в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. Південно-Африканська Республіка найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування. Проте новий штам знайшов розвиток у всіх її сусідніх, менш спроможних країнах. Қырымда да ковид хасталарының миқдары біраз ексілді. Ишгалжилер акимиетінің есапламаларына көре базар күні ковид 690 инсанда белгіленді. 31 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Ковид тарқалғанынан себеп ақиярның Ишгалжилер акимиеті елбаш наратының тантаналы açılması ve байрам концертіні лягу етті. Омикрон адлы ковиднын яны штамы дуньяда тарқалмаға девам ете. Филименгте бу вируснен 10 учинсан, Данияве Австралияда 4 инсан хасталанды. Чох мемлекет карантин сынырланмаларыны керсетіп, четел туристлері ичун ой сынырларыны қапата. Филименг сағлық назиры айтқанына көре Джума акшамы Жанубий Африкадан Амстердамға келген әкі учахнын 60 yolcusында чин вирусы белгіленді. Оларның арасында 10 учинсанда ковиднын яны штамы қайдетілді. Бірінші сефер бу штам Жанубий Африкада тапылды. Кечкен авта сағлық қору дүния тішкелеті омикрон штамыны пек түлекели деп адландырды. Бу штам ковидге қаршы вакциналарға даянықлы олғаныны айталар. Бунин берабер опек юқыншылыдыр. Фақат алимлер омикрон
штами агырне тежелерни до гургана Эмин Дегиль. Женюбий Африка тибий бірлешмесинин йолбашчысы айтханына коре яны штамнын алиметлери Джедий Дегиль. Поки немає приводів для паніки, важких пацієнтів не виявили. Це може змінитися в майбутньому, але галас, який створюють ЗМІ по всьому світу, не відповідає клінічній картині. Авропа комиссия сынын йолбашчысы яны штама кында сөз юрсятып эркесни ашеланмага чагырды. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Головний пріоритет – соціальна дистанція, скорочення контактів, а також максимальна вакцинація та ревакцинація. Модерна адлы Америка ширкетинин йолбашчысы айтханына коре омикрон штамына каршы яны вакцина келечек йылдын башында азырылачак. 3 yıl devamında çırak yakıp akşamlık aşaylar. Bahçesaray rayonundaki Приятное свидание koyunun sakinleri Krımэнерго hareketsizliğinden sebep artık 3 yıl elektriksiz yaşay. Da 2017 senesi enerjiya teslimatçıları yerli sakinlerinin evlerinde elektrika peyda olacağına söz bergen edi. Ama o vakittan beri hiçbir şey denişmedi. Direkler tursa da teller yok. 3 yıl içinde sakinler çeşit işgalciler instansiyalarına ketti. İnsanlar çırak yakıp akşamlık aşamağa alıştı. Karanlık baskanda insanlar Tavrida yolunun yarıklarına baka. Krımэнерго şirketinde aytkanlarına göre Приятное свидание koyunda elektrikanen bağlı problemaları COVID sebebinden çözülüp olamay. Тянут кабель мимо нас, мимо нашего массива. Про жителей нашего массива никто не подумал, никто даже и не вспомнил о том, что здесь живут люди без света. С левой стороны у нас будет путь, с правой стороны у нас мебельный цех, который тоже предприятие Крымэнерго смогло подключить, нашло технические мощности, а вот нас, к сожалению, никак не может. Приходится использовать для получения электроэнергии генераторы. Уже купили их 3 штуки, потому что постоянно они ломаются. Я экономлю на продуктах, на одежде, на своих детях. Только для того, чтобы закупить топливо и чтобы у нас была возможность нормально существовать. Кырыма кында ширлер дорт телдені ширетілді. Киевде бутун дүнияда мешур лех шайры Адам Мицкевич тарафындан yazılgan Кырым санетлерінің тәржімелеріні тақдим еттілер. Китап Полония президенті Анджей Дуданын тешебюсынин ве Киевдеки Полония институтының ярдымынин не ширетілді. To specjalne wydanie zostało przygotowane w związku z inauguracją Platformy. Ця книга була підготовлена з нагоди інавгураційного саміту Кримської платформи. Одразу ж після першого засідання Кримської платформи президент Анджей Дуда передав президенту Зеленському один екземпляр цієї збірки. Видання приурочене до 30-річчя української незалежності. У ньому є також вступне слово президента Республіки Польщі. І це чіткий знак підтримки територіальної цілісності України та протест окупації Криму. Украина тышешлері назирынын бірінші муавины Эмине Джипар, режиссер Ахтем Сейтаблаев, Меджлис рейсы Рифат Чубаров, арбийлер ве санатчылар, Беллилех шайры ве азатлык харекетінің иштиракчысы Адам Мицкевичнин шииренден алынты кетирди. Адам Мицкевич, Кырым санатлары, Бахчисарай. Безлюдні та німі, Гіреїв двір і сад. Po gankach, що мали покірних баш тюрбани. Софи, трони потенгі. Ervazlarga, saçaklarga boy uzatып. Руїна пише тут на мурах гіст незнаний. Як Валтазарові невіковічний згад. Кеттинсіз ебедієн яша болмай. Ганьба, немає вас. А джерело дзвонить. Менің ісе аядат. Тынмай сесим. Кырым санетлері топламы лехтелінде yazılgan ширлер, Максим Рыльскийнын украинже тәржемелері, Чарльз Крашевскийнын ингелизже тәржемелері ве Шакир Селимнын кырым-татарже тәржемелерінден ибареттір. Шайре ве Тельмач Майя Сафет кырым-татарже тәржемелеріні таріретіп янартты. Українська і кримсько-татарська версії в перекладі видатних поетів українського Максима Рильського і кримсько-татарського Шакіра Селіма. І саме ці переклади цими видатними поетами, вони нам дають
но можливість отримати не просто переклад сонет Адама Міцкевича, вони нам нібито дарують ще одне обарвлення цих сонет, бо і українська, і кримськотатарська версії їх можна приймати як самостійні твори, які написані по сюжетах кримських сонет Адама Міцкевича. Адам Мицкевич бин 825 сенесі Қырымға сият еткен сон Қырым сәнетлеріні езді. Ярымаданын табиаты ве тарихи ерлері шайырны фельсефи тушунжелерге далдырып, шиырлерні езмак ичун она ильхам берді. Він надихнувся, перебуваючи в Криму, надихнувся. Це його власні рефлексії від того, що він побачив. Це відгукувалося в його душі як дуже особиста історія. І це відчувається якраз в його віршах. Це один з тих доробків, які тільки підкреслюють, що культурна дипломатія – це надзвичайно потужний інструментарій. Адам Міцкевич був поетом-романтиком, і тому Крим показаний в такому піднесений елегійному дусі, я би сказав, в цих сонетах. Там Чотирдах – це драгоман між небом і землею, це місце, де можна Бога слухати, або це розповіді про інші історичні місця Криму, саме в такому піднесеному в дусі, який подає Крим дуже привабливою землею красивою, щасливою, місцем, де зберігаються спогади про минулі часи кримсько-татарські, місцем, яким можна захоплюватися. Китапта кулланылган фоторесимлер чох вахыт Кырымда яшаган, ама Русия тарафындан ярымаданын ишгал этилмесинден себеп Полонияга ижрет этмеге мичбурылган фотограф Роман Кравченкога айыттыр. Оларнын арасында 2008, 2013 сенелери чекен Карабеяз Вераками фоторесимлер бар. Дорт тілде олған Қырым сәнетлері топламының 800 нұсқасы нешір етілді. Ән яқын вақытта оларны Украин китапханелерге Қырымның ішғалден азат етілмесінден сон есе ярымаданын мектеплеріне де бережеклер. Киевде Жаяв аяқмашна көпірінің тунч макеті тікленілеп қойылды. Объект ақында малюмат Брайль урфатынен yazıldı. Зайыв көрген көзлері яда соқыр инсанлар оны қоланып оқой біле. Це не просто шрифт Брайля, англійська мова, це скорочена версія взагалі історії об'єкту. І за QR-кодом може бути сурдопереклад, тобто це для людей, які погано чують. Владимир балалықтан берле көрдір. Еркек модельні сынап, оны қоланмаға онайтлы олғанына қайдетті. Модель тактильна, якою можна почупати, можна подивитися і побачити взагалі, що це таке. Көпірнің макетini яратканда көр инсанлар көшелерге урылмасынлар деп телюкесізлік ақында тұшындылер. Надзвичайно важлива саме платформа, на якій встановлений макет, тому що це дає можливість уникнути травм для людей, які будуть це оглядати. Лейха ерлі мемория тарафындан еріне кетіріле. Бойлеті Азиз София соборындан башлап Крещатик паркқа қадар сыңырланған имканлары олған инсанлар үшін туристик yolunu абаданлаштыралар. Є в планах відкриття ще одного об'єкту до кінця року. Це біля міської адміністрації, там де буде історія про Хрещатик через QR-код. І надалі плануємо основні такі туристичні місця, які пов'язані з історією Києва, робити такі моделі, міні-моделі для людей. Бойлы объектлерні тек көр инсанлар үшін дегел, яқшы көрген көзлері олғанлар үшін де ишлеп чықардылар. Etrafta tız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım tiller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanğa, tükürle vicdanğa.
бір қач қашық чын қатыла қазан яланға. Шефхатқа кин ашланған, юрт көзлері яшланған. Гуя ақының қара еле қарышмасы башланған. Баба деде өлкесі, далғаларының өкесі, бұзла ятқан ювшанларының иңілтісі өпкесі. Ашқыңа атландырдым, ақылымны алдырдым. Янмаз едім, тұташтырдым, sevmez edip, sevdirdim. Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский», которую веду я, Юрий Мацарский, и стараюсь вам рассказывать обо всем важном, интересном, порой забавном из того, что происходит вокруг нас в нашем большом мире. Сегодня опять начинаем с Беларуси. Все никак не успокоится вот та самая ситуация, которая, буквально рукотворно была создана Лукашенко, Путиным, какими-то их агентами, что внутри Беларуси, что где-то вот уже на Ближнем Востоке. Я напомню, там уже не первую неделю скапливаются мигранты из бедных стран, в первую очередь Ближнего Востока, а также отчасти Африки и Центральной Азии, люди, которые стремятся попасть в Евросоюз. Я уже много раз об этом рассказывал, много раз говорил о том, какие схемы используются для того, чтобы переправлять этих людей. Приводил примеры, я даже рассказывал о том, что разговаривал с некоторыми из тех людей, которые воспользовались этими схемами, отправились в Беларусь. Они уже, правда, те люди, с которыми я общался, вернулись в итоге домой в Ирак, но тем не менее, таких людей все еще очень много остается там на границе Беларуси и стран Евросоюза. Это Польша и это Литва. Это, в принципе, сделано для того, чтобы во многом шантажировать страны Евросоюза. Я уже тоже об этом рассказывал. Лукашенко, скапливая тысячи людей на границе, в принципе, добивается одной простой вещи. Он добивается демонстрации либо того, что вот сейчас Евросоюз, признает, что все его принципы о том, что свобода, достоинство и здоровье человека важнее всего, и пустят этих людей, и тем самым Лукашенко сможет наводнить Евросоюз и продемонстрировать слабость, вот эту безумную слабость, Евросоюза, который, смотрите, поддался на наш шантаж, взял и пропустил. Но, с другой стороны, если не пропустит, если Евросоюз сожмет кулаки, сожмет зубы и не пустит этих людей, Лукашенко может тогда начать рассказывать о том, что, смотрите, они плюют на собственные принципы, они не защищают собственные ценности, дают этим людям умирать где-то в лесополосе или в болотах. Примерно так Лукашенко сейчас и говорит. Интересно, что судя по недавним заявлениям, сделанных руководством Польши, руководством Литвы и руководством Германии, и, кстати, еще и Урсула фон дер Ляйнен, которая глава Еврокомиссии, то есть еще и со стороны Евросоюза, уже прозвучали заявления о том, что на шантаж не поддастся Евросоюз, о том, что Лукашенко зря все это затеял и этих людей не будут пускать, по крайней мере, массово. Понятно, что кто-то умудряется пролезть, кто-то пробегает, кто-то пролезает и в конце концов оказывается в Евросоюзе. Но поддаться на шантаж Лукашенко и пропустить этих людей массово Евросоюз не собирается. Больше того, я обратил внимание еще и на то, что министр иностранных дел Литвы, это та страна, в которую в том числе пытаются попасть беженцы, мигранты, для того, чтобы потом перебраться в первую очередь в Германию. Так вот, министр иностранных дел Литвы, фамилия которого Ландсбергис, сообщил о том, что литовское правительство всерьез рассматривает возможность возбуждения уголовного дела, по крайней мере, возбуждения судебного процесса против Александра Лукашенко, как того человека, который инициировал этот кризис на границах Евросоюза, инициировал один из этих витков гибридной войны Путина и его, собственно говоря, каких-то шестерок марионеток, а Лукашенко совершенно точно является его марионеткой, против Евросоюза, против свободного мира.
Вот то, что вы видите на экранах, это вот один из, вернее, какой-то логистический центр, по большому счету склад, который в конце концов белорусские власти отдали в распоряжение людей, отдали в распоряжение беженцев, которые пытались спастись, которые пытались найти убежище в Евросоюзе. В итоге они уперлись в европейскую границу, их туда дальше не пустили, и к ним туда, в этот логистический центр, несколько дней назад приехал Лукашенко. Он встречался с этими людьми, с этими беженцами, что-то им обещал, страшно радовался, показывал, как они его приветствуют, они с ним здороваются, дети ему машут ручками, а потом он пообщался с сотрудниками, вернее, даже, наверное, с сотрудницами, потому что там были в основном женщины этого логистического центра, и объяснил им свое видение ситуации. Вот давайте мы сейчас выслушаем видение ситуации, которое озвучивает Лукашенко, а потом я объясню, что на самом деле происходит. Когда здесь была война, наши туда, в Узбекистан, и особенно поляки. Поляки то в Иране сидели, в Курдистане, в Ираке, а сейчас они их туда даже на порог не пускают. Ну, потерпите немножко. Ну, в беду попали люди. Они продали все для того, чтобы лучше жилось им. И самое жуткое, то, что там у кого-то отец, у кого-то мать, у кого-то семья, и они не дают им воссоединиться. Поэтому потерпите, мы решим эту проблему. Я знаю, что и местным тут жителям, и вам надоело это все, но представьте мне еще больше. Вы не верьте тому, что мы их сюда привезли. Нам этой беды не нужно было, особенно вот этого лагеря. Это стихийно образовавшийся лагерь. Но для них самая большая проблема, что через границу каждые сутки проникает от 200 до 400 человек. Они все равно их не удержат. То, что они там проволокой перегородили стены, строят, все пустое. Люди идут, их никто не остановит. Поэтому потерпите, я думаю, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. Это, конечно, такое нагромождение лжи над ложью. Он на лжи сидит, ложью подгоняет. Я вот два только важных момента выделю. Первый момент, когда Лукашенко говорит о том, что не верьте, когда говорят, что это мы их сюда привезли. А кто же еще привез? Ведь, собственно говоря, не все эти граждане, а это в первую очередь граждане Ирака, Сирии, отчасти Йемена и целого ряда других государств, повторюсь еще раз, Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии. Вот ни у одного из этих государств нет безвизового режима с Беларусью. То есть все эти люди так или иначе получали визы, так или иначе оформляли все необходимые документы для того, чтобы приехать в Беларусь. Плюс ко всему, до совсем недавнего времени не было, скажем так, простого способа добраться откуда-нибудь, скажем, из Эрбиля, из столицы иракского Курдистана или из Дамаска, из столицы Сирии. Не было простой возможности добраться до Беларуси. Это была куча пересадок, это были неудобные стыковки, это было пересечение границ, это плюс ко всему часто необходимо было еще какие-то транзитные документы оформлять. Но благодаря стараниям Лукашенко появились прямые рейсы из того же Эрбиля, появились прямые рейсы из Дамаска в Минск. Эти люди напрямую летают. Поэтому, когда Лукашенко говорит о том, что не мы их сюда привезли, что это типа никак мы здесь никак в этом не задействованы, это прямая ложь. Вот здесь нужно понимать, это прямая ложь. Еще одна прямая ложь, которую Лукашенко себе позволяет, рассказывая о тех людях, которые оказались у него в заложниках, оказались, ну, фактически теми людьми, которыми он пытается манипулировать, пытаясь чего-то там добиться от Евросоюза. Когда он говорит о том, что, значит, на Ближнем Востоке, в Ираке и в Иране с распростертыми объятиями принимали беженцев из Польши во время Второй мировой войны. Это прям вот, это не просто ложь, это совершенно восхитительная такая интерпретация реальных событий, которые действительно происходили во время Второй мировой войны. Ну, во-первых, Ирак не принимал польских беженцев. Как ни крути, Ирак действительно здесь никак не был, значит, в этой ситуации не участвовал. Вот Иран был. Иранских беженцев, кстати, судя по всему, нет. А если есть, то их какой-то совсем небольшой процент. Но здесь нужно про польских беженцев в Иране рассказать отдельно. И рассказать совсем не ту историю, которую, наверное, кто-то пересказал
кто-то пересказал Лукашенко, как появились иранские беженцы, польские беженцы в Иране в годы Второй мировой войны. А все произошло после вторжения советских войск на территорию Восточной Польши, на территорию, которая сейчас в первую очередь относится к Западной Беларуси. Вот 17 сентября 1939 года советские войска, которые тогда выступали заодно с Третьим рейхом, вторглись на территорию Польши, оккупировали те территории, которые сейчас являются Западной Украиной и Западной Беларусью. Кстати, Лукашенко с этого года день вторжения советских войск в Польшу считает государственным праздником. Это называется День народного единства в Беларуси, чтобы вот просто было понятно. Так вот, после того, как оккупировали вот эту вот самую восточную часть Польши, в советском плену и где-то в ссылках оказалось около 1,5 миллиона поляков. Это исключает тех людей, которые были казнены в Катыни, тех людей, которые были казнены в Харькове. То есть были тысячи, возможно, даже десятки тысяч казненных буквально в первые месяцы после оккупации Польши. И было около от 1 250 000 до 1 примерно 700 000 человек были отправлены в ссылки в Сибирь, в Центральную Азию, вообще вот в отдаленные места Советского Союза. А потом уже после того, как Гитлер напал на Советский Союз и было принято решение о формировании из поляков, которые были на территории Советского Союза либо как пленные, либо как ссыльные, но из них решили формировать армию. Так вот, часть этой армии, Советский Союз был в тяжелом экономическом состоянии, Советский Союз вообще был не в состоянии кормить кого-то, кроме там своих граждан, и то далеко не всех своих граждан, то вот, собственно, значительную часть этих польских беженцев, ну, они не были беженцами, они были пленными или ссыльными, отправили уже в качестве польской армии на Ближнем Востоке. Они действительно присутствовали. Часть в британской подмандатной Палестине, часть в Иране. И вот в Иран было эвакуировано около 80 тысяч польских граждан. Из них 40 с чем-то тысяч это были не военные, а гражданские. Многие из них были детьми. Но еще один важный момент. Иран не с распростертыми объятиями принимал этих людей. Иран и они тоже ехали, польские беженцы ехали туда не с радостью, не с распростертыми объятиями, потому что их лишили их родины, их родина была оккупирована с одной стороны немцами, нацистами, с другой стороны большевиками, их забрали, отправили в ссылку в Сибирь или куда-нибудь на Дальний Восток. Потом, когда сказали, вы нам здесь не сильно нужны, переправляем вас в Иран, но Иран тоже был оккупирован. В Иране не было своей реальной администрации. Часть Ирана была оккупирована советскими войсками, другая часть Ирана была оккупирована британскими войсками. Поэтому, когда Лукашенко рассказывает о том, что их там приняли, их там спасали, их там, значит, кормили и буквально, значит, надышаться на них не могли, он тоже врет, потому что все это происходило руками большевиков. Все это происходило руками оккупационных администраций. Одна оккупационная администрация сначала захватила Польшу, потом эта же самая оккупационная администрация захватила Иран, и из одной части, которую у них отобрали другие оккупанты, переправила людей в другую часть оккупированных территорий. Поэтому здесь Лукашенко врет вообще на каждом шагу. Здесь Лукашенко манипулирует действительно фактами, и ему плевать на судьбы, что тех беженцев времен Второй мировой войны, что беженцев, которые сейчас присутствуют у него на границах, совершенно плевать. Он рассказывает только о том, какой он бедный, несчастный, и какие гадкие европейцы, как они неправильно себя ведут. Собственно, он еще рассказывает о том, что сейчас там, типа, смотрите, все скоро закончится, посмотрите, значит, там сейчас люди прибывают и прибывают, они границу вот-вот прорвут. На самом деле, вряд ли все скоро закончится, хотя понятно, что поток беженцев будет продолжаться по той простой причине, что вот в главных точках, вот в тех регионах, откуда больше всего беженцев отправляется в Беларусь,
все очень неспокойно. И вот север Ирака, его еще называют иракским Курдистаном, это действительно автономный регион. Он во многом независим от остального Ирака. Там все очень плохо. Вот посмотрите эти кадры, я снимал несколько лет назад. Вот так вот выглядят лагеря беженцев, в которых жило несколько миллионов человек. И эти лагеря либо закрываются, либо вот продолжают существовать в таком же виде. Это было снято, в общем-то, на самом деле весной или летом. Достаточно тепло, но эти лагеря расположены в горной местности. Зимой там холодно, там дожди, там снег. В таких палатках там долго не протянешь, а люди, вот реально не протянешь, а люди там живут годами. И какого-то особого просвета нет, потому что экономика сильно просела. На руку, собственно говоря, тем людям, которые отправляют мигрантов в Европу, а взрослый мужчина платит $4000 за себя одного, если семья, это еще больше. Вот так вот беженцы, это из Мосула. Беженцы уезжали после того, как было наступление на взятый игиловцами Мосул. Вот люди живут в таких лагерях, люди живут в таких условиях. Работы нет, значит, возможности где-то устроиться внутри иракского Курдистана или внутри Большого Ирака минимальны. Если даже ты куда-то устраиваешься, зарплаты не хватает на то, чтобы прокормить семью. А большинство взрослых людей семейные. А большинство взрослых людей так или иначе есть дети, так или иначе есть жены, мужья, и всех нужно содержать на, собственно говоря, на какую-то минимальную зарплату семью не прокормишь. Поэтому все это играет на руку Лукашенко. Этот кризис, который длится годами в Ираке, кризис, который годами длится на Ближнем Востоке, никуда не делся, он продолжается, и он подогревается, кстати, во многом лукашенковскими друзьями. Кем он подогревается? Дело в том, что вот главный работодатель на севере Ирака – это региональная администрация иракского Курдистана. Они платят зарплаты, они платят пенсии. Нет более крупного работодателя, чем эта самая администрация. А нет более масштабного источника финансирования этой администрации, чем нефть. Это места очень богатые нефтью, это места, в которых добываются десятки тысяч баррелей в сутки. И для того, чтобы влезть туда, для того, чтобы оказаться, значит, влиятельными игроками на нефтяном рынке Ближнего Востока, там огромные деньги платили, например, Роснефть, например, Газпромнефть. Роснефть владеет, например, трубопроводом, который ведет из иракского Курдистана в Турцию. Вот это тут трубопровод, по которому прокачиваются какие-то безумные объемы нефти. Рейтерс сообщал, что деньги, что, собственно говоря, Роснефть заплатила за владение этим трубопроводом порядка $2 миллиардов. Вот вдумайтесь, $2 миллиарда и вот такие вот условия. Вот такие вот условия жизни людей. Это только за одну трубу. А помимо этой одной трубы существует еще большое количество, значит, месторождений нефти, из которых выкачиваются просто тысячами тонн выкачивается нефть. Но эти деньги куда-то пропадают. Я помню, я одного моего коллегу спросил в Ираке, когда там работал, местного, обратил внимание на шикарные особняки, обратил внимание на дорогущие автомобили, на какие-то казино, какие-то безумно дорогие рестораны, которые вдруг в Ираке в разрухе посреди этих лагерей беженцев появлялись и существуют, и множатся. Я у него спросил: скажи мне, пожалуйста, это все благодаря нефти? Он говорит: нет, это все благодаря коррупции. Какая коррупция? Вот это самая нефтяная коррупция. Агентство Bloomberg сообщало о том, что некому тайному переговорщику, который помогал обстряпывать сделки с руководством Ирака и руководством иракского Курдистана, одна из российских нефтяных компаний заплатила $200 миллионов. $200 миллионов одному единственному посреднику заплатили то ли Сечин, то ли кто-то еще из вот этих вот российских миллиардеров. Зачем им это все нужно? Для того, чтобы, собственно говоря, иметь возможность держать ситуацию под контролем, для того, чтобы иметь возможность дестабилизировать эту ситуацию тогда, когда им нужно. Вот вроде бы как уменьшились потоки беженцев. Вроде бы как
Даже сотни, а то и тысячи людей полетели назад, сообразив, что, наверное, сейчас, еще и накануне вот наступающей зимы, не стоит оставаться там. Что делают, значит, агенты влияния? Понятно, что это может прозвучать как теория заговоров, но тем не менее, не исключен такой вариант. Берутся и отменяются стипендии студентам, которые учатся в иракском Курдистане. Для очень многих людей это действительно вопрос выживания. Там нет работы сейчас, очень большие проблемы. А студенты получали стипендию там от 45 до 60 примерно долларов, в зависимости от вуза, в котором ты учишься, и от твоей успеваемости люди получали стипендии. Эти стипендии взяли и отменили. Просто нет этих денег, больше студенты не получают. А студенты начинают устраивать массовые манифестации в иракском Курдистане. На прошлой неделе проходили массовые выступления недовольных, не только студентов, к ним присоединились профсоюзы, к ним, скорее всего, присоединились какие-то их старшие родственники. Вот так вот все это происходило. Значит, прям тысячи людей во многих городах вышли протестовать, какие-то жгли покрышки, выходили к каким-то, значит, административным зданиям, к каким-то представительствам властей иракского Курдистана, требуя объяснить: слушайте, а куда деваются вот эти вот самые сотни миллионов и миллиарды долларов дохода, которые вы получаете от нефти? Ведь эта нефть принадлежит не каким-то там конкретным людям в региональной администрации, не каким-то там чиновникам и депутатам. Эта нефть принадлежит, недра принадлежат народу. Давайте каким-то образом разбираться. В итоге все это закончилось, то, что вот вы видите, да. Значит, вот этот дым, это не просто дым, это гранаты со слезоточивым газом, которыми начали разгонять протесты полицейские. Вот они дымятся. Вместе с этими гранатами со слезоточивым газом были использованы, как всегда это бывает, дубинки, были использованы резиновые пули. Есть сообщения о раненых, в том числе тяжело раненых и юношах, и девушках, которые принимали участие в этих акциях протеста против отмены стипендий. Вот то, что вы видите, они стреляют. К счастью, судя по сообщениям, стрельба идет не боевыми патронами, а резиновыми пулями. Хотя, в принципе, резиновая пуля — это тоже очень-очень серьезная история. Резиновой пулей можно покалечить при неудачном стечении обстоятельств и убить человека. Вот это вот тоже видео, как в один из городов иракского Курдистана на волне протестов начинают стягивать армию вместе с бронированными хаммерами. То есть на то, чтобы отправить армию, на то, чтобы вооружить, значит, спецслужбу, полицию, всех кого угодно, деньги есть, а на то, чтобы платить на самом деле совсем небольшие с точки зрения тех доходов, которыми располагает иракский Курдистан, стипендии студентам, денег нет. И именно это выводит людей на улицы, именно это выводит людей на протесты. Известно, кстати, что сейчас идут аресты, по крайней мере, нескольких из тех людей, которых назвали зачинщиками этих самых протестов, арестовали. А что это значит? Это значит, что значительная часть людей, которые, наверное, будут опасаться за свою жизнь, за свое спокойствие, за свою свободу, попытаются выбраться из иракского Курдистана и перебраться в Евросоюз. Мы видим, что путь в Евросоюз с морем очень опасен. Совсем недавно опять у берегов Великобритании затонула очередная лодка, погибло огромное количество людей, которые пытались на этой лодке добраться до берегов Британии, погибли. Поэтому там наиболее очевидным является путь через Беларусь со всеми его сложностями, со всеми его проблемами, со всем этим сумасшедшим Лукашенко. Но, тем не менее, наверняка сейчас какие-то очередные люди попытаются добраться в Евросоюз через Беларусь, опять застрянут там, на этой границе. Какая-то часть сможет проникнуть, какая-то часть может пролезть через эти ограждения, через колючую проволоку, прорваться, найти какие-то обходные пути, но сможет это сделать. И Лукашенко опять будет это использовать в своей пропаганде. Лукашенко опять будет этих людей использовать в качестве заложников в этом своем противостоянии с Западом. Никуда от этого не деться. Кстати, вчера в воскресенье исполнилось бы 50 лет нашему коллеге Павлу Шеремету, который в 2016 году был убит в самом центре Киева. До сих пор непонятно, вопреки всем заявлениям самых разных высокопоставленных персонажей в украинской власти, так мы и до сих пор не знаем, кто на самом деле убил Павла Шеремету и по чьему заказу это было
было сделано. Павел Шеремет был личным врагом Александра Лукашенко. Он был тем человеком, который был лишен белорусского гражданства личным распоряжением, личным указом Александра Лукашенко. Лукашенко ненавидел его всеми фибрами своей души. И вот Павел Шеремет за несколько лет до своей гибели в интервью телеканалу «Белсат» описал свое видение того, что из себя представляет узурпатор, белорусский узурпатор. Давайте мы посмотрим это видео, а потом от того, что происходит в Беларуси, перейдем к тому, что происходит в других странах. Если бы Лукашенко был единственный диктатор в новейшей истории мира, то можно было бы говорить о каких-то его выдающихся качествах. Поскольку диктаторов достаточно много в мире, то ничего уникального, свойственного только Лукашенко, нет. Лукашенко уникален только своим бесстыдством, Лукашенко уникален своей ложью, Лукашенко уникален только тем, что он идет по головам людей. Трудно среди белорусов найти было такого демонического человека. Трудно было найти среди белорусов вот человека, который будет идти по судьбам людей, человека настолько жестокого, настолько беспринципного, как Лукашенко. В этом смысле для белорусов он уникален. У нас, в общем-то, карателей было немного в нашей истории. И вот родить такого человека, это, конечно, трагическое стечение обстоятельств. Я думаю, что мы долго будем исправлять ошибки режима Лукашенко. Это такое проклятие белорусов на рубеже 20-21 века. Он украл у нас будущее. Он украл у нас прекрасные перспективы стать цивилизованной страной, стать членом семьи цивилизованных государств. Да, мы не умерли. Да, мы как-то так выживаем, картошку сеем, убираем, работаем, да. Но именно можно говорить о том, что Беларусь — страна потерянных возможностей. Мы могли жить лучше, интереснее, свободнее, а живем как затравленные, забитые, запуганные люди, которые оглядываются по сторонам, оправдываются, озлобленные, затравленные. Вот во что мы превратились после 17 лет правления этого человека. То есть это Павел говорил 17, когда Лукашенко 17 лет был у власти. Сейчас Лукашенко у власти почти четверть века. И все становится только хуже. Все становится для Беларуси, для стран, которые так или иначе с ней взаимодействуют, становится все опаснее и опаснее. И вот, кстати, прежде чем перейти к другим темам, к другим странам, обращу внимание еще на одну важную деталь, как раз касающуюся Беларуси и узурпатора Лукашенко. Сегодня с утра он провел совещание в Министерстве обороны, явился туда в форме главнокомандующего, значит, с советским гербом, такой а-ля советский белорусский герб у него был на форме, и на погонах, и на кокарде. Он изображал из себя, выглядел он, конечно, как латиноамериканский диктатор из карикатур какого-нибудь крокодила. В общем, он пришел туда на это совещание и рассказал буквально следующее. Он рассказал, что миграционный кризис на границах Евросоюза, вот эти несчастные люди, которые он держит в заложниках, на самом деле это не его вина, что это все делает Запад, что это Запад отправляет людей на границы Евросоюза, Запад копит их на территории Беларуси. Для чего? И Лукашенко объясняет, для чего он это делает. Для того, чтобы белорусская армия, белорусские спецслужбы были бы связаны там, были бы, значит, необходимо было бы постоянное присутствие каких-то военных, каких-то полицейских сил там, рядом с границами Евросоюза, если вдруг коварный Запад решит напасть на Россию. То есть сейчас Лукашенко рассказывает следующее. Это вот специальная такая, значит, пятая колонна, которая свяжет какую-то часть белорусских войск и не даст им пойти на помощь братской для Лукашенко России в тот момент, когда Запад на эту самую Россию нападет. И вот здесь еще важный момент для тех, кто по какой-то причине еще считает, что Лукашенко прям друг Украины, что Лукашенко и что Украине нужно, значит, с ним возобновлять отношения, и что Лукашенко помог бы Украине, и Лукашенко был бы прекрасным союзником Украины. Он говорит буквально следующее, что если вдруг что-то начнется, что если вдруг Украина
попробует развязать конфликт с Россией, это вот прямая цитата, что если Украина попробует развязать конфликт с Россией, вот представьте себе, он такое говорит, то Беларусь не будет стоять в стороне, и она придет на помощь Российской Федерации. Вот, собственно говоря, вот такой вот союзник, вот такой друг у Украины, в кавычках, естественно, друг у Украины, Александр Лукашенко, человек, который захватил власть и не отпускает ее. А он, кстати, не один такой в мире, есть еще несколько похожих персонажей, которые захватили власть и которые никак с этой властью не распрощаются. Одного из таких людей зовут Николас Мадуро. Значительная часть стран мира, в первую очередь Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, значительная часть стран Евросоюза, не признают его президентом Венесуэлы аж с 2018 года. В 2018 году были проведены очередные президентские выборы. Запад итоги этих выборов не признал, сказал, что, значит, Лукашенко, что Николас Мадуро их, значит, сфальсифицировал, он жульничал и сам себя объявил победителем, не имея на это права, и признали, собственно говоря, временным президентом Венесуэлы, признали оппозиционного главу парламента, которого зовут Хуан Гуайдо. В итоге вот уже 3 года, почти 3 года, все это произошло, признание, в январе 2018, 19, 20, 21, да, уже больше 3 лет, получается, страна живет с 2 президентами. Один президент, которого признает там Россия, Китай и так далее, там Куба и так далее, значит, Иран, это Николас Мадуро. И другой президент, которого признают страны свободного мира, которого зовут Хуан Гуайдо. Все это время страна существует вот в таком вот странном двоевластии. Вокруг нее, против нее вводятся все новые и новые санкции со стороны Запада, со стороны стран, окружающих Венесуэлу. При этом ни Мадуро, ни Гуайдо не демонстрировали готовности сдать назад и сказать: ладно, давайте мы каким-то образом, значит, придумаем, что делать нам дальше. Я отказываюсь там от своих полномочий в пользу того-то или в пользу всего-то. Ну вот почему я вдруг сейчас вспомнил об этой стране. Потому что там прошли выборы губернаторов и мэров крупных городов. Это первые с 2017 года выборы, которые не бойкотировала оппозиция. Это первые за несколько лет выборы, в которых оппозиция пришла и приняла участие на равных с вот этой вот самой объединенной социалистической партией, которую возглавляет Николас Мадуро. Оппозиция решила, что путь бойкота, путь игнорирования, путь тупиковый. Рассчитывали они на то, что смогут взять голоса везде, где только получится. Призывали венесуэльцев прийти и поддержать оппозиционных кандидатов. В итоге проиграли везде, где только можно. 23 губернаторов избирали, 20 это победили представители партии Мадуро. Мадуро допустил на эти выборы наблюдателей из Евросоюза. Наблюдатели из Евросоюза сообщили о том, что выборы были не свободными, сообщили о том, что выборы были нечестными, сообщили о том, что, собственно говоря, победа была украдена у многих из кандидатов оппозиционных, и что и административный ресурс, и фальсификации, и вбросы, и все остальное прочее были сделаны в пользу Мадуро. Мадуро объявил всех этих наблюдателей врагами и шпионами. Сказал, что они приехали в Венесуэлу не для того, чтобы проследить за выборами, которые, по его мнению, были исключительно честными и исключительно правдивыми, а для того, чтобы потом обвинить его и венесуэльский народ, который всецело его якобы поддерживает, в том, что они фальсифицируют, в том, что они, значит, враги и предатели. Рассказал о том, что никогда не пустит больше этих мерзавцев и негодяев к себе в Венесуэлу, и, собственно говоря, обещал, что раз народ поддерживает его политику и политику его партии, эта политика и его партии продолжится, и он будет таким же непримиримым антиамериканистом, антиимпериалистом, и вообще будет таким же жгучим социалистом. Давайте, кстати, посмотрим сюжет о том, кто такой Николас Мадуро, как он вообще оказался у власти, а потом пойдем дальше.
Николас Мадуро, названный в честь отца, родился в 1962 году в семье рабочего венесуэльца и его жены колумбийки Терезы. В свидетельстве о рождении указано, что Николас метис, то есть среди его предков есть люди африканского и индейского происхождения. Сам Мадуро говорил, что его дед был евреем-сефардом, переселившимся из Европы в Венесуэлу и перешедшим на новой родине в католицизм. Семья будущего президента отличалась левыми взглядами. Отец долгое время даже был профсоюзным лидером и организатором стачек и забастовок. В старшей школе и сам Николас Мадуро находит себя в политике и становится активным участником ученического союза, защищающего интересы школьников. Скорее всего, политическая работа так и не позволила ему сдать выпускные экзамены. По крайней мере, записи о выдаче Мадуро аттестата зрелости в школьном архиве нет. В конце 70-х Мадуро устраивается работать водителем автобуса. Несколько лет он возит рабочих на стройке метрополитена Каракаса и подрабатывает телохранителем у одного из лидеров венесуэльских социалистов – Хосе Рангеля. В середине 80-х молодой Мадуро отправляется на Кубу, где проходит обучение у местных коммунистов. По некоторым данным, кубинские власти ставят перед венесуэльцем задание втереться в доверие по возвращению на родину к делающему стремительную карьеру офицеру Уго Чавесу. Якобы кубинцы через Мадуро хотели убедить популярного УМАС военного встать во главе социалистических преобразований в Венесуэле. Как бы то ни было, Николас Мадуро, вернувшись домой, действительно довольно скоро сошелся с Чавесом. А когда офицера, ставшего политиком, арестовали в 1992 году за попытку госпереворота, именно Мадуро возглавил кампанию по его освобождению. С тех пор эти двое почти всегда были вместе. Помилованный в 1994 году Чавес отправился в тур по стране и по соседним государствам, часто появлялся на людях с Николасом Мадуро. От партии Чавеса бывший водитель автобуса избрался в Конгресс, а когда офицер занял в 2000-х президентский пост, его протеже пересел из депутатского кресла в министерское, возглавив венесуэльский МИД. В 2011 году у Чавеса диагностировали рак. Понимая, что ему осталось недолго, президент назначил своим заместителем и преемником Николаса Мадуро. 5 марта 2013 года Уго Чавес умер. Согласно Конституции, его заместитель стал временным президентом, а после проведенных в середине апреля досрочных выборов уже постоянным главой государства. На этих выборах Мадуро набрал чуть больше 50% голосов избирателей, опередив ближайшего преследователя, христианского социалиста Энрике Каприлеса, всего на 1,5%. Николас Мадуро всегда стоял на социалистических антиамериканских позициях. По его же признанию, своими учителями и наставниками он считает лидеров кубинской революции, братьев Фиделя и Рауля Кастро, а также свергнутого и казненного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В ходе первого президентского срока Мадуро продолжил начатую еще при Чавесе программу конфискации собственности у работавших в Венесуэле западных компаний и постоянно увеличивал объемы бюджетных выплат местным беднякам. Результатом этих действий стали инфляция в 2 миллиона % за 6 лет, бегство из страны каждого 10-го жителя, тотальный дефицит даже самых необходимых продуктов и средневековые показатели детской смертности. Тем не менее, по итогам прошедшим в 2018 году выборов, Мадуро был переизбран на второй шестилетний президентский срок, получив почти 68% голосов избирателей. ООН, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Австралия и ряд других государств и организаций не признали результат этих выборов, посчитав, что и ход самой избирательной кампании и подсчет голосов проводились с грубейшими нарушениями. Я вот, кстати, не очень верю реально тем историям о том, что победили честно вот эти вот самые 20 губернаторов из 23, что люди всерьез отдали свои голоса за партию Николаса Мадуро. Почему я в это не верю? Потому что вот вышла совсем недавно, на этой неделе или в конце прошлой недели, новая статистика о экономическом положении, о положении дел в Венесуэле. За эту статистику ответственны в первую очередь университеты и научно-исследовательские институты там в самой Южной и Центральной Америке, которые понимают, о чем идет речь, которые знают и основывают свои данные на реальных изысканиях. Не выдумывают из головы, не додумывают, а вот, что называется, считают каждую копеечку и понимают, что на самом деле происходит. Так вот, почти 77% венесуэльцев сейчас живет за
чертой бедности. Только 40% населения официально трудоустроены. Но вот что значит официально трудоустроены? Официальное трудоустройство вовсе не гарантирует хотя бы там минимально достойного существования, потому что человек, который работает сейчас где-то трудоустроен официально, не бизнесмен, а вот человек, который работает, он может зарабатывать ежемесячно. Средняя зарплата в Венесуэле сейчас $12. $12 средняя зарплата в Венесуэле, повторюсь еще раз. Это 76, почти 77% находится за чертой бедности. У 59% семей в Венесуэле не хватает денег для того, чтобы досыта наесться и накормить своих детей. 59% семей, 59%, это больше половины, не могут накормить своих детей досыта, чтобы они не голодными ложились спать. ООН посчитал, что вот за последние годы из Венесуэлы бежало в качестве беженцев, в качестве, в первую очередь, экономических беженцев, то есть спасаясь от ужасающей бедности, бежало 6,7 миллионов, почти 7 миллионов человек бежало из Венесуэлы. Это при населении страны что-то около 28,5 миллионов человек. Почти 7 сбежало. Можете себе представить, что на самом деле происходит там в стране. $13 зарплата, 7 миллионов беженцев. 59% семей не могут накормить досыта, собственно, своих детей и сами наесться досыта. И при этом все продолжают голосовать дружно за Объединенную социалистическую партию Николаса Мадуро. Его главный оппонент Хуан Гуайдо, тот человек, который в глазах Запада, в глазах США и Евросоюза является главой государства, он уже выступил с речью по итогам этих самых выборов. Он сказал о том, что остается и считает себя временным президентом и будет бороться за власть. И даже заявил о том, что по его данным Соединенные Штаты Америки продолжат, по крайней мере в следующем 2022 году, тоже считать его временным президентом, считать его официальным главой государства. Никаких, кстати, вот есть несколько официальных заявлений касательно выборов со стороны Госдепа США, но там нет ничего касательно Хуана Гуайдо, поэтому нам вот остается верить только ему самому. Так или иначе, он продолжает действительно находиться в контакте с американскими политиками и с европейскими политиками. Американцы, кстати, сказали о том, что да, они не признают итогов этих выборов, они считают их нечестными, они считают, что были подтасовки, все было сделано с одной единственной целью — обеспечить максимальное количество голосов вот этим вот самым ребятам из стана Николаса Мадуро, но отдельно ничего о том, как они будут дальше относиться и какую они будут делать ставку на Хуана Гуайдо или не будут делать никакой ставки на Хуана Гуайдо, в Госдепе не сказали. Но сам он себя продолжает считать руководителем, сам он себя продолжает считать, вот тоже странная, да, история, он почти не имеет никакого влияния за пределами парламента, он почти не имеет никакого влияния за пределами узкого круга тех людей, которые считают его руководителем. Николас Мадуро так или иначе продолжает руководить всеми политическими, отчасти экономическими процессами, но Хуан Гуайдо считает себя президентом, пускай и временным. Давайте, кстати, посмотрим сюжет о Хуане Гуайдо для того, чтобы понять, что это за человек и как он оказался там, где оказался сейчас. Хуан Гуайдо родился в 1983 году в семье пилота гражданских авиалиний Венесуэлы и школьной учительницы. Родной город Гуайдо, Ла-Гуайра, даже в благополучные времена считался одним из самых бедных в государстве. Однако родители Хуана относились к среднему венесуэльскому классу, а выбор места жительства объяснялся тем, что именно у Ла-Гуайры расположен главный аэропорт страны, обслуживающий столичный Каракас. Отцу семейства, пилоту Вилмеру Гуайдо, было удобно ездить на работу и обратно именно из бедного Ла-Гуайро, а не из удаленного на 30 километров от аэропорта Каракаса. Несмотря на развод родителей, уже вскоре после рождения Хуана его детство было относительно благополучным и, по венесуэльским меркам, даже зажиточным. Этому благополучию пришел конец в 1999 году, когда на Венесуэлу обрушилось стихийное бедствие, известное ныне как трагедия в Варгасе, из-за обильных
минеральных осадков несколько городов и поселков на побережье Венесуэлы оказались смыты оползнями и селевыми потоками. Десятки тысяч венесуэльцев погибли в этой катастрофе. Тысячи человек, включая семью Гуайдо, лишились жилья и всего своего имущества. Позже Хуан Гуайдо рассказывал, что медлительность властей при строительстве нового жилья и выделении помощи пострадавшим продемонстрировали ему некомпетентность и коррумпированность верхушки государства. В своих интервью он указывал на то, что избранный как раз в конце 1999 года президентом Уго Чавес не сделал почти ничего для облегчения участи тех, кто потерял в трагедии свои дома и семьи. Однако к активной оппозиционной деятельности Хуан Гуайдо пришел лишь в 2007 году, когда, будучи студентом католического университета в Каракасе, стал одним из организаторов протеста против государственной цензуры. Из этого протеста выросло сначала молодежное движение «Поколение 2007», а позже и целая политическая партия, названная «Народная воля». Возглавил партию, официально зарегистрированную в 2011 году, один из самых известных левых политиков Венесуэлы Леопольдо Гомес. Гуайдо стал одним из ближайших его соратников и, как вспоминали товарищи по партии, любимым учеником Гомеса. Молодой политик был не очень известен и какое-то время пребывал в тени более старших товарищей. Однако вышел на первые роли после того, как Леопольдо Гомес был арестован и приговорен в 2015 году к 14 годам заключения за организацию массовых беспорядков. За арестом и судебным решением стоял преемник умершего от рака Уго Чавеса Николас Мадуро. Вскоре после ареста наставника Хуан Гуайдо был избран в парламент Венесуэлы, где продолжил борьбу с режимом. При этом работу в парламенте он совмещал с такими видами политической активности, как голодовки и участие в массовых антиправительственных выступлениях. Сам политик рассказывал журналистам, что на его теле есть несколько следов от резиновых пуль, с помощью которых полиция разгоняла акции протеста. В мае 2017 года Николас Мадуро был в очередной раз избран президентом. Однако целый ряд стран Запада и венесуэльская оппозиция не признали результаты выборов. Внутри государства центром сопротивления президенту стал парламент, главой которого в декабре 2018 года был избран 35-летний Хуан Гуайдо. Вскоре после своего избрания он объявил Мадуро нелегитимным президентом и призвал правительства других стран признать себя в качестве временного главы государства. Его призыв был поддержан Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, ведущими европейскими государствами и большинством стран Южной Америки. Вместе с тем, на легитимности Николаса Мадуро продолжали настаивать его союзники из Китая, Турции, России и ряда стран региона. В итоге в Венесуэле образовались сразу два враждебных друг другу центра принятия решений, что лишь ускорило кризисный процесс в стране и буквально поставило ее на грань иностранной интервенции и гражданской войны. Эта вот история продолжается до сих пор. Вот это глубочайший кризис, из него выхода пока нет. Сам Мадуро, чем он занимается? Он занимается, по большому счету, тем, что продает золотой запас, меняет его на какие-то продукты первой необходимости и на бензин для того, чтобы заправлять автомобили, автобусы и так далее. Это при том, что Венесуэла страна с самыми большими в мире разведными запасами нефти. Просто эти разведные запасы нефти некому и нечем добывать, перерабатывать, некому продавать, потому что американские санкции сделали всю вот эту вот нефтяную отрасль или почти всю нефтяную отрасль максимально нерентабельной. То есть найти специалистов невозможно. Никто не пойдет даже на $13 зарплаты работать. Люди, скорее, специалисты переедут в другие страны и будут работать там. Никто не будет поставлять оборудование для добычи и переработки нефти, потому что любая компания, которая начнет поставлять это оборудование государственным компаниям в Венесуэле, а другие компании частные не заняты в нефтяном секторе, она вся национализированная нефтянка в Венесуэле, тут же подпадут под американские санкции и никому больше никогда не смогут продавать. Поэтому эти компании не заинтересованы в сотрудничестве с Мадуро, они ищут себе менее токсичных клиентов. Ну и, соответственно, продавать эту нефть тоже особо некому, потому что главный
главный, скажем так, клиент, главная страна, которая покупает нефть в том регионе, в западном полушарии, это Соединенные Штаты Америки, она не покупает нефть у Венесуэлы. Конечно, есть какие-то нелегальные поставки в близлежащие страны. Конечно, что-то где-то каким-то образом так или иначе добывается, возможно, где-то перерабатывается, но в любом случае это вообще, конечно, слезы по сравнению с тем, что могло бы быть и какие доходы могла бы приносить нефтяная отрасль, если бы не вот эти вот самые дурацкие решения, которые были приняты Уго Чавесом, а потом его последователем Мадуро. Нужно отдать, кстати, должное Уго Чавесу и тем людям, которые были при власти вместе с ним. Вот при всем его странном, таком абсолютно диком антиамериканизме, при всем его там почитании Маркса, Энгельса и прочих не самых приятных персонажей, он действительно смог в какой-то момент взять и накормить тех людей, которые там годами не доедали. Действительно, в Венесуэлу смогли вытащить низы вот тех людей, которые были максимально нищими, тех людей, которые были лишены возможности заработать себе на хлеб. Вот в какой-то момент они смогли наесться вдоволь, в какой-то момент им смогли обеспечить работу, в какой-то момент они смогли выбраться из вот этой вот максимально какой-то беспролазной, непролазной вот этой вот тьмы и нищеты. Но все пошло еще дальше, и в итоге привело к тому, что вот эти вот несколько процентов людей, которые не доедают, превратились в 59%, которые не доедают. Поэтому нужно было вовремя остановиться. Вот эти вот ультрасоциалистические реформы не должны были идти максимально до конца, не должны были превратить страну в страну изгоя, а они действительно превратили страну в выживающую, они действительно превратили страну в одну из самых бедных на планете. Кстати, с похожей ситуацией, с катастрофической бедностью и с вероятным массовым голодом вот-вот столкнется еще и Афганистан. Я уже об этом рассказывал, о том, что правительство талибов в Афганистане, которое по большому счету пришло к власти даже не военным путем, они действительно наступали, но особого сопротивления не встречали, просто вот пришли и взяли власть. Вот так вот сложились обстоятельства, что никто не мог бросить вызов талибам, и они в августе взяли власть, и теперь Талибан единственный источник власти в Афганистане. Так вот, они столкнулись с тем, что счета предыдущего афганского правительства, которое бежало, заморожены. Эти счета в основном расположены физически в американских банках. Американцы не признают талибов легальной властью, не признают их режима, не признают в легальности режима талибов еще и европейские страны. А вот талибы всячески настаивают на том, что пора признавать, хватит играть в бирюльки, хватит притворяться, что есть или могут появиться какие-то другие персонажи, которые способны будут взять на себя власть и ответственность за происходящее в стране. Давайте, признавайте нас властью в Афганистане. Это уже, кстати, спровоцировало одни заявления талибов уже спровоцировали активные антиталибские выступления в самых разных частях Европы, и не только Европы. Вот то, что вы видите сейчас на экране, это вот как раз последние 2, а то и 3 недели в Австралии, в Канаде, в США, в Австрии, в Германии, в Бельгии, везде, где есть какая-то более-менее активная афганская диаспора, проходят вот такого рода митинги. Они часто, то, что вы видите, вот эти флаги, это флаги либо сопротивления антиталибского, вот это вот зелено-бело-черный, это вот флаг сопротивления антиталибского, либо вот флаги государственные, флаги, которые вот Талибан отменил, черно-красно-зеленый. В разных странах проходят. Требование одно – не признавать режимы талибов, так или иначе поддержать тех людей, которые сопротивляются режиму талибов, так или иначе оказать помощь, включая там военную, экономическую, сопротивление антиталибскому. Но сейчас никто не спешит этим заниматься. Мало кто, я не знаю вообще, есть ли кто-то, по крайней мере на государственном уровне, кто готов поддержать или хотя бы декларирует готовность поддержать это сопротивление. Может быть, кроме Таджикистана, Эмомали Рахмон, глава Таджикистана, всячески рассказывает о том, что он готов помочь, готов поддержать и всячески, собственно говоря, способствовать победе антиталибского сопротивления, но пока это все лишь разговоры. Так вот,
складывается действительно очень тяжелая ситуация. В Афганистане, повторюсь, да, талибы говорят, помогите нам, и даже не столько нам, сколько вот поддержите, видите, Северный альянс, поддержите National Resistance Front, фронт национального сопротивления. Мальчишка держит плакат с портретом Ахмада Масуда, человека, который возглавляет вот это вот самое фронт национального сопротивления. Гуманитарная ситуация действительно чудовищная, потому что уже пришли холода в Афганистан, уже нет возможности людям содержать себя, содержать свои семьи. Известно, что очень многие продают, значит, все, что только можно, лишь бы поддержать семью, лишь бы купить хотя бы какие-то предметы первой необходимости и даже просто еду. Около 23 миллионов человек или половина населения Афганистана, согласно подсчетам ООН, прямо сейчас сталкивается с недостатком пищи и с недостатком медикаментов. 23 миллиона человек вот прямо сейчас уже находятся в состоянии гуманитарной катастрофы. Известно, что даже Пакистан и Индия на время отложили все свои какие-то разборки, все свои разногласия. И Пакистан разрешил индийским властям через свою территорию перебросить предметы первой необходимости, какую-то гуманитарную помощь для жителей Афганистана. Но в любом случае это все полумеры. Афганистану нужно каким-то образом какое-то признание. Афганистану нужно каким-то образом включение в самые разные легальные экономические схемы, в разные экономические потоки, которые существуют как на региональном уровне в Центральной Азии, так и на глобальном уровне, в принципе, да, в мировое какое-то сообщество. Пока этого нет, пока нет, Афганистан не включен, приходится, конечно, главная ставка, на которую делают, главные какие-то, значит, моменты, на которые делают ставку местные жители, это нелегальная экономика. Какая нелегальная экономика есть в Афганистане? Всем про это прекрасно известно, это выращивание опиатов. Это мак, маковая соломка продолжает выращиваться вообще за милую душу, вопреки заявлениям Талибана о том, что вот как только мы придем к власти, мы сразу наведем порядок, мы уничтожим все эти насаждения. Ничего подобного не происходит. К большому сожалению, мак продолжает выращиваться, и люди, которые занимаются выращиванием мака, говорят, а какая у нас еще альтернатива? У нас либо выращивать мак и отправлять его куда-то за границу с помощью каких-то там иностранных агентов, либо умирать с голоду. И, соответственно, ровно поэтому талибы, которые объявляли о том, что уничтожат маковые все эти поля, вынуждены закрывать на все это глаза, потому что у них нет выбора. Или они столкнутся с массовым вымиранием, или они дадут возможность людям хоть как-то выжить и заработать, пускай и таким вот совсем уж нечестным путем. Так что Афганистан явно еще долгое время будет у нас той страной и той точкой на глобусе, за которой будем пристально следить. Ну а пока программу надо заканчивать, подходит она к концу. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Напомню, это был Прайм Мацарский, и я, Юрий Мацарский, прощаюсь на этом. Всего хорошего, счастливо.